Министерство культуры и кино Республики Тыва, Международный научный центр ХАМИ. Тувинское горловое пение. Этномузыковедческое исследование. Зоя Кыргысовна Кыргыз. Ответственный редактор. Доктор искусствоведения, профессор Муцеевский. Новосибирск. Наука 2002. Рецензенты. Доктор искусствоведения Соломонова, кандидат искусствоведения Янговатова. Монография представляет собой музыкально-теоретическое, фольклористическое исследование тувинского горлового пения хирёктер. Рассмотрены проблемы историко-культурных факторов его формирования и бытования, основы звукообразования, структурная типология, ареалы, а также современное развитие. Книга адресуется специалистам и широкому кругу читателей, интересующихся традиционным музыкальным искусством. Вместо предисловия. Необычный феномен музыкальной культуры тувинцев, трудно объяснимые и даже таинственные для непосвященного слушателя звуки чрезвычайно своеобразного вида горлового пения, когда одновременно слышно несколько звуков, тянутся 2 или 3 линии, вызывает особый интерес. Европейская музыкальная культура не знала и до недавнего времени не могла объяснить такое загадочное явление. Уже первые путешественники, побывавшие за хребтами Саян во второй половине XIX века, обратили внимание на эти чудо-звуки, извлекаемые из груди тувинскими певцами и получившие название горлового пения. К этому феномену часто обращались музыковеды, но лишь недавно загадочное горловое пение тувинцев было детально описано и исследовано. Главная заслуга в этом принадлежит тувинской исследовательнице, энтузиастке и подвижнице Зое Кыргысовне Кыргыз. Ее отец Нурсат Кыргыз принадлежал к одному из основных племен, вошедших в состав тувинцев еще несколько веков назад, древним кыргызам, завоевавшим Туву в IX веке нашей эры. Зоя Кыргысовна Кыргыз, изучавшая музыковедение в учебных заведениях Улан-Удэ и Москвы, посвятила свою жизнь этномузыкологии, изучению народной музыки и этнической культуры тувинцев, уходящей вглубь веков. Особенно ее увлекли традиции горлового пения, его музыкальная сущность и, как многим казалось, таинственные физиологические особенности. К сожалению, к началу работ Зои Кыргыз, посвященных этому древнему феномену музыкальной культуры народов мира, традиции горлового пения у тувинцев постепенно угасали. И лишь усилиями энтузиастов, среди которых едва ли не основную роль сыграла автор этой книги, возрожденное искусство горлового пения у тувинцев ныне получило мировое признание. Концерты, включающие исполнение горлового пения, звучат в наши дни не только на всем пространстве древнего шелкового пути от Западной Европы до Японии, в городах России, во всех странах СНГ. 4. Тувинское горловое пение, но и в Соединенных Штатах Америки. Именно здесь, в специальной лаборатории госпиталя им Франклина Рузвельта в штате Нью-Йорк, по инициативе Зои Кыргыз изучали таинственные физиологические особенности горлового пения тувинцев, для названия которого автор книги вполне обоснованно ввела новый, более точный термин хирёктер, дословно петь с опорой на грудь. Многие годы Зоя Кыргыз возглавляла созданный при поддержке ЮНЕСКО и правительства Тувы Международный научный центр изучения горлового пения. Еще в 1987 году Зоя Кыргыз взяла на себя инициативу создания ансамбля исполнителей хирёктер, названного Тыва и успешно выступающего в нашей стране и за рубежом. Лежащая перед вами книга – серьезное научное исследование, которому Зоя Кыргыз посвятила более четверти века. Ради изучения ареалов горлового пения и его отдельных школ, издавна существовавших в Туве, она, не страшась трудностей полевой работы, совершила много выездов во все, даже самые труднодоступные места проживания исполнителей хирёктер. Число ее экспедиционных выездов достигает 120. Эта книга, я уверен, привлечет внимание не только музыковедов и этнологов, но и всех, кто интересуется экзотическими феноменами народной музыки Востока, найдет путь к сердцу всех любителей музыки. Институт этнологии и антропологии РАН, профессор, доктор исторических наук И. Вайнштейн. Введение. Республика Тыва расположена в самом центре Азии на юге Сибири, где берет свое начало великая река Енисей. Природа Тувы звездочка красочна и необычайно разнообразна. Географический центр Азии, пожалуй, единственное место в мире, где живописные горно-степные долины соседствуют с вековой, нетронутой тайгой, а верблюды с северными оленями.
Тува отделена от остального мира на севере и северо-востоке Саянами, на западе Алтаем, на юге хребтами Танну-Ала. На ее территории сохранилось большое количество памятников, свидетельствующих о том, что человек появился здесь еще в эпоху Палеолита. В скифское время, 8-3 веков до нашей эры, Туву заселяли древние племена скотоводов-кочевников, близкие индоиранской цивилизации. В течение веков в регионе проживали кочевники-скотоводы, наследники их культуры западные и центральные тувинцы, и охотники-оленеводы, ныне восточные тувинцы, или тоджинцей. Основным жилищем западным тувинцам служила войлочная юрта, восточным берестяной чум. Для изготовления одежды использовались шкуры домашних и диких животных, а позднее покупные ткани, в том числе шелка. Рацион питания большинства тувинцев составляли молочные продукты и мясо, плоды и корни диких растений. Языческие верования тувинцев живы и поныне, содержат представления о различных духах, от которых жизнь человека зависит всецело. Особое значение придавалось духам огня, воды, духам предков, духам хозяевам промысловых угодий, а также природным акустическим эффектам как проявлению этих сверхъестественных сил. С точки зрения шаманской космогонии у тувинцев существуют три мира: верхний, средний и нижний. В XVI веке буддизм, который проникал в Туву и ранее, стал здесь официальной религией. В настоящее время позиции буддизма. Звездочка согласно действующей Конституции Республики Тыва, допускаются два варианта от зедувя еврдуй, боя побулат дед тует. 6. Тувинское горловое пение. В Туве укрепляются, строятся новые храмы, восстанавливаются старые. Вместе с тем древние формы языческих культов, и прежде всего шаманизм, не только не утрачиваются, но и возрождаются. В начале нашей эры в Туву устремились кочевники из внутренних территорий Центральной Азии, гунны и родственные им племена, связанные с тюркским миром. Во второй половине первого тыс нашей эры Тува становится частью огромного государства, древнетюркского каганата, границы которого простирались от Китая до Средней Азии. Древние тюрки уже знали письменность, многие мотивы и сюжеты древнетюркского фольклора дожили до наших дней в устном народном творчестве тувинцев. Позднее Туву заселили еще племена древних уйгуров и монголов, также вошедших в состав тувинского этноса. По мнению ряда ученых, завершение образования тувинского этноса относится к XVIII веку. Хотя вплоть до наших дней сохранились яркие пережитки родоплеменной структуры, возникшей еще задолго до формирования этой народности. У тувинцев до наших дней сохранились чрезвычайно интересные формы традиционной культуры, в особенности резьба по камню, ювелирное искусство, орнаментика. Разнообразен музыкальный инструментарий, смычковые и щипковые хордофоны, ударные и духовые. Одни из них весьма древние, другие появились позднее, вместе с проникновением в Туву буддизма. Наряду с героическими сказаниями существенную роль в фольклорной традиции играют бытовые, охотничьи детские сказки, загадки, пословицы, поговорки. Особое значение имеют трудовые и бытовые мелодические речитации, культовые песни и наигрыши. Колыбельные, протяжные лирические песни знал каждый тувинец. Предметом рассмотрений в данной книге является особая форма традиционной музыки тувинцев, так называемое горловое пение, которое в существующей литературе часто именуется хёеми. В традиционной тувинской терминологии слово хёеми употребляется как название лишь одного из стилей, а всего в Туве их бытует 5 хёеми. Сыгыт эзитцегилэр. Борбаценадыр. Каргарая. Причем некоторые стили имеют несколько разновидностей. Из всех народов Евразии такое многообразие свойственно только тувинцам. Вместо видового хёеми я предлагаю более верное с моей точки зрения, обобщающее название горлового пения хирёктэр, исходя из специфики звукоизвлечения при исполнении всех стилей горлового пения, а также практики употребления этого термина самими традиционными тувинскими исполнителями. Введение. 7. Ми звездочка. Термин харёктэр происходит от слова херек – грудь. Харёктэр – форма причастия от глагола будущего времени с основой херекте – грудное пение, дословно петь с опорой на грудь. Аналогичные варианты аффикса причастия будущего времени в тувинском языке. Например, эмнеи – лечить лекарством, балык-таар – рыбачить каргараалар, петь в особом стиле каргараа,
соответственно хёймейлэр, дословно петь хаамей, изображать гудение, сыгыртыр, петь сыгыт. При этом ни в одном словаре тувинского языка термин харёктер не трактуется как певческий. Он употребляется обычно в значении повышать голос на кого-либо, ругать. Понятие харёктер, объединяющее все стили тувинского горлового пения в рассматриваемом аспекте, отражает биофизическую сторону певческого процесса, его акустико-физиологическую основу. Поэтому я считаю более правильным оставить термин горловое пение, а наименование харёктер использовать применительно к тувинскому сольному двухголосию. Книга написана прежде всего по материалам моих собственных экспедиционных исследований горлового пения у всех групп тувинцев, в том числе живущих в Сумоне, Цейонгел, Баян-Ульгийского и Центрального Аймаков Монголии. Эти исследования проводились мною с 1973 по 2002 год, включая время работы с ансамблем Тыва. Собранные мною материалы легли в основу более ранних публикаций. Следует сказать также и о фестивалях, которые проводились работниками Дома народного творчества Министерства культуры Республики Тыва и где уделялось большое внимание традиционной музыке. Одним из организаторов этих фестивалей, Дадар Монгуш, собраны материалы, имеющие неоценимое значение для современного исследователя, поскольку, во-первых, представляются достоверными, документально подтвержденными, во-вторых, хранят сведения о том многом, что ныне в культуре тувинцев утрачено. В условиях минимального числа первоисточников эти материалы проливают свет на ряд еще неясных вопросов о судьбе этноса, служат поводом к различного рода размышлениям и обобщениям по некоторым мировоззренческим и музыковедческим проблемам. Звездочка на семинаре, посвященном 75-летию народ Новых Хаами Айжев, Тавы, проведенном к Изыле Н 2001 метр, Повпахана школ горлового ПФПА НВМФ районов выдвинула предложение называть тувинское горловое пение термином харёктер, анхахо из общего приема при исполнении всех наилей. Тувинско-русский словарь. М. 1968. С. 492. 8. Тувинское горловое пение. В процессе написания книги мною были изучены архивные материалы Тувинского института гуманитарных исследований, ТИГИ Международного научного центра, НЦ Хюэми Центрального государственного архива Республики Тыва, ЦГРТ Фонограммархива Института русской литературы, ИРЛИ, РАН, Пушкинский дом, Санкт-Петербург, фонотеки Комиссии музыковедения и фольклора Союза композиторов России, Москва, Кабинета народного творчества Московской консерватории, проблемной научно-исследовательской лаборатории по изучению традиционных музыкальных культур Российской академии музыки им. Гнесиных. К настоящему времени в фольклорном архиве НЦ Хёэми и ТИГИ имеется 190 записей харёктер от 300 исполнителей и ансамблей. В Институте гуманитарных исследований записи народных песен, героических сказаний, сказок, мелодических речитаций, в том числе харёктер, стали фиксироваться собирателями АК ДРМА, АК Калзан и сотрудниками сектора фольклорос, Вейсклан 3. Самдан, Сузукей на магнитную ленту. Есть записи, сделанные АК ДРМА с 1969 по 1970 год от знаменитых народных исполнителей тех лет. Хёэми Жахунаштар Аола Аоржика, Самбу Усая, Акаола Карасала, Маржамала Андара из Дзунхимчикского, Мангун Тайгинского, Судхольского районов. Профессиональные записи народной музыки, производившиеся с 1970-х годов, находятся также в фонотеке Гостелерадио Республики Тыва. В НЦ-Хёэми записи фольклорных материалов осуществляются фольклористом М. Бадырга. Основная цель этой деятельности заключается в том, чтобы как можно дольше сохранить наследие тувинского народа. Начиная с 1974 года мне как фольклористу постоянно приходится сталкиваться с проблемой нотирования харёктер. С 1940 по 2001 год, за исключением монографии Н. Аксенова «Тувинская народная музыка», нотные расшифровки харёктер нигде не публиковались, так как нотирование данного материала требует принципиально нового подхода. Материалом для настоящей монографии послужили 700 котированных музыкальных произведений тувинских народных песен, отобранных мною из многочисленных фонозаписей разных лет. В большинстве из сделанных мною полевых записей поют мужчины, но приходилось неоднократно наблюдать, как женщины пели. Введение. 9.
путем унисонного пения или вместе с мужчинами в регистре, характерном для мужских голосов, тембрально близком к басовому звучанию. Многие из этих материалов выявлены и проанализированы впервые. Наряду с общими сведениями о Харёктэр в настоящей работе впервые дан критический обзор истории изучения тувинского пения Харёктэр с конца XIX века. По настоящее время обоснована уникальность этого явления в музыкальной культуре народов мира, сделана попытка выяснения историко-культурных факторов формирования и бытования Харёктэр, а также его связь с ритуалами и формами музыкального быта. Формирование Харёктэр, на мой взгляд, началось с первого тыс нашей эры и связано с системой обрядов, трудовой деятельностью и древней традицией звукоподражания в певческой культуре далеких предков тувинцев. Во время экспедиционных работ я пыталась выявить как общие черты, так и специфику горлового пения в разных культурах народов Саяна-Алтая. Такого рода планомерные исследования ранее никогда не проводились. В ряде предшествующих публикаций не учитывалось, в частности, что гортанное именно гортанное пение типа якутского хабарга с периодическим прищелкиванием языком о небо на резком двойном вздохе несопоставимо с тувинским пением Харёктэр. Не следует отождествлять тувинский Харёктэр с монгольским хеемием, алтайским шорским каем, хакасским хаем и калмыцким хайлахом, которые используются преимущественно не как самостоятельные музыкальные произведения, а как неразрывная составная часть типического музыкально-поэтического произведения, продолжительностью звучания до нескольких часов или даже дней, и имеют весьма существенное отличие от горлового пения тувинцев, никоим образом не являясь эквивалентом хаэмию, борба-цена-дыру и другим стилям Харёктэр. Остановимся на специфических особенностях звукоизвлечения Харёктэр. Прежде всего, реально Харёктэр представляет собой один из способов использования человеческого организма для музыкальной деятельности. Это один из видов корпорамузыки, один из вариантов аутоинструментализма, имеющий особое значение в культуре, ноосфере народа Тувы. Строго говоря, это не пение, пение изначально подразумевает сочетание музыки и речи, возможность наложения словесного текста на музыку. Харёктэр — это скорее инструментальное музицирование, основанное на имитации звуков окружающего мира. Отсюда сакральный смысл этого. 10. Тувинское горловое пение. Способы звукоизвлечения, особая глубина и специфика его эстетического восприятия. Обострившееся сегодня внимание к Харёктэр, как уже отмечено выше, очень велико как среди специалистов, музыковедов и этнологов, так и среди любителей народной музыки. Я надеюсь, что книга в какой-то мере удовлетворит интерес к этому феномену музыкальной культуры народов мира. Выражаю благодарность Деруист Наукс и Вайнштейну, под научным руководством которого выполнялась данная работа, Деруфилол Наук и Татарин Саеву, чьи замечания и советы помогли мне при написании этой книги. Также благодарю всех ученых, участвовавших в ее обсуждении, в том числе сотрудников проблемной научно-исследовательской лаборатории по изучению традиционных музыкальных культур Российской академии музыки им Гнесиных и Московской консерватории. Считаю своим долгом сказать о тех, кто содействовал моей работе. Большую пользу принесли советы народных артистов РСФСР М. Мунзука, Н. Мунзук, Б. Чергал Аола, А. Панова, Дераист. Наук Ю. Л. Аренчина. Выражаю благодарность председателю правительства Республики Тыва Шерик Аулу Аоржаку, который реализовал идею открытия в Туве научного центра по изучению и сохранению музыкального наследия тувинского этноса. С большим уважением я вспоминаю своего учителя, профессора Е. Гиппиуса, одного из первых, кто обратился к исследованию тувинского традиционного вокального искусства и в свое время поощрял мой интерес к изучению горлового пения тувинцев. Хотя излагаемая здесь система взглядов окончательно сложилась после его смерти, но начало ей было положено именно в беседах с этим замечательным человеком, в изучении его трудов. И, конечно же, я выражаю огромную признательность своим многочисленным респондентам, в том числе Маржамалу Андару, и Дамчапу Хамушку, Хунаштара Аулу Аоржаку, Севеку Алдына Аолу, Андрею Апею, Герману Куулару, Олегу Куулару, Геннадию Тумату, Геннадию Чашу, Андрею Мангушу, Сергею Андару, которые поразили меня своим мастерством и способствовали появлению новых идей при написании книги.
Я признательна А. Денисову, Ю. Хлынову, оказавшим помощь при подготовке монографии к изданию, а также министру культуры Республики Тыва А. Наксылу за финансовую поддержку данного издания. Глава 1. История изучения горлового пения. История изучения хорек-тер восходит к концу XIX века и связана с обращением к музыкальной культуре тувинского народа. Одним из первых исследователей, обративших внимание на хорек-тер, был этнограф и путешественник П. Островских, посетил Туву в 1897 году, который не только описал некоторые его формы, но и опубликовал этнографический отчет о субэтнической группе тувинцев Тоджинцеев, затронув также вопросы их музыкальной культуры звездочка. Он писал, что наибольшей оригинальностью отличается искусство так называемых хёемилэркижи, певцов, владеющих стилем хёеми, певцов горлом. Выпуская обычные у многих азиатских народностей горловые звуки, певец на фоне их выделяет горлом же чрезвычайно характерные мелодии, как бы на флейте, при этом он аккомпанирует себе на деревянном тапшулууре. Отчет П. Островских содержит данные, существенно пополнившие тогдашние представления об этнической культуре тувинцев. Заслуга Островских в том, что наряду с вопросами истории и этнографии он рассматривает музыкальное творчество как важнейшую часть духовной культуры народа. Многое в его работах не потеряло свою актуальность и сегодня. На существование у тувинцев сольного пения хорек-тер указывают также ссыльный этнограф и краевед Е. Яковлев, совершивший в 11898 граммах поездки в Западную и Центральную Туву, Улуг-Хемский и Дзун-Химчикский Кажууны. В опубликованном научном отчете исследователь сообщает, что своеобразное впечатление, произведенное пением без слов, не передается словами. Это звездочка краткиёчит о поездке в таджикский какаун Уренхайской земли и значение Уренхайской земли для Южной Сибири, и Илиотик Русачуду географического общества ИА 1898-1899 годов. Полный дневник уренхайского путешествия с многочисленными рисунками, фотографиями, описанием всей вывезенной уренхайской земли этнографической коллекции, находящейся ныне в Берлинском музее народоведения, был своевременно представлен в Русское географическое общество, которое отпустило значительную часть средств на это путешествие, но и о большой стоимости издания не был опубликован. Кажуун, административный район в Туве. 12. Тувинское горловое пение. Пение называется кумелер, хммёлэр. 3. И слагается из целой гаммы хрипов. Певец вбирает в себя столько воздуха, сколько смогут вместить его легкие, и затем начинает извлекать какие-то странные урчащие хрипы из глубины внутренностей, непрерывность и длительность коих всецело зависит от его умения управлять диафрагмой. Затем следует новый глубокий вдох и продолжение таинственных звуков, сопровождающихся аккомпанементом на двухструнном тапшулуурна звездочка, инструменте, состоящем из длинного грифа и кузова с полой, обтянутой пузырем, декой до тех пор, пока они не обрываются певцом сразу, совершенно неожиданно для слушателя, без какого-либо тонического и ритмического конца, так что ко всему этому последованию таинственных звуков, казалось бы, нельзя применить название мелодии 316, 177, 178. Сведения о приемах исполнения хорек-тер, о бытовании этого вида народного музыкального искусства с конца XIX века, Сопоставимы с результатами наших экспериментов. Заслуживают внимания тонкие наблюдения ученого о дыхании, самом звукоизвлечении хорек-тер, происходящем не за счет гортани, а идущем из глубины внутренности, то есть благодаря сжатию грудной клетки. Попытка объяснить традиционное одиночное двухголосное пение тувинцев была предпринята также в 1914 году английским путешественником Д. Карутерсом. С его слов известный исследователь Центральной Азии Г. Е. Грумгажемайло писал, что хёемей в Уренхайской земле, устаревшее название Тувы. 3. Далеко не обычное явление. Этот род пения – специальность особых искусных мастеров, которые благодаря долговременной практике вырабатывали у себя способность управлять диафрагмой, что и обеспечивает им возможность вводить в легкие новый запас воздуха, если не по окончании музыкальной фразы выражение, которое к этого рода пению без слов неприменимо, то после достаточно продолжительного периода. Все же остальные сайоты – тувинцы. 3.
Поют обычным образом, причем центр тяжести песни лежит в ее тексте, музыкальные же и ритмические элементы лишь дополняют создаваемую им картину 93-114. Егрум Гржемайло называет тувинское горловое пение песнями без слов. Пишет, что у них можно отметить три формы вокальной музыки. Первое. Текст песни доминирует над музыкальным элементом. Второе. Текст вовсе отсутствует. Песни без слов. Звездочка тапшулуур, точнее ташпулуур, щипковый хордофон, две струны которого настраиваются в кварту, описанный позднее Н. Аксеновым. История изучения. 13. Голос, аккомпанируемый инструментом, исполняет роль примы и третья. Смешение этих родов пения там же. Хотя в подобных публикациях мы не находим подробной информации о хорек-тер, но приводимые сведения сами по себе, будучи свидетельствами очевидцев, представляют значительный научный интерес, несмотря на то, что они не опирались на анализ научной транскрипции звукозаписи и ограничивались в основном констатацией необычного для европейского слуха звучания тувинских песен. Серьезное, поставленное на научную основу изучение тувинских мелодий стало возможным лишь с появлением фонографа. Одним из инициаторов записи тувинских песен на фонограф явился Анохин, 1874-1931. Известный краевед, этнограф, педагог, композитор, собиратель и пропагандист музыкального фольклора тюрко- и монголоязычных народов, проводивший свои исследования у тувинцев в 1910 году, РИС. Первое. Анохин в своем труде «Народное песенное музыкальное творчество алтайцев, монголов, шорцев» обстоятельно охарактеризовал хорек-тер тувинцев, назвав его горловым пением. В критическом замечании по поводу описания Яковлевым тувинского хаамея он отмечал: вид горлового пения гораздо проще. В нем везде есть строгая определенность, такая определенность, которую без затруднения можно подвести под все законы существующей музыки. Наконец, пение – это не хрип, в котором трудно различить высоту звука, а обыкновенное пение, в котором даются звуки не свободным, открытым горлом, а несколько сжатым, причем высота звуков вполне определенная. Далее Анохин отмечает, что на слушателя, незнакомого с горловым пением и услышавшего его впервые, оно часто производит неблагоприятное впечатление. Но с течением времени это пение обычно начинает нравиться и даже действовать успокаивающе. Для РИС. Анохин. 14. Тувинское горловое пение. Азиатского уха такое пение является, без сомнения, приятным. Такое двухголосное пение хаамей, есть и другие названия, является спецификой алтайцев, хакасов и тувинцев 329. 27. Относительно манеры исполнения алтайского кая Анохин пишет: кайчи пели свои сказания искусственным низким голосом. Сказки действительно поются низкой дребезжащей октавой, которая своим тембром напоминает летящего жука 15-30. Согласно наблюдениям Анохина, из всех тюркских племен сайоты самое певучее племя. У сайотов 95% поющего элемента. Песни у сайотов выражаются словом «ир». Мелодия его достигает большего развития, чем у качанцев и сагайцеев. В творчестве сайотов отсутствует постороннее музыкальное влияние, мелодии самобытны 330-19. Фонографические записи Анохина, с которыми я смогла ознакомиться, не нотированы, не опубликованы и хранятся в фонограмм-архиве Иран в очень плохом состоянии. Ятировать. Их, к сожалению, в настоящее время почти невозможно. В 1927-1930 годах вышел в свет ряд научных статей, где затрагивались отдельные вопросы музыкального фольклора тувинцев. Первые послереволюционные музыкальные записи тувинских народных песен были сделаны в 1927 году Гиппиусом, РИС. Второе. Эвальд с голосов студентов Института народов Севера Исси. Били в Ленинграде, Мандара. РИС. 2. Первый исследователь тувинской народной музыки Гиппиус. Из Сирекий. Исследователи записали на фонограф несколько традиционных песен жанра ирлар, образец пения хорек-тер и две революционные песни на традиционные напевы «Кайгамчик-тык интернационал», «Дивный интернационал» и «Улук-хём», «Великая река». Профессор
Гиппиус, вспоминая впоследствии об этих звукозаписях, сделанных в молодости, сообщил мне, что еще тогда его поразило национальное своеобразие высокоразвитой тувинской народной мелодии, а более всего, традиционное одиночное двухголосное горловое пение, смотри 163, 120, 143. В середине 1930-х годов были сделаны первые профессиональ. История изучения. 15. НИИ звукозаписи тувинского сольного двухголосного пения на грампластинке, а позднее, с 1943 года, на магнитофон. В 1934 году по заказу правительства Тувинской Народной Республики Московская фабрика звукозаписи выпустила серию граммофонных пластинок, классические образцы стилей пения Харек-Тейр, Каргера, Борба Ценадыр, Сыгыт, Эзицегилейр, песни жанра Ирлар и инструментальные наигрыши на игиле в двух традиционных видах, вариации на песенные темы и программно-изобразительные наигрыши в исполнении наиболее искусных музыкантов того времени М. Шоюна, Лагба, Акамбу, М. Ошку Саарай, М. Мадыраова. В фонотеке Кабинета народного творчества Московской государственной консерватории сохранилось 10 таких грамм-пластинок, фабричные номера 3007, 3008, 3013, 3017, 3024, 3025. Значение этого первого этапа документации на граммофонных пластинках классических образцов традиционного тувинского пения Харек-Тейр трудно переоценить. В 1941 году, еще в период существования Тувинской Народной Республики «Звездочка», в Кызыле был создан театр-студия. Музыкальные дисциплины, теорию музыки, сольфеджио и хоровое пение, там преподавал дирижер Р. Г. Миронович. Наряду с ним работали и другие приглашенные специалисты, Анна Аксенов Л. И Израилевич Хармейстерс и Булатов. Велось обучение игре на народных музыкальных инструментах, составлявших оркестр. Деятельность названных музыкантов в первые годы советской власти в Туве, с 1944 года, носила прикладной характер. Все они были либо молодыми композиторами, либо большей частью руководителями хоровых коллективов и не ставили перед собой исследовательских задач. Образцы народных песен записывались ими по преимуществу в практических целях, как материал для обработок, пополнения репертуара профессиональных и самодеятельных композиторов. Такой подход к народному музыкальному искусству определил в те годы и характер публикаций песен. Фольклорные сборники того времени – это, в сущности, песенники, содержащие традиционные песни не в том виде, как они звучат в народном быту, а в свободных, далеко не всегда выдержанных в традиционном стиле обработках составителей. Из записей Харек-Тейр и обработанных напевов тувинских народных песен, сделанных в 1943, 1944 и последующие годы, в научный оборот введены пока только материалы Н. Аксенова ТРИС, 226. Звездочка Тувинская Народная Республика, образовавшаяся в 1921 году, вошла в состав СССР, 1944 год. 16. Тувинское горловое пение. Одним из первых, кто обратил специальное внимание на Харек-Тейр в это время, был писатель Г. Кублицкий, который в 1947 году подчеркнул, что у тувинского народа есть особый вид пения, горлового, называемого сыгыт, хаамей, каргара. Исключительная трудность, огромное напряжение голосовых связок при горловом пении не позволяют обычно солисту петь больше 1-2 минут. Сущность горлового пения заключается в том, что певец поет одновременно два звука, основной и обертон к нему. Я впервые слышал пение, удивительное, неповторимое пение. Тувинцы – единственный в мире народ двухголосных певцов. Тут важно правильно понять с трудом постижимую вещь. Двухголосие не в том смысле, что один и тот же певец может по желанию петь, скажем, сначала басом, затем тенором, а в том, что один и тот же певец может петь сразу двумя голосами. Двухголосное пение называется сыгартер. Вы слышите звук, напоминающий пение большой неведомой птицы, звук сильный и мелодичный, ему вторит другой, глуховатый, более низкого тона. Знатоки мне объяснили, что первый звук рождается напряженными голосовыми связками, через которые певец с силой пропускает воздух, второй возникает в полости рта, которая служит как бы резонатором. 151-16. Статья представляет интерес для истории изучения не только Харек-Тейр тувинцев,
но и песен других народов, чьи исторические судьбы были связаны с горной страной Саян. Без собирания и изучения фольклора невозможно составить представление о ладовом и интонационном своеобразии национального искусства того или иного народа, и тем более невозможно запечатлеть его в профессиональном творчестве. Сегодня легко прослеживается путь, которым шла новая для Тувы наука – фольклористика. Начало было положено Тувинским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории НИЯЛИ, организованным в октябре 1945 год наряду с изучением языка и истории тувинского народа. Созданием учебников институт начал записывать и изучать фольклор. Если первые собрания и публикации содержали только словесные тексты, то с появлением звукозаписывающей аппаратуры открылась возможность фиксировать и напевы. В конце 1950-х годов в Кызыл были приглашены представители старшего поколения тувинских сказителей и певцов. На их первый слет в 1962 году съехалось 28 человек. Помимо конференций и слетов в столице республики, Кызыле, НИЯЛИ ежегодно организовывал фольклорные экспедиции. Однако если записи текстов осваивались быстро, то муза. История изучения. 17. Кальные записи в большинстве своем до сих пор пока не расшифрованы и не освоены наукой в связи со сложностями нотации характер. Публикация нотных материалов и научное изучение музыкального фольклора тувинцев по степени интенсивности значительно отставали от собирания сведений о характер и пропаганды его в живом концертном исполнении. Первая публикация народных мелодий была осуществлена собирателем и исполнителем М. Мунзуком в 1956 году. Напевы этих песен он записал на слух непосредственно с голосов народных певцов еще в 1940-е годы. Затем вышло в свет дополненное издание того же сборника, озаглавленного «Тыва Улустун Ирлары, тувинские народные песни». Мелодии, записанные составителем, были впервые паспортизованы, указаны место записи и лицо, сообщившее напев. Первый раздел сборника содержит старинные народные песни, далее следуют современные народные песни и припевки. Вообще же за свою жизнь Мунзук записал более 500 напевов тувинских народных песен, мелодий характер, несколько десятков инструментальных наигрышей, большая часть которых осталась неопубликованной. Его деятельность положила начало планомерному собиранию традиционных тувинских песен «Звездочка». Не утратили познавательного значения и наблюдения композитора М. Юрга, который от природы был наделен большими способностями к игре на национальных инструментах. Его работы о народной музыке позволяют составить о ней довольно полное представление. Что касается характерц, М. Юрга подразделяет это искусство на три вида. При первом виде горлового пения, сыгыт, основные звуки певец берет в малой октаве, а бертоны в третьей октаве. Во втором виде, хаамей, певец поет ми первой. Звездочка Максим Мангожукович Мунзук, 1910-1999. Уроженец Сумона Межегейка Жауна Тайоды, слуел в Яродерсвалюауауэй Арна, унулся в Москве в танковой школе, участвовал в организационе национального театра в Кызыле. С 1936 года а до конца своей жизни являлся актером театра Акона. М. Мунзук – большой знаток горлового пения от туванских народных песен. Певец, владевший огрой на национальных инструментах базаанны, лонба, надаганя. Это артист оз народа, блоской к народному быту, поражавший знаноен этой жозно, настерством рассказа, богатством языка на коне чрезвычайной задушевностью. Актерский дар а любовь к народной песне помогала М. Мунзуку рассказывать музыку славана. С 1950 года М. Мунзук и его супруга Каракас Мунзук, выдающаяся исполнительно туванских народных песен, народная артистка РСФСР РТ, стала собирать записывать тувонское народное песно, а внесло знанительный вклад в узуненное традиционного тувонского искусства, в тон носли горлового пения. 18. Тувинское горловое пение. Октавы, причем обертон звучит в третьей октаве в квинту к основному тону. В третьем виде, каргераа, певец берет звуки в большой октаве от ми и выше. Эти три вида горлового пения, сыгыт хоями каргераа, имеют много вариантов. Научиться горловому пению может не каждый, а только тот, у которого голосовые связки имеют способность к этому от рождения. Горловое пение исполняется только мужчинами 235,
303. Однако в архиве ТНИАЛи есть сообщение о том, что в 1930 год самой лучшей исполнительницей хёйми считалась Йоон Чигадай. У нее естественное дыхание, без всякого видимого напряжения. Голосовой аппарат был как своеобразный двухголосный музыкальный инструмент 331, С-30. Утверждение, что в каждом стиле основной звук и его обертоны закреплены за определенной октавой, я считаю весьма спорным, поскольку высота звуков бурдона и обертона, а также их октавы зависят не столько от конкретного стиля, сколько от индивидуальных особенностей исполнителя. Кроме того, произведения одного и того же стиля исполняются в разных тональностях, возможны переходы из одной тональности в другую. Хотелось бы подчеркнуть, что научиться петь харёктэр может не только тувинец, но любой человек, обладающий хорошими музыкальными данными, прежде всего слухом. Об этом свидетельствует хаамейжи из Калмыкии Владимир Каруев, который учился тувинскому горловому пению у артистов ансамбля Тыва, созданного в 1989 году, представители разных стран, обучающиеся в Международном научном центре хёйми у исполнителей харёктэр. При несомненных достоинствах статья С. М. Пюрбе не лишена недостатков, в основе которых отсутствие расшифровок харёктэр. Пюрбе запечатлел в ней лишь основной тематический материал, что ценно, но недостаточно. Этапным явлением в тувинской музыкальной фольклористике стала монография Н. Аксенова «Тувинская народная музыка», вышедшая под редакцией Е. Гиппиуса в 1964 году. Н. Аксенов, Рис, 3. проявлял огромный интерес к истории и культуре тувинского народа. Начиная с 1940-х годов он записывал тувинский музыкальный фольклор. Песни, наигрыши, образцы вокальной музыки, сольного двухголосного пения, собрал большой фактический материал по этнографии и фольклору тувинцев. Сведения о тувинском народном музыкальном искусстве, сообщаемые Гиппиусом в вводной статье к книге Аксенова, дополняют научный отчет последнего о собирательской работе в Туве в 1943-1945 годах, где он, в частности, пишет: «Первыми моими учителями вобла. История изучения. 19. СТИ тувинского песенного фольклора оказались тувинские поэты Пюрбуис, Сарыкаол и мои ученики по классу теории композиции, организованному после моего приезда». В нем была собрана наиболее одаренная музыкальная молодежь из разных районов Тувы, народные певцы и инструменталисты, живые носители народного песенного искусства, не утратившие связи с родными кочевьями 226. В тувинских песнях А.Н. Аксенова как композитора-исследователя поражали не только мелодия, но и композиция, форма музыкальных пьес, песен, инструментальных наигрышей, их мелодическое орнаментирование, ладовый колорит исполняемых напевов. Сопоставляя записанные варианты напевов тувинских народных песен и систематизируя заметки о манере их исполнения певцами из различных местностей, он пришел к выводу, что по своему репертуару тувинская народная музыка не имеет заметных местных различий, за исключением относительно большого распространения монгольских народных песен в районах, граничащих с Монголией. Местные различия заметны только в манере исполнения песен, в большем или меньшем мелодическом орнаментировании напевов и отдельных особенностях орнаментального стиля там же. 231. Последнее утверждение я считаю не совсем верным. Тувинские песни довольно интересны и своеобразны. На первый взгляд, правда, может показаться, что они похожи друг на друга, но когда вслушиваешься, находишь в них весьма большие различия в мелодии, структуре, а не во внешней форме. Причем одна и та же песня может звучать по-разному у певцов, живущих друг от друга на расстоянии всего 4-5 километров. Отсюда очень большая вариантность песен. Преобладает мужской песенный жанр, сольная двухголосная харёктэр, со своеобразным двух-трехголосным звучанием. 20. Тувинское горловое пение. Пример 1. Бора Аддым. Мой сивка-бурка, в стиле Каргарая. Обертоны. 4. Бром, бромаам. Бром, броам. Бром, бромам. Бром, бром. Звукозапись и ватировка З. Кыргыз, 1978 год. В Г. Кызылис голоса Дмитрия Ачура, 1916 год. РФ ТНИАЛи, площадь 107. Диапазон напевов чаще не превышает секста.
В основном все звуки вращаются в пределах устойчивой квинты, лишь в припеве появляется секста, иногда подлинная дорийская шестая, со случаями ее понижения на полутон, поэтому трехголосие внешне кажется почти неуловимым. История изучения. 21. Только путем долговременных наблюдений над отношением народа к тем или иным песням можно прийти к заключению об их народности. Упомянутая выше книга А.Н. Аксенова явилась первой научной публикацией традиционного музыкального искусства, итогом многолетней работы по собиранию и изучению песенно-поэтического творчества тувинцев. Исследования А.Н. Аксенова имели наибольшее значение для изучения этнических традиций тувинского музыкального фольклора, разных песенных жанров. Особенно полно это отражено в ГЛ. 5, содержащие обоснование вокальной технологии тувинского сольного двухголосного пения. Мелодические звуки в горловом пении, пишет автор, точно так же, как и при игре на хомусё, являются обертоном низкого опорного звука, выделяемыми из него изменениями объема полости рта по принципу резонаторов Гельмгольца. Но при игре на хомусё низкий опорный звук извлекается вибрацией язычка этого инструмента, а при горловом пении – особым приемом напряжения голосовых связок 3 с 54. Сопоставляя технологию хорек-тер с игрой на хомусё, Аксенов пишет. Оба эти вида тувинского музыкального искусства основаны на одной общей технике образования мелодических звуков там же, с чем никак нельзя согласиться. Конечно, свидетельство о тувинском хомусё имеет важное значение для познания инструментария. Но в хомусё, прижатом к зубам, звук извлекается за счет изменения объемов воздуха при выдувании полостей и специфических движений языка в ротоглоточном рупоре, но не за счет смыканий голосовых связок. Воспроизведение звуков не требует большого напряжения и большого расхода воздуха в отличие от приема исполнения хорек-тер. Музыкальный инструмент типа хомуса широко известен. В русской терминологии это варган. Я считаю неудачным сопоставление общей техники образования мелодических звуков хорек-тер и хомуса как родственных видов музыкального искусства. В связи с отсутствием экспериментальных исследований на необходимом техническом уровне А.Н. Аксенов в своей работе также не отразил принцип звукообразования хоемея. Тем не менее наблюдения Н. Аксенова достаточно полно отражают не только его научные интересы, но и отношение к музыкальному быту тувинцев, уклад жизни которых он хорошо изучил. Талантливый композитор-профессионал, превосходный мастер нотирования звукозаписи А.Н. Аксенов сыграл огромную роль в изучении тувинской музыкальной культуры. Собранные им памятники музыкального творчества представляют культуру основных ареалов расселения тувинского народа. Исследователь по 22. Тувинское горловое пение. Немал, что научная ценность этнографического материала обусловливается точностью его фиксации, поэтому он тщательно отражал в записи все фонетические особенности тувинской речи ТЦИ. В нотациях тувинских народных песен, выполненных на высоком научном уровне, самим А.Н. Аксеновым впервые воспроизведена фактура пения хорек-тер и фактура наигрыша и наигили, бызанчи, хомусё. Инструментальные наигрыши представлены в монографии 57 образцами, а хорек-тер и песни во всех их жанровых разновидностях 225 образцами, которые имеют принципиальное значение, ведь формы музыкального искусства того периода, 1940-1945 годов, во многом являются своего рода историческими документами и определяют взгляд на современные записи традиционных песен 3. 77. 223. Монография А.Н. Аксенова ценна не только для музыковедов, но и для этнографов, историков, фольклористов. К идеям А.Н. Аксенова непосредственно в ходе исследования буду постоянно обращаться и я. К особой внимательности и тщательности при записи народных мелодий призывал фольклористов известный русский музыковед, философ и писатель Ф. Адоевский. Народные напевы – суть народной святыни, к которой надлежит приступать с действенным чувством, без всякой заранее предпосланной теории, не мудрствуя лукаво, но записывать народную песню, как она слышится в голосе и слухе народа, и затем должно будет постараться извлечь из самих напевов, как они есть, их теорию 207 с 91. Эти слова имеют неоценимое значение и для изучения музыкальной культуры тувинского народа.
Некоторые сведения о тувинских песнях и мелодических речитациях содержатся в публикациях этнографических материалов, собранных в П. Дьяконовой. Хотя автор не затрагивает вопросов пения хорек-тер, но приводит данные, которые помогают пополнить наше представление о происхождении тувинского музыкального термина сыгыт как название одного из стилей хорек-тер. В этом она не координируется с другими исследователями, считающими, что происхождение тувинского музыкального термина сыгыт как причитание, плач и производная от этого слова сыгыча, причитающий, плачущий, связано с погребальным обрядом 133-187. Подобные данные получены в П. Дьяконовой как в Западной и Центральной, так и в Восточной Туве и дают представление не только о способах погребения, но и о некоторых сторонах погребального обряда, а также о двух традиционных его видах: более древнем, шаманском, и более позднем, буддийском. История изучения. 23. Большое значение для нашей работы имеет информация о традиционных тувинских причитаниях, которая впервые сообщается в П. Дьяконовой в наиболее обстоятельном специальном исследовании на эту тему, опирающемся не только на конкретные этнографические материалы, но и на все ранее опубликованные работы по данной теме. Напевы причитаний, судя по примерам, представляют собой мелодические речитации особого рода, исполняемые говорком. Воспроизводились они, видимо, по памяти и характерны для бесписьменных культур, когда ритм, тембр, высота звука реализуются во множестве варьируемых форм. По сведениям, полученным в П. Дьяконовой от алтайской телеутки А.Н. Сыркашовой, проживающей в Беловском районе Кемеровской области, плач и причитания по умершему называют там термином сыгыт, в отличие от обычного плача по поводу какого-либо горя, который именуют ила, игла. Там же, с 54. Дьяконова подчеркивает, что сыгыт у алтайцев и телеутов начинали, как только человек умер и его положили в гроб. Оплакивание у гроба продолжалось всю ночь до похорон. Ритуальное оплакивание сыгыт известно было также у лаганским теленгитам и телесам. В противовес этому у тувинцев термин сыгыт сохранился для обозначения горлового пения с двузвучной мелодией, с низким гортанным и высоким свистящим звуком, напоминающим флейту там же. Опубликованные факты и наблюдения Дьяконовой в значительной степени не соответствуют понятию, зафиксированному в древнетюркском эпиграфическом памятнике о культе Гини с ритуальным плачем древних тюрков по покойнику. Таким образом, следует отличать в тувинском языке слово сыгыт, свист, давшее название одному из стилей хорек-тер, от созвучного ему слова иесы, плач. Плачущие и стонущие в обряде погребения древние тюрки, согласно их руническим памятникам, названо югхы-сычи, что соответствует тувинскому слову ичи-сычи. По нашим наблюдениям, напевы причитаний представляют собой мелодические речитации особого вида. Записать их очень нелегко в связи с тем, что этот жанр связан с загробным миром, носители плачей боятся исполнять их не по назначению. После многих усилий нам удалось зафиксировать на магнитофонную ленту только два образца. Первый из них — причитание отца по умершей дочери, Сенкайнда Барч, Уруму. «Ты куда исчезла, дочка?» Второй — причитание матери по умершему сыну. Пример 2. Урунга адазынна цека чигдалы. Причитание отца по умершей дочери. Звукозаписи котировка З, Кыргыз, 1974 год. В Г, Кызылис голоса Кыргыз Сарукту, 1904 год. Р. Участника слета сказителей и певцов из поселка Эрзин Эрзинского района. Пример 3. Агдунгака Чигдал. Причитание матери по умершему сыну. Звукозаписи нотировка З, Кыргыз, 1976 год. ВС. Акасук Дзунхимчикского Кажууна с голоса Торга Маякыр, 1895 год. Р. История изучения. 25. Оба напева связаны с обращением к душе умершего и интонируются в стиле мелодической речитации, прерываемой двумя-тремя, а иногда одним слогом и долгими выразительными паузами, после которых следуют, чередуясь с краткими восклицаниями, возгласы в форме целой словесной фразы, речитируемые то в более, то в менее напевной форме, порой переходящие в говорок. Неодинаковая степень тоновой определенности в мелодических оборотах мужского и женского причитаний, где чередуются речитации то в напевной форме, то говорком. Стиль сыгыт тувинцев и ритуальное пение других народов Саяна-Алтая,
по-видимому, не имели общей основы, их развитие следовало разным традициям, шло самостоятельно, что и проявляется в различиях терминологии на соответствующих языках. Сходство терминов вокальных традиций разных народов может быть обусловлено как типологической общностью исторического развития человеческого общества, так и взаимодействием культур, обогащением искусства одного народа путем освоения художественных и культурных достижений другого. 302.14. Осуществленный в Дьяконовой анализ погребальных обрядов позволяет выявить многие элементы культуры, восходящие к глубокой древности. Вопросами тувинского песенного исполнительства в 1970-е годы специально занимались Абанин Ив и Ложкин. В 1973 году они выступили на ВИИ Всесоюзной акустической конференции АН СССР с сообщением об акустических особенностях тувинского сольного двухголосия. Ими были установлены высотные уровни низкого тона от 60 до 220 Гц и высокочастотного от 2000 до 3000 Гц. Изложив результаты акустических измерений Хорек-ТР, исследователи уделили большое внимание вопросу о резонаторах, ощущениях, контролирующих звукообразование, и попытались раскрыть акустические особенности такого рода пения. Анализу были подвергнуты голоса тувинских певцов М. Дакпая и Ахуна Штаараола 25-4. В 1975 году в Ленинграде в ней болезни уха, горла, носа и речи, а также в военно-медицинской академии им. М. Кирова профессором Л. Б. Дмитриевым, врачом-фониатором Т. Масловым и методистом вокальной кафедры Новосибирской консерватории Б. П. Черновым была сделана рентгенограмма 3 тувинских певцов: горловиков, Мангуша, Соена и Д. Ачера, Рис. 4. Установлен механизм образования второго источника звуковых колебаний при двухголосном тувинском пении сыгыт, источника, работающего по принципу сопла, свисткового отверстия. Как утверждают авторы, свистковое отверстие. 26. Тувинское горловое пение. А. Б. Рис. 4. Источники звуков. А. Низкочастотный, щель голосовых складок. Б. Высокочастотный, свистковое отверстие сфинктерной преграды входа в гортань. Рождает высокочастотные колебания, которые затем резонируют в полостях ротоглотки, формируя звуки разной высоты. Гортань тувинского певца, поющего в двухголосной манере, представляет собой двухзвуковой генератор, в котором высота нижнего тона образуется голосовыми складками, а в формировании высоты свисткового тона участвует суженный вход в гортань, сопло и резонаторные полости глотки и рта. Эти приспособления гортани и ротоглоточного канала показывают удивительные функциональные возможности голосового аппарата в образовании звуков и исключительные способности в управлении их высотой и длительностью. 301, 158, 159. При пении и речи голосовые связки сомкнуты, на пути выдыхаемого воздуха сформирована фонационная преграда. Вестибулярные, ложные, складки обычно в фонации участия не принимают. Но при исполнении Хорек-ТР ложные голосовые связки задействованы, и, по мнению Т. Маслова и Б. П. Чернова, именно они и образуют свистковое отверстие, которое формирует высоту свисткового тона. Ю. Сузуки утверждает, что при технике звукоизвлечения ложные голосовые связки находятся в жестко зафиксированном состоянии в сильно зажатом горле, то есть на уровне призмы. И обусловлено это общей задачей всего голосового аппарата, направленной на расщепление основного звука. Поэтому если даже допустить, что слышимый высокий обертон образуется в области ложных голосовых связок, то это был бы звук одной постоянной высоты, как и бурдон, точнее параллельный бурдону, а подвижную мелодическую линию воспроизводит язык, при помощи которого на фоне расщепленного бурдона появляются реально слышимые обертоны. 266, 47, 49, Рис. 5. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса весьма важно для понимания акустики Хорек-ТР, но не входит в задачу настоящего исследования. Изучая физиологический механизм Хорек-ТР тувинцев без привлечения полученных таким же рентгенологическим путем сравнительных данных по горловому пению других народов, в частности монго. История изучения. 27. Лов, алтайцев, хакасов, башкир и так далее. Л. Дмитриев, Б. Чернов Ив.
Маслов тем не менее делают общий вывод о прямой связи тувинского пения с башкирским и монгольским, что вряд ли корректно. Исследователи не располагают также соответствующими данными о приемах фонации и традиционного певческого фольклора башкир, алтайцев, хакасов и монголов 301, 158, 159. Тувинское горловое пение, если его рассматривать в комплексе вместе с тембрами, текстами, приемами, мелодикой и стилями, существенно отличается от подобной формы музицирования у других этносов. Хотя существуют отдельные общие элементы в традиционном пении этих народов, эта связь скорее косвенная, обусловленная региональной общностью и обменом культурной информацией между ними. Традиционное тувинское горловое пение стало примером для подражания, но не было воспроизведено точно с точки зрения приема, тембра, мелодики и так далее, а лишь имитировалось соседними этносами, где приобрело самостоятельный характер. В 30-е годы 20 век исследователь башкирской народной музыки Л.Н. Лебединский с большим трудом нашел единственного исполнителя узляу, старика, проживавшего в отдаленном горном районе. Исполнитель, Сайфеддин Мухамедов, рассказал ему, что он Рис, 5. Схема двухголосной фонации, Кызыл, апрель 1975 год. Образованная сфинктерная преграда входа в гортань образует свистковое отверстие диаметром 1-2 мм. Б. Голосовые складки сомкнуты, формируют низкий постоянный звук, трахея, Г. Д. Единый поток воздуха через две преграды. Шел до этого искусства совершенно самостоятельно и за свою жизнь не только не слышал ни одного исполнителя узляу, но и не видел ни одного человека, который мог бы тянуть узляу 172-165. Монгольский хайоми, кроме одиночного пения, в основном представляет собой музыкальное оформление эпических произведений типа монгольского мактала, восхваления, имеющих однострочную структуру. Он интонируется в виде однозвучного напева. В приеме главным образом используется ротовой резонатор, который следует за мелодией. Исполняется в среднем диапазоне. Внимание исполнителя сосредоточено специально на полном функционировании голосового аппарата, а именно, носовых полостей. 28. Тувинское горловое пение. Твердого и мягкого неба, языка в полости рта, ложных связок, голосовых связок и надгортанного хряща. На этом основании Б.П. Чернов и Т. Маслов рассматривают тувинский прием пения хорек-тер не как присущий исключительно тувинскому этносу, а как часть всей тюрко-монгольской культуры. Суть исследования сводится к попыткам выявления аналогий этих приемов, однако их выводы представляются нам далеко не бесспорными. Исполнение Кая или Хая является лишь частью героического сказания. Затем вновь продолжается сказ эпоса, после чего вновь следует исполнение Кая. Так продолжается до тех пор, пока сюжет эпоса не заканчивается. Смотри Прил. Номер 5. Кай или Хай эмоционально подготавливает слушателей, как бы вводит его в настроение. Пример 4. Акабора Атуака Пихан. Звукозаписи нотировка Ю и Шейкина. В момент, когда певец на полной или половинной каденции тянет долгий звук Кая или Хая, слушатель часто подхватывает звук восклицаниями. Эти сведения нами получены во время полевой экспедиции, науч. Рук, Д.Р. Филол. Наука Б. Сактоев, 1984 год в Горном Алтае от И.Б. Шинжина. Другой вид сольного одноголосия, важный для понимания речитативного хакасского хая, под аккомпанемент чатхана с употреблением возгласа эйлю, который связан с распеванием голоса, наблюдается у А. Стоянова, смотри Прил. Номер 6. Строй чатхана. Исполнитель П. Кадышев. Звукозапись 1965 год. Такая же, то есть облегченная, приспособленная к длительному исполнению напева в сочетании со словами. Манера исполнения характерна для монгольского хаамия, шорского кая, смотри Прил. Номер 7. Достаточно тувинскому певцу при исполнении хаамия мелодии героического сказания использовать прием звукоизвлечения. История изучения. 31. С помощью ротовой полости, как горловое пение становится подобным монгольскому хаамию, шорскому хаю или алтайскому каю. Происходит смена формы. В этом проявляется сходство аутоинструментирования у народов Центральной Азии. При горловом пении вышеназванных тюрко-монгольских народов используется ключичное дыхание,
то есть только верхняя часть легких звездочка. Одноголосие с периодическим двухголосием получается в результате изменения резонаторов в полости рта. Недостаточное количество вдыхаемого воздуха превращается в мелодию с хрипящим басом, своеобразной тембровой окраской. Без сильного напора воздушной струи, без приема хорек-тер воспроизводить сольное двухголосие значительной продолжительности, как в эпосе, в принципе можно, но тембр его будет небогатый, а мелодическая линия получится узкого диапазона. Что же представляет собой тувинское горловое пение как вид вокального искусства? В чем специфика этой формы пения в этом отношении? Прежде всего хорек-тер – это самостоятельное явление культуры, которое имеет свои ярко выраженные национальные особенности. Необходимость длительно задерживать дыхание при хорек-тер не связана со сказаниями, которые исполняются в юрте в течение ночи. Хорек-тер – акустико-физиологический феномен, максимально связанный в отличие от кая-хая и монгольского хаамия по своей природе и структурным параметрам с лирическими песнями и инструментальной музыкой. Вокальные звуки составляют особую ценность для каждой мелодической ячейки, с них начинается и ими заканчивается каждый музыкальный мотив. Исполнитель должен их пропеть, как бы охватывая форму целого. Музыка эта рождена на открытом воздухе. Слушать ее надо, как литовский сутартинис, в окружении гор и степей, и тогда она начинает говорить на родном языке 67-28. Тувинцы и монголы – потомки кочевников, которых роднят обычаи, традиции, религия, шаманизм, буддизм. Они почитают природу, поклоняются духам родных мест, рек, тайги и гор, но говорят на разных языках. Может быть, в чем-то правы хакасы, считая, что умение петь горлом дает им хозяин этого вида пения, дух Хай-Эзи, который пришел в Хакасию из Тувы, как пишет Ябутанаев 52-31. Главным критерием сходства или различия горлового пения тюрко-монгольских народов является не мелодическая специфика. Звездочка установлена автором при рентгенологическом исследовании в госпитале им. Руствелле, США. 32. Тувинское горловое пение. Произведение, а тембр, манера исполнения, характер звукоизвлечения, интонирование, особенности звука. Сольное двухголосие в системе хорек-тер донесено до наших дней именно тувинцами. Но об этом речь пойдет ниже. Согласно данным экспериментов, проводившихся в США в госпитале им. Рузвельта в 1995 году, РИС. 6. Смотри Гео. 6. Пение хорек-тер тувинцев настолько специфично, что не дает права на сколько-нибудь корректное сопоставление с другими доселе известными формами сольного двухголосия. Я все же стремлюсь так или иначе учесть результаты изучения традиционных вокальных культур, территориально, этногенетически либо стадиально близких тувинской. Однако должна отметить, что почти все старые и молодые исполнители традиционного тувинского двухголосного пения согласны с тем, что прием хорек-тер – главное отличие двухголосия от других форм горлового пения. В то же время необходимо отметить, что работа Б.П. Чернова и В.Т. Маслова является, по сути, первым объективным научным исследованием физиологического механизма гортани тувинских певцов и основана на непосредственном наблюдении. 6. Исследования в США в госпитале им. Рузвельте, Нью-Йорк. История изучения. 33. НИИ за работой голосовых складок при фонации во время двухголосного пения одним исполнителем. В 1980 году в журнале Маск. И1 первый знак $, АГ, а знак $1 от Токио, была опубликована статья проживающего в Париже вьетнамского этномузыколога Транг Конг Хая «Первоначальное исследование и акустический анализ хаамея 328, 60 рублей». Автор пишет, что в течение нескольких месяцев он пытался извлекать звуки хаамея, и в 1972 году научился это делать сам с магнитных лент, которые были записаны Робертом Амейоном. Свой опыт освоения хаамея он подробно охарактеризовал в упомянутой работе. Несмотря на то, что автор объясняет условия действия пения, воспроизводимые им звуки просто являются обертоновыми и никоим образом не соотносимы с тувинским пением хорек-тер, хотя и образуют выстроенную самим автором пентатонику, то есть звуковую систему, содержащую 5 звуков разной высоты в пределах октавы. Интерес вызывает также опубликованная в 1981 году статья С. и Вайнштейна о хорек-тер в контексте этногенеза тувинцев. Не ставя перед собой собственно музыковедческих задач,
Исследователь сумел передать дух тувинской музыки и довольно цельно и ярко представить исполнение Харёктэр. Основой статьи послужили полевые материалы ученого из Центральной Тувы, встреча с его респондентом Алдын Аолом в 1954 году, как отмечается, и Вайнштейн. Это был дуэт необычных музыкальных инструментов, но исполненный. Без инструментов, голосом одного солиста в безлюдной центральноазиатской степи, исполненный им для себя, а может быть, и для меня тоже. Прошло четверть века, но этот эпизод остался, пожалуй, одним из самых примечательных в длинной череде моих воспоминаний о путешествиях по Сибири. Далее этнограф пишет, что ему захотелось тогда надолго, навсегда запомнить это удивительное пение, вероятно очень древнее, как и изучавшиеся им памятники, и эту шуршавшую под копытами загадочную дорогу Чингисхана, и эти пряные запахи ночной степи, и только что минувшие рериховские краски гор 62, 149, 156. Наблюдения и мысли и Вайнштейна представляют несомненную ценность. Ученый ставит вопросы о происхождении Харёктэр, в частности, почему этот вид горлового пения связан с тюркской, а не монгольской средой, почему не обнаружены следы подобного пения у бурят, калмыков, киргизов, казахов, всем ли этнотерриториальным группам монголов оно известно там же. 155, 156. В 1981 году Всесоюзной студией грамзаписи фирмой «Мелодия» была выпущена большая серия художественно-документальных. 2 заказ номер 788. 34. Тувинское горловое пение. Грамм-пластинок «Народная музыка Советского Севера». Ее составитель, этномузыковед И. А. Богданов. Звукозаписи знакомят слушателей с самобытным, богатым и многообразным миром древних коренных устно-музыкальных культур всех народностей и народов Севера и Сибири. Пластинки серии, являясь подлинным документом, памятником истории и культуры многих народов, предназначены не только для профессиональных музыкантов, этномузыковедов, фольклористов, этнографов, но и для самих народных мастеров-исполнителей, а также широкого круга любителей народного искусства в России и за рубежом. Подготовленный Богдарис 7X Оржик. Новым комплект из 3 пласти. Тувинский фольклор, с новыми записями, вышедший также в 1981 году, открывает слушателю мир тувинского народного музыкального и музыкально-поэтического творчества, фиксация которого начата еще в 1934 году изданием в СССР 7 грамм-пластинок, явившихся первой в мире публикацией звукозаписей тувинской народной музыки. Комплект И. А. Богданова знакомит с наиболее типичными тувинскими музыкальными и музыкально-поэтическими произведениями в исполнении 5 традиционных музыкантов, представителей центральной и западной национальных культурных традиций Тувы. Это Адоспом. Думат, Хуурок из Улуг-Хемского района, Центральная Тува, и Чебанхунаштаараул Оржик и деятель культуры Че. Куур из западного Дзунхимчикского района. Первая пластинка комплекта, «Тувинские песни и инструментальные пьесы», содержит записи Хунаштаараула Аржака, Рис. 7. Звездочка и знакомит слушателя с 28 произведениями, в частности. Звездочка Оржик Хунаштаараул Сюрюн Аулович, 1939-1992, Ров Тараевс, АЛД Мадердзу Охюмс 9 Кскигяса и Отувы. К музыке приобщился с детства, прислушиваясь к пению отца, Забаол Охота 9 Кайл и отличного Хёимижи Аржака Тори Кёжи. Затем он обучался искусству Хёиме у известного дзумхимчикского сказителя. История изучения. 35. С основными типами, видами и разновидностями традиционного тувинского пения Харёктэр в исполнении выдающегося музыканта, уникального в своем роде мастера, признанного лучшим Хёимижи в 1969-1980 годах. Здесь же песни, посвященные родной природе, и исполненные в стилях Каргараа, Хаамей произведения о своей любимой, о коне и находца. На второй стороне пластинки, редко встречающиеся стили Харёктэр и песни о родном крае со вставкой Харёктэр. Вторая пластинка содержит произведения преимущественно трудовых жанров фольклора в исполнении традиционных музыкантов так называемого бытового стиля, чье творчество представлено на пластинке тоже впервые. Лей Хёимижи Андара Кишчала. Ха. Оржик – не только вдохновенный исполнитель и автор более 100 тувинских песен и инструментальных произведений.
Он самостоятельно овладел искусством игры на тувинских музыкальных инструментах, дашпалууре, двухструнном щипковом, шанзы, трехструнном щипковом, тимир-хамусё, самозвучащем металлическом язычковом щипковом варгане, и другие. Икс Аоржак был также неутомимым пропагандистом тувинского народного искусства. Икс Оржак – лауреат многих смотров, конкурсов и фестивалей народного и самодеятельного художественного творчества, неоднократный участник самых представительных концертов в Кремлевском дворце съездов. Он не раз участвовал также в международных музыкальных форумах, в частности в Ай-Яй-Яеве музыкальных трибунах стран Азии, организуемых Международным музыкальным советом ЮНЕСКО, в Париже, 1971 год. Алмати, 1973 год, где песня Икс Аоржака «Алаш» была включена представительным жюри экспертов в число 16 лучших произведений, а сам Икс Оржак был отмечен как один из наиболее самобытных и талантливых музыкантов. И Багдаде, 1979 год. Особенность творческой индивидуальности Икс Аоржака – виртуозное владение не одним-двумя, что служит нормой для тувинских хаамижей, а абсолютно всеми видами и разновидностями, стилями и субстилями харёктер. Речь идет о 6 основных видах и стилях хаамея: сыгыт и эзицегилаэр хаамей, эрги хаамей, каргара и борбаце надыр, а также производных от них разновидностей и субстилей: сыгыт хирёктер, эзицегилаэр хирёктер, хаамей харёктер, эрги хаамей хирёктер, каргара харёктер и борбаце надыр херектер. Икс Оржак, кроме того, свободно владел всеми переходами от одного стиля к другому, даже в пределах одного произведения, использовал все виды и разновидности пения, исполняя десятки произведений в разных стилях и субстилях, без сопровождения, с сопровождением или с собственным инструментальным аккомпанементом. Хунаштара Оржак постоянно был в творческом поиске. Искал, выявлял и воссоздавал старинные полузабытые разновидности традиционного тувинского музыкального творчества. Среди них кожигар хёемия, сопочный хаамей, куштеп-сыгартер, сыгыт с придыханиями. Стиль херекбиля аяла впервые выявлен и зафиксирован а Богдановым именно в живом исполнении Икс Аоржака. В аннотации к пластинке он пишет «Исполнительское искусство». Икс Аоржака отличается не только яркой самобытностью, многообразием, но и классической ясностью, силой, чистотой и выразительностью. Они обертоновые мелодии. Зэк. У Икс Аоржака всегда кристально чистые и стройны, никогда не срываются, а льются будто непрерывной родниковой струйкой волшебной красоты. 36. Тувинское горловое пение. В 1992 году. В Туве по инициативе Тниали была организована российско-американская экспедиция при содействии Смитсоновского института, в которой участвовали этномузыковеды Алексеев, Москва, Т. Левин, США, и автор этих строк. Объектом исследования этой экспедиции стал музыкальный фольклор западных тувинцев, доселе недостаточно собранный и изученный. В итоге фонограмм-архив ФА Тниали пополнился образцами тувинских эпических, речитативных и других песен, припевок, свадебных похоронных причитаний. Большая часть произведений зафиксирована в естественной обстановке, на похоронах и поминках, свадьбах, во время трудовых обрядов, и представляет тем самым ценные исторические документы народного быта тувинцев. Важнейшей задачей экспедиции было собрать сохранившиеся в живом бытовании, или в памяти отдельных носителей традиций, шедевры музыкального фольклора тувинцев, зафиксировать на высоком техническом уровне их живое исполнение и сделать доступными для искусства и науки будущего. На сегодня исследована лишь незначительная часть этого обширного материала. Особый интерес представляют звукозаписи херектер из репертуара уникального исполнителя всех 5 стилей горлового пения Маржамала Ачуровича Андара, лауреата первого всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества, посвященного столетию русского хорового общества, и конкурса «Радуга-81», участника концертов Московской Олимпиады, организатора ансамбля хаамеистов Дзун-Химчикского района Сыгырга, Иволга, создателя единственного в своем роде детского ансамбля горловиков Сараадак, «Олененок». Маржамал Андар согласился петь для нас на лоне природы. Т. Левин сказал, что в горах его песни звучат легко и свободно. Они напоминают то грохот горной реки,
то свист ветра, то шум вековых кедров. Это была чудесная, чистая и могучая мелодия гор, которая заставляла сердце учащенно биться в груди. Я зачарован этой мелодией. Я думал, что все исполнители старики. Я был приятно удивлен, узнав, что большинство из многочисленных хоамейже – молодые люди. Это говорит о том, что традиция будет продолжаться, смотри 171, 109, 111. В своей работе мы для полевых записей использовали магнитофон с электронным запоминающим устройством, где музыка кодируется в цифровой форме. Среди наших звукозаписей 220 мелодий Харёктер. Магнитофонные ленты с материалами экспедиции выпущены в 1987 году в США. Сольным двухголосным пением хаамей славятся также исполнители северо-западной Монголии. Самое полное до настоящего времени исследование по монгольскому хеемию осуществлено. История изучения. 37. Английским ученым Кпёк и реализована в книге «Монгольская концептуализация обертонного пения» Хаамий. Автор, основываясь на полевой работе в Западной Монголии в 1989-1990 годах, установила связь монгольского хаамия с его социальной средой и миром, окружающим его исполнителей. По ее наблюдениям существует несколько типов респондентов. С одной стороны, есть такие, которые предполагают, что хаамий связан с древними религиозными обычаями и верованиями, с мощными силами внутри Вселенной, которыми, вероятно, пользовались для медитации или волшебного исцеления. С другой стороны, существует группа людей, которые хотят понять, как один человек может физически воспроизвести такие звуки. Музыковеды и представители других специальностей провели значительное количество исследований за последние 10 лет в этой области. Но еще мало сделано, чтобы соотнести этот феномен с его социальной средой, с миром познания его исполнителей. Это происходит из-за недоступности того региона, где хаамей преимущественно встречается Танну-Тувы, автономной республики России. Кпёк в основном работала в Западной Монголии, в самонах Упса, Хобда и Баян-Ульгийском, где помимо монголов живут тувинцы и казахи. В самоне Упса, граничащем с Южной Тувой, живут в основном 3 монгольских этноса. Байты-дарбеты и хатоны. Наиболее сильны традиции хаамии среди байтов. По сообщению 85-летнего респондента Диидея, байты в приграничном самоне тез копируют уренхайцев, то есть тувинцев. По мнению Байт-Бадоржа, хаамий – явление, восходящее ко временам торговли на Великом Шелковом пути, когда постоянное общение и взаимодействие тувинцев и байтов были достаточно интенсивны. Многие монголы, жившие вдоль границы с Тувой, торговали с тувинцами, вступали с ними в брак и нередко отдавали детей на воспитание в тувинские семьи. Однако приведенное выше мнение Байт-Бадоржа не имеет фактических доказательств. Существование шелкового пути подтверждается не только свидетельствами письменных источников, но и материалами из раскопок на тех территориях, где он проходил. Шелк, один из важнейших видов торговли на этом пути, встречен и в археологических памятниках в Туве, относящихся к первому тыс, наша эра так. В одном из памятников на территории Мангун-Тайги, запад Тувы, относимым археологами к VI-VIII векам, обнаружен шелковый кушак длиной 63 сантиметра. При этом Великий Шелковый путь, связавший ханский Китай, оазисы Восточного Туркестана, Среднюю Азию, Иран и Византию, функционировал в течение целого тысячелетия. Совершенно определенными и неизменными являются 38. Тувинское горловое пение. Только те отрезки, которые проходили по удобным перевальным тропам, например, Джунгарские ворота, проход между Восточным Туркестаном и Средней Азией. Остальные участки Великого Шелкового пути могли варьироваться, отклоняться к северу или югу. Одним из таких боковых ходов был известный Кыргызский путь, связавший Великий Шелковый путь с Саяно-Алтайским Нагорьем и Южной Сибирью. Здесь в VIII веке до нашей эры существовало мощное государственное объединение, Кыргызский каганат, который и контролировал данный отрезок шелкового пути. Согласно данным археологии, Тува находилась на магистральных торговых путях уже в VIII-VI веках до нашей эры, о чем свидетельствует янтарь из Персидского залива, раковины каури из Индийского океана, бусы из содового стекла из Восточного Средиземноморья, ахименидские ткани, найденные в погребениях центральноазиатских скифов. Основными средствами передвижения у тувинцев являлись вьючные животные,
верблюды, валы, лошади, яки, перевозящие грузы и людей по горам, степям и песчаным пустыням. Ряд ценных фактов из истории Тувы нашли отражение в фольклоре. В этом отношении интересна песня «Бэжин», «Пекин» или «Караваны», записанная мной от Сандака Казака, 1895 год Р. и Кыргыса Дадаевича Аракча, 1915 год Р. и введенная в репертуар ансамбля Тыва. В песне, отличающейся яркой образностью, описываются длинные дороги шелкового пути и страстная, преодолевающая все преграды любовь. Песня предположительно относится к периоду существования шелкового пути, до XVI века, и считается народной. Бэжинден унгинден бер бежен алдан хона бердим, бежен теле баранымны инда кагаш чартупормен. А алымдан унгинден баралдан чоден хона бердим, алдан теле баранымны арта кагаш чартупормен. Чиримедин унгинден баралдан чоден хона бердим, чоден теле баранымны чорде кагаш чартупормен. Мэйн, карам шужарны сактывы лаккая ринге, бежен теле бараан сугда чунун хёре болгулаары ланай караша угарны сактывы лаккая ринге, алдан теле бараан сугда чунун хёре болгулаарыл. Анай карам сактарымга алдан телем чару учимчак, эргенимни сактарымга эцегин телем чару учимчак. А алымным баглаажында ала шакар чава турар, ашак балгаш на янхенице айбы чизы чуве баорон. Аптараны цеп бары цеда арны балык кыдат чидар. Барын чуктун байларыны цепаштан чизы чуве баороц. Как выехал из Пекина, Б и жена, 50-60 дней прошло. Груз мой на 50 верблюдах оставив там, я еду. Как выехал со своей стоянки, 60-70 дней прошло. Груз мой на 60 верблюдах сбросив, через седло, я еду. Как выехал из моей страны, 60-70 дней прошло. Груз мой на 70 верблюдах оставляя на земле, я еду. Мою любимую шужар, когда вспоминаю я, груз 50 верблюдов моих ненужным становится. Чернаукую мою шужар, когда вспоминаю я, груз 60 верблюдов моих ненужным становится. Милую мою, когда вспоминаю, 60 моих верблюдов поступь мягкой становится, пригожую мою, когда вспоминаю, моего неприрученного верблюда поступь мягкой становится. На стоянке моей у коновязи жеребенок в яблоках стоит, старику Найону. Он служит, наверное, перед сундуком, китаец с лицом болячками, Покрытым, лежит. у западных богачей прислуга, наверное, он. 40. Тувинское горловое пение. Урукажем сактырымга улам сакты порган на баур, угул зала кыт игбергешу тувут деп кагуткин баур. Карам эжем сактырымга харын сактып орган на баур. Кара шакар аржил бергеш кавыт деп кагуткин баур. Подругу свою, когда вспоминаю, она сильно грустит, мне кажется, подарив сапожок с орнаментом, забудь про него. Другой уговорила я, наверное. Милую, когда вспоминаю я, кажется, она по мне скучает, черно-пестрый платок подарив, не вспоминай его, другой уговаривал ее, наверное. Анай карам сактырымга аштачен диамдан да очок, эргенини сактырымга эр барым ажи и лабер. Красавицу, когда вспоминаю, еда невкусной становится, милую, когда вспоминаю, сердце мое сжимается. После каждого куплета идут вставки Хаамея или Сыгыта. Нет ничего удивительного в том, что в прошлом тувинские богатые люди стремились носить шелковые халаты, а ныне даже для артистов государственных ансамблей Саяны и Тыва праздничные халаты шьются обязательно из китайского или монгольского шелка, притом высокого качества. Совершенно очевидно, что это древняя традиция, а не дань моде. Связи тюркоязычного населения Тувы с носителями древних монгольских культур существовали еще, по-видимому, во времена тюркских каганатов VI-VIII веков, 132-65-77, 78, 143-144. Высказываются также предположения о проникновении в Туву монголоязычных кочевников в XI-XII веках 253, 261-263, а на рубеже XII-XIII веков в районах восточных Саян и восточной части хребта Танну-Ала обитала часть монголоязычных лесных племен 130-80. В XII-XIV веках в формировании тувинского народа приняли участие некоторые монгольские племена, которые подверглись тюркизации 59, с 11-13, по всей вероятности в воспринятой ими песенной культуре приобрели уже складывающийся тувинский культурный субстрат.
Сравнительное изучение тувинской народной музыки показывает, что почти во всех изучаемых вариантах хорёк-тээр монгольское влияние на тувинскую народную музыку было довольно незначительным. Музыкальные особенности монгольского хаамия достаточно определенно свидетельствуют о его иноязычном происхождении. Косвенным подтверждением последнего могут стать сведения о монгольских исторических документах, в которых говорится о музыкантах, о дворцовых оркестрах в 300 человек и певцах. Но ни одного слова о хаами 324 с 40-45. История изучения. 41. Более определенная информация встречается у Пёк в разделе «Монгольские взгляды». Она пишет, что Хюэми был популярен среди уренхайцев, баитских погонщиков верблюдов и тувинских погонщиков яков из Аймака Баян-Ульгий. Например, Манчелап, 48-летний погонщик верблюдов из байтов, прекрасный Хюэми Жи, который исполнял Хюэми, будучи пастушонком. Он учился у Сёцина, своего дяди со стороны отца, и вспоминает, как дядин Хюэми был слышен на большом расстоянии. Эта его способность ценилась особенно высоко. Чимэйн из Аймака Байт, например, вспоминает людей Хюэми, которых было слышно на 3 километра. Тувинцы в Аймаке Баян-Ульгий пользовались Хюэмием, чтобы подзывать яков. Пёк ссылается на респондента Дейдея, который вспоминает, как в детстве в Самон-Тёс приезжали уренхайские погонщики верблюдов из Тувы для сбора облепихи. Они пользовались ею в медицинских целях, а росла она только в Самоне-Тёс. С большим багажом и множеством верблюдов тувинцы оставались в этом Самоне по 4-5 дней в юрте отца и часто исполняли Хюэми. Дииди заметил, что до исполнения Хюэми они всегда повторяли следующий куплет. Снегами покрытый Алтай. Под покровительством Амбана 324, с 55. В 4-м разделе книги «Монгольская классификация Хюэми» Пёк пишет о так называемом зубном Хюэми, горловом Хюэми. В основном, как утверждает монгольский музыковед Батрая из Улан-Батора, для этого используются различные положения языка, губ, но их различия не приведены в систему. По наблюдениям Пёк, некоторые исполнители думают, что стиль Хархирая – это источник Хюэми и Хюэми основан на нем. Они утверждали, что если горло открыто, то производимый звук будет называться Хархира, а если оно плотно закрыто, то этот звук будет Хюэми, и заявляли, что соответствующие термины появились из слов «нос», «ротовая полость» и «горло» 324, 104. Классификация разновидностей монгольского горлового пения в книге Пёк выглядит следующим образом. 1. Аинджин Хюэми, мелодический или лирический Хюэми. 2. Араалан, бубной Хюэми. 3. Иа, небный Хюэми. 4. Ксамран, носовой Хюэми. 5. Багалзааран, ксулоин, гортанный, горловый Хюэми. 6. Сиин Ксондин, Ксевлин, Хюэми живота или желудочный Хюэми. Автор отмечает, что, согласно Цейрендава, существует всего 4 основных типа Хюэми, которые взаимосвязаны с эпиче. 42. Тувинское горловое пение. С ким-повествованием там же, 116. Пёк указывает, что все вышеназванные музыкальные формы подчиняются основным законам монгольской традиционной музыки, которая предполагает дифференциацию низкого баритонного тона и расположенной над ним высокой мелодической линией. При этом автор исходит из собственных субъективных соображений на основе соответствующего теоретического тезауруса. Самые характерные черты напевов отражены в работе весьма приблизительно и не могут служить сколько-нибудь полноценным материалом для сопоставления. И все же мы позволили себе привести столь обширное извлечение из исследования Пёк, так как иная информация о монгольском хаамии отсутствует, а замеченные автором особенности его стилей всецело подтверждаются магнитофонными записями монгольских исполнителей хаамия, хранящимися в архиве НЦ Хиоми Республики Тыва. Они позволяют анализировать не только мелодические напевы хаамии монголов, но и тирадные формы макталов, восхвалений, не представленные до сих пор в публикациях. Рассмотрим один из примеров монгольского хаамия. Пример 7. Монгольский хаами. Звукозапись, 1987 год. И ватировка, 2002 год. Зэк Кыргыз с голоса Гангала, Копта Аймак. История изучения. 43. В приведенной форме монгольского хиоми различия слышатся в манере исполнения, и это влияет на многие другие стороны народной музыки.
Данный мотив распространен на прилегающих к Монголии территориях Тувы. Он отражает раннее состояние народной культуры, существовавшей до того, как здесь сложилась система жанров монгольской песенности. В тембре и манере интонирования, наиболее специфичных элементах народного пения проявляются национальные черты характера. Важным компонентом выступает импровизационность, которая может быть рассмотрена как творческий метод или стиль исполнения. Как видно из сказанного, хорёк-тер все основательнее входит в сферу исследовательских интересов ученых 80-90-х годов 20 век. Стремление дать этномузыкологическую интерпретацию названного феномена находим в работе Хас, Ихтисамова 134, 197, 216. В научно-методологическом плане автор в известной степени исходит из положений, выдвинутых А.Н. Аксеновым, и с ним же солидаризуется. В плане практическом автор опирается на свою собирательскую деятельность и записи концертных выступлений традиционных мастеров, главным образом на собственные записи горлового пения башкир. Однако можно ли ограничиться звукозаписями в этномузыковедческом исследовании? Думается, нет. Звукозаписями невозможно охватить все многообразие пения хорёк-тер, их очень трудно сопоставлять аналитически, они плохо поддаются сравнительному изучению, важным для последнего представляется и зрительное восприятие исполнения. Кроме того, если для определения специфики исполнительства можно ограничиться изучением манеры игры народного музыканта, характера его звукоизвлечения, его динамики и фразировки, то для более глубокого исследования этого недостаточно. Сравнивая искусство игры на курае с искусством двухголосного пения тувинцев, Хас Ихтисамов устанавливает сходные признаки, подчеркивая их генетическое родство. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, невозможно только на этой основе моделировать механизм образования и тип функционирования двухголосного пения. Аналог башкирского курая — тувинский музыкальный инструмент шор. Основа их звукообразования – вдувание воздуха в трубку инструмента. Поэтому при исполнении того или иного музыкального произведения двухголосие на шоре звучит не так ярко, как при пении хорёк-тер. Игра на данном инструменте не требует от исполнителя-певца такого физиологического напряжения и расхода воздуха, как, например, при исполнении хорёк-тер. Кроме того, вводя новый термин «гортанное пе». 44. Тувинское горловое пение. Нее Хас Ихтисамов, к сожалению, не подкрепляет его конкретными исследованиями протекающих физиологических процессов у певца. Его концепция строится на эмпирической основе. Название. Гортанное подразумевает совершенно иную технологию пения, типа якутского хабарга с прищелкиванием языком о небо, и не отражает содержательную сторону двухголосного пения. По моим экспериментальным наблюдениям при помощи цифровой высокочувствительной видеокамеры, гортань изменяет только тембр голоса, являясь одним из вспомогательных органов для образования щели, и участвует лишь в управлении воздушным потоком, РИС. 8. Для сравнения, в тувинском хорёк-тер важнейшим органом управления воздушным потоком является грудной резонатор. Этим объясняется тот факт, что между вокальным и инструментальным мелосом в музыкальном фольклоре тувинцев и башкир существует незначительное сходство мелодики и ритмов. В области сравнительного изучения горлового пения у ряда народов Евразии высказан ряд мнений, нередко противоположных друг другу и не всегда применимых к хорёк-тер. Одно из таких предположений содержится в работе М. Ван Тангери на Хёйми в Туве 327, с. 21-23, в которой автор пытается обобщить некоторые наблюдения, сделанные в ходе своих исследований в 1992-1993 годах в Туве и других регионах. Ван Тангерин стремился передать стилистические особенности тувинского пения хорёк-тер. Собирая материал, он опирался лишь на составленную Аксеновым жанровую классификацию музыкального фольклора тувинцев. Сравнивая основные стили хорёк-тер с описанием Аксенова, Ван Тангерин расширил и дополнил представление о музыкальной траде. РИС. 8. Вид входа в гортань при пении – ларингоскопия. 1. Лепесток надгортанника. 2. Бугорок. 3. Край вестибулярной складки. 4. Отверстие сопла. 5. Верхушки черполовидных хрящей. ЦИ тувинцев. Но некоторые особенности указанных стилей транскрибированы им, в сравнении с Аксеновым, менее ясно. Автор выделяет также другую группу стилей, правда не приводит для этого достаточной аргументации.
Так, характерные тувинские артикуляционные приемы Думчук-Таар, с использованием назализации, и Хирёктээр-Тангерин считает разными мелодическими стилями. В результате этой ошибки он выработал некорректный термин для обозначения Хирёктээр. История изучения. 45. Обертоновое пение объединяет тем самым различные формы аутоинструментализма лишь по голосу, производящему ясно слышимый обертон, который несет мелодию. В силу напряженного характера звукоизвлечения, как бы уже в самом процессе звукообразования голос излучает обертоновые звуки, подобно тому, как в игре на духовых инструментах, лимбе, шоар. Хотелось бы обратить внимание на то, что особенности пения тибетских, монгольских и тувинских лам невозможно логически связывать с Хирёктээр, поскольку мантры поются с текстом, не напряженным, а чуть сдавленным хриплым горлом. Именно горлом, на протяжении 3-4 часов, связанной с неглубоким дыханием, имеют ограниченную мелодическую структуру, свободную форму. Неосведомленный человек может отметить внешнее сходство пения мантр с Хирёктээр. Однако это сходство, кажущееся. В целом такой вид исполнения вряд ли можно отнести к архаичным музыкальным явлениям. Что касается хая и кая, для которых характерны менее развитые мелодические стили, то у хакасов и алтайцев они исчезли не по причине запрета русскими властями этого вида искусства, как утверждает М. Ван Тангерин 241/11, а в связи со специфической манерой интонирования эпоса, которая исчезает вместе с носителями этого жанра. В целом же я считаю возможным исходить из того, что в основе различных традиций горлового пения когда-то лежал единый интонационный комплекс, который затем стал функционировать по-разному, соответственно возможностям тех или иных голосов. Следовательно, при научной классификации Хирёктээр необходимо иметь в виду не только акустические данные и физиологические механизмы, применяемые певцом, но и характер исполнения, благодаря которому Хирёктээр приобретает новые качества, определяющие и одновременно дифференцирующие разные традиции сольного двухголосного пения. Этого не учитывали прежние исследователи данного вопроса. Однако, хотя работа Тангерина выполнена без необходимого учета имеющихся публикаций, в собранных им материалах имеются ценные данные о тувинских инструментальных наигрышах, в частности, необходимая для моего исследования фиксация их названий, содержится ряд тувинских текстов. К недостаткам данной работы можно отнести ошибочное описание самого механизма звукоизвлечения, несоответствие терминологии приемам звукообразования, неверную транскрипцию нотных текстов, а также то, что Тангерин не использовал предшествующие публикации других ученых. 46. Тувинское горловое пение. В 1998 году во Франции была опубликована небольшая работа музыковеда Ф. Леотара о тувинской народной музыке, содержащая раздел, посвященный горловому пению и его стилям. Собранные мной в ходе исследования в 1974-1998 годах в Туве и на сопредельных территориях материалы о тувинском Хирёктээр были использованы в культурологической работе М.Т. Ултургашевой, однако этномузыкологические проблемы в ней не были раскрыты. Автор лишь коснулась обрядов хакасов. Я думаю, что Хирёктээр необходимо исследовать комплексно, на основе координированного анализа историко-этнографических, музыкально-стилевых, социально-психологических, функциональных, технических и акустических материалов, а также в связи с конкретным, исполняемым репертуаром. Основной целью такого исследования должно стать выяснение не только музыкально-структурной и содержательной сущности Хирёктээр, но и специфики его художественно-эстетической и общественной значимости, связи с традиционной культурой тувинцев, неотъемлемой и ценнейшей частью которой он является. К числу нерешенных пока конкретных исследовательских проблем относятся сравнительное изучение горлового пения у разных тюрко-монгольских народов. В области хирёктээроведения, позволю себе предложить этот термин, таких основательных исследований еще не было, как не было и попыток фиксации всех типов исполнения Хирёктээр. До сих пор нет ни одной работы, посвященной изучению ареалов этого вида искусства. Исследование областей распространения горлового пения актуально для культуры всех тюрко-монгольских народов, где оно имеет место. Другой важной задачей комплексного исследования Хирёктээр должно стать изучение вопросов его взаимосвязи с традиционным песенным искусством в целом. Весьма актуальны вопросы типологии и специфики Хирёктээр в контексте обрядового и песенного фольклора, художественной организации текста,
своеобразие исполнения и так далее. Необходимо также выявить роль Хирёктер как важнейшего историко-этнографического источника, в особенности при изучении этнокультурных связей тюркских и монгольских народов, что существенно и для выяснения отдельных аспектов их культурогенеза. Анализ тувинского сольного двухголосия показывает, что оно содержит существенную историко-этнографическую информацию, характеризующую своеобразие духовной культуры тувинцев. Совершенно очевидно, что для успешного комплексного изучения горлового пения тюркских и монгольских народов требуется историко-культурный контекст. 47. Объединить усилия этнографов, этномузыковедов, фольклористов, языковедов, историков, акустиков и других специалистов. В каждом из этнических регионов, где выявлено существование тех или иных форм горлового пения, желательно организация специальных научных центров по его изучению. В эти центры целесообразно привлекать не только музыковедов, но и этнологов, медиков-отоларингологов. Такие центры следует прежде всего объединить информационно. Это способствовало бы прояснению целого ряда конкретных функциональных и структурно-стилевых особенностей традиционного сольного двухголосного пения, важного компонента музыкальной культуры многих народов современного мира. Глава 2. Историко-культурный контекст становления и функционирования Хирёктер. Вопрос о происхождении Хирёктер довольно сложен. Исследователи в этом плане придерживаются весьма различных взглядов. В 1980 году, в журнале «Советская этнография» И. Вайнштейн, Рис. 9. Опубликовал статью о тувинском горловом пении под названием «Феномен музыкального искусства, рожденный в степях», где впервые поставил вопрос о времени и месте формирования Хирёктер. Автор статьи считает, что ареал возникновения и первоначального распространения горлового пения был очень узок и связан лишь с одной из этнических групп, населявших горностепные районы Саяна-Алтая. По мнению ученого, эта традиция существует далеко не у всех тюрко-монгольских народов. Ее нет даже у якутов и киргизов, этнически, по всей вероятности, связанных с населением Саяна-Алтая. То обстоятельство, что горловое пение наиболее полно развито у тувинцев, позволяет с достаточным основанием предположить, что этот удивительный вид народного искусства возник первоначально в Саяна-Алтае у древних кочевников горно-степных районов бассейна Верхнего Енисея, то есть в том ареале, где уже в первом тысячелетии жили древнетюркские племена, непосредственные предки тувинского народа, и относятся ко времени не позже Айтыс, нашей эры 62, 155, 156. 48. Тувинское горловое пение. Рис. 9. И. Вайнштейн и Алдынаул. М. Ван Тангерен связывает корни Хирёктер с буддийскими ритуалами, а технику его артикуляции у тибетских монахов, с зарождением ламаизма. Элементом, относящимся к сугубо исполнительским средствам выразительности в зависимости от функционального назначения сутры, является артикуляция. Ее главное правило состоит в тождественности тексту, читаемому нараспев. Заметим, однако, что тибетский янг, подобно сутрам, исполняемый в течение 2-3 часов с элементами сольного двухголосия, существенно отличается от Хирёктер и вряд ли имеет какую-либо связь с традицией горлового пения тувинцев. В Хирёктер в одних случаях преобладает просто пение без слов, в других – ярко выраженные тексты с Хирёктер в качестве вставок. Французская исследовательница Давид Ниэль нигде не говорит о горловом пении тибетских монахов. А ведь она, пройдя пешком через горы под видом нищей тибетской паломницы, 40 лет пробыла среди ламаистов и колдунов всевозможных категорий и была хорошо знакома с буддийской культурой. Согласно представлениям К. Бичелдеи М. Ван Тангерена, к числу наиболее древних жанров Хирёктер относятся Каргара и Хёэми. А. Бичелди считает, что эти два стиля появились, быть может, на заре становления членораздельной речи, тогда как сыгыт мог родиться лишь на почве фарингализации гласных. Историко-культурный контекст. 49. Звуков, процесса, который датируется предположительно IX-XI веков. Стало быть, сыгыт не мог опередить его 42, 14, 15. Никак не аргументированные положения о некой единой древней форме горлового пения, от которой отпочковались разные стили Хирёктер. Разделяющие это мнение не приводят в его обоснование каких-либо веских доказательств. Возникновение разнообразных стилей горлового пения,
Это сложный процесс развития музыкальной культуры. Я считаю, что правильнее ставить вопрос не о происхождении хирёктэр вообще, а о генезисе отдельных его стилей. Есть основания считать, что на ранних этапах истории Тувы у древних кочевников-скотоводов горловое пение начало формироваться в связи с определенными формами трудовой деятельности. Можно полагать, что хирёктэр и его стили развивались в течение очень длительного времени. Вероятно, на отдельных территориях Тувы у кочевников, населявших эти регионы, у местных исполнителей постепенно складывались свои стили хирёктэр, традиции которых сохранились до наших дней. О том, что формирование отдельных стилей хирёктэр, смотри Гэл. Третье. Происходило вплоть до недавнего времени, свидетельствует сохранение и поныне территориальных различий в этих стилях. Так, в 1970-е годы во время полевых экспедиционных работ я установила в Бай-Тайгинском Кажууне Тувы существенное преобладание стиля каргара. Сыгыт явно доминировал в Судхольском Кажууне, а у тувинцев-оленеводов тот же хирёктэр вообще не исполнялся. С проблемой происхождения хирёктэр связан и вопрос возникновения стиля сыгыт и фарингализации гласных в тувинском языке. Впрочем, последняя тема специального исследования. Сила голоса человека, как известно, обусловлена не только громкостью гласных звуков, но также высотой основного тона, что в свою очередь связано с частотой колебаний голосовых связок. В пении хирёктэр все используемые в нем гласные звуки играют исключительно важную роль, так как являются не только средством художественной выразительности, определяя глубину различных оттенков голоса, но и важным показателем совершенства вокальной техники во всех стилях горлового пения. Установлено, что акустическая энергия гласных различна. Наиболее сильными в вокальном плане гласными являются фарингализованные, глоточные гласные звуки, формирующие особую гортанную мелодику. В горловом пении используется вся система гласных, причем определенные гласные связаны с соответствующими мелодическими звуками. 50. Тувинское горловое пение. М.Б. Кёнин Лапсан связывает стиль сыгыт с шаманизмом, считая его наиболее древним первичным, а остальные стили вторичными. К сожалению, версия М.Б. Кёнин Лапсана ничем не аргументирована. Свист – специфический звук, с помощью которого шаманка или шаман перед началом камлания вызывает своих духов, а также усиливает психическое воздействие на слушателей, производится с сильным выдыханием воздуха сквозь сжатые губы или зубы. Однако этого положения все же недостаточно для подтверждения данной теории происхождения горлового пения. Свист сквозь зубы – давний звуковой элемент в реквизите пастушеской культуры почти по всей Азии и Европе. Также обстояло дело и в Туве. Свист выполнял функцию сигнального инструмента для управления стадом или для его собирания. В определенном смысле свист сквозь зубы не родствен стилю сыгыт. Все это следует рассматривать скорее как предмузыкальное проявление, имеющее единственную форму, смысл ее лишь в звуковом эффекте, который в очень небольшой степени подается нюансировке и в музыкальном отношении не имеет каких-либо определенных очертаний в отличие от форм стиля сыгыт. Свистеть для других не было их основной целью. Как пишет фольклорист Д. Скулар, ныне в Туве десятки замечательных хеймеистов, но никто из них не входит в клан шаманов. Да, некоторые шаманы в экспозиции своего ритуала используют свист, притом чистый губно-зубной свист, как предупредительный строгий знак начала мистерий. Но в дальнейшем шаман не извлекает из глубины внутренностей таинственных звуков каргара, сыгыт, хёэмий. По воспоминаниям крупнейших тувинских писателей, Шисекё Каола, Сары Каола, Сбюрбю, в их родных долинах не было хеймеистов-шаманов. Они четко знали назначение каждого искусства. Считалось неприличным и недопустимым свистеть в юрте. Юго-восточные тувинцы называли это грехом. Шаманисты объясняли данный запрет тем, что свист может привлечь в юрту злых духов. Вообще запрещалось свистеть и петь даже вне юрты, чтобы не навлечь какой-либо беды на сыновей. Петь могли только на свадьбах 229, 121. Стиль сыгыт – эпизод, фрагмент иного жанра, его тембр довольно резок и не несет врачевательной, успокаивающей функции, да и по силе звучания он скорее соответствует исполнению на сцене с инструментальным сопровождением. Использование же стиля каргара или наигрышей на хомусе действительно, как историко-культурный контекст. 51. Считают в народе, усиливало воздействие на духов. Тувинцы,
любящие Кыргырая или Хюэми, разумеется, охотно слушали шамана, славившегося вокальным мастерством. Но я не считаю правомерным искать связь шаманского свиста с пением сыгыт, так как интонационная роль звука в этих стилях кардинально различна. Поэтому вряд ли стоит считать, что именно шаманы явились создателями стилей пения Хирёктэр 167-7. Большое значение для рассмотрения данной проблемы имеет концепция Б. и Татаринцеева. Автор полагает, что в настоящее время едва ли реально решить проблему происхождения горлового пения, в частности в Туве. Вместе с тем он высказывает предположение, что зарождение горлового пения относится к 15-16 столетиям там же, с 41. С его точки зрения, это пение в основе своей является народным бытовым светским искусством, не обнаруживающим глубинных связей с традиционными верованиями и обрядами. При этом, обращаясь к началу эпохи окончательного формирования тюркских языков и диалектов, включая тувинские, датируемые 15 столетием 32 с 58-59, ученый говорит о том, что если первое проникновение монголизмов в тувинскую лексику имело место в 13-15 веках, то наименования стилей Хюэми и Кыргыра появились в тувинском языке, скорее всего, со следующей волной монгольских слов, 16-17 веков, 279-41, ибо отсутствуют признаки, позволяющие отнести их к более раннему времени. Раскрывая и довольно последовательно значение терминов, связанных с горловым пением тувинцев, перевод и элементы толкования, Б. и татаринцев восполняет большой пробел, связанный с терминологией, вносит ясность в вопрос развития корневых слов, обозначающих основные стили пения Хирёктэр в тюрко-монгольских языках. Рассмотрены три стиля – сыгыт, Хюэми, Кыргыра, согласно его исследованиям. Анализ языковых данных, имевших отношение к названиям тувинского горлового пения в плане их этимологии, способен пролить свет на происхождение самого изучаемого явления 279-23. Итак, слово «хюэми», как пишет исследователь, своим происхождением и первоначальным значением в тюркских языках было связано с именной или образной основой, характеризующей форму, внешний вид обозначаемого объекта, в частности, наличие выпуклостей, утолщений. Что касается анатомического содержания названия хюэми, то и татаринцев отметил в монгольских языках такие варианты. В письменном монгольском языке термины кигемей, хаве мили монгол, хюэми калмыцкий хвёмы горло пушных. 52. Тувинское горловое пение. Зверей, горло, зев, носоглотка, основание твердого неба, среда. Бур. Хёйомикше, ермо, то есть то, что надевается на шею вала. По форме кигемей напоминает мягкорядный вариант форм типа камакай. В ряде тюрк, языков, башкир, нагайск, казах, кирк, имеются слова типа кимики кадык, язычок, твердое небо гортань. При этом в большинстве указанных языков существует и своего рода двухсложный вариант типа хюэми, по значению одинаковый или близкий к кимики, среда. Казах, кимей, кимикей, язычок, башкир, хумей, язычок и кумигей, твердое небо. Эти слова, особенно их трехсложные варианты, могли представлять собой вторичный результат контактов там же. Наблюдения и выводы Б. и Татаринцеева о термине хюэми, на наш взгляд, очень существенны. Однако, говоря о причинах появления большого количества вариантов слова хюэми, на наш взгляд, следует изучить вопрос о звуковой семантике. Решающее значение может иметь не степень распространенности в разных языках, а первоисточник звука при данном виде пения. Б. и Татаринцев отметил широкое использование разнообразных смысловых оттенков термина хюэми в целом ряде случаев, близких по значению. Как бы у разных народов хюэми не назывался, у тувинцев он существует и развивается как выражение формы пения. Тем не менее, наверное, можно предположить, что звуковая вариантность слова хюэми в известной мере могла быть связана со способом звукоизвлечения, своеобразной внутренней флексией, которая играет существенную роль в названии стиля хюэми. Бывают случаи, когда каждый из вариантов многовариантного слова ассоциируется с различными предметами и понятиями. В данном случае слова и фонетические варианты не имеют принципиальных отличий друг от друга. При этом различные социальные группы в зависимости от привычек и навыков употребляют различные звуковые варианты заимствованных слов,
Смотри ниже описание обряда во время переплывания рек. Безусловно, самой распространенной интерпретацией термина «хюэми» по отношению к музыке у тувинцев является версия «хюэмилэр», «хюэлидерайрлар», дословно «пить», изображая гудение. Исторические источники не содержат информации о Хирёктэр ранее XIX век, однако представляет значительный интерес свидетельство китайской летописи Вэйшу в VI веке о том, что древние уйгуры хайгу, предки тувинцев, любят продолжительное пение или воют подобно волкам 43. 215. В XIII веке, в период господства Монгольской империи, переселение тюрко-монгольских племен в Центральную и Среднюю Азию. Историко-культурный контекст. 53. Обусловило усиление взаимных контактов между монголами и местным населением, что привело не только к их антропологическому смешению, но и культурному симбиозу, отразившемуся, в частности, на формировании самого феномена Хирёктэр. Вместе с тем учеными-филологами отмечено обратное влияние, монгольские языки имеют в своем лексическом составе немало слов тюркского происхождения. Об этом писал известный монголовед-академик Б. Я. Владимирцев. Языковой мир тюрок влиял на языковой мир монголов, и большинство монголов, ушедших на запад с Чингисханом и его преемниками, быстро отуречивалось 72-126. К рассмотренным языкам и Рассадин относит также якутский, где имеется слова куюми первое. Горло, гортань, передняя часть шеи второе. Голос. Первое его значение возводится к монгольскому кугемей, а второе к кимей. Последнее вызывает интерес тем, что обозначает функцию речевых органов, голос, пение. Это сближает якутское понятие куйоми с тувинским хёэми. Судя по книге Хеми Женице Бадалдары, размышления Хёэми Эста, исполнители стиля Хёэми связывают этот термин с понятием хёэлэр, хёэли аракайрлар, дословно производить звук, похожий на гудение, акустически связанный с тяжелым, низким, жужжащим звуком крайне низких или средних частот. Здесь необходимо считаться с тем, что именно язык тувинского песенного фольклора сыграл и продолжает играть историческую роль в развитии этой музыкальной формы. До недавнего времени в жизни тувинцев сохранялось множество проявлений глубокой старины, анимистические представления и верования, всевозможные заклинания. В их архаическом наследии фигурируют духи предков земли, воды, добрые духи хозяева тех или иных мест и так далее. Связанный с этими представлениями обрядовый фольклор, характеризующийся специфической манерой исполнения, сопровождается речитациями, которые складывались в эпоху Средневековья. Существовали и родственные им по музыкальным средствам архаичные обрядовые песни, возникшие на почве скотоводческого быта. Очень древние корни, вероятно восходящие к рассматриваемому периоду, имеет и сама манера интонирования этих стилей. Хирёктэр изначально был необходимым атрибутом героических сказаний, обрядов и так далее. Без него все эти явления культуры потеряли бы свою самобытность. Его отсутствие лишало бы исполнителей и слушателей возможности полноценного восприятия и сопереживания 132-144. Так в сказании «Старик Баралдай», имеющий коня Бора Шакара, говорится, когда Баралдай заглянул вовнутрь юрты, он 54. Тувинское горловое пение. Увидел золотую царевну. 6 девушек вплетали во все косы серебристо-золотые нити, позади 3 девушки привязывали бусы украшения, а 6 парней исполняли каргера хюэми, сыгит 289, 144. В сказке Бокту-Кириш и Бора Шейли красавицу-царевну, излучающую свет луны и солнца, развлекают 30 хомусистов, стоящих по одну сторону, и 30 исполнителей хюэми, по другую сторону 286, 49, 53. В эпосе Кангывай Мёртин богатырь по имени Кара Тюру на пути домой запел так мощно, что голубое небо заколыхалось, так запел Каргара, что черная земля задрожала там же, 148. Охотнику Аскус-Аолу, который прославился своим пением, посвящается волшебная сказка Тос-Шелги Аттак Аскус-Аол. Аскус-Аол запел. Из его горла вырывались голоса всех птиц Каргара-Карангыты тайги. Казалось, таежный ветер запутался в вершинах древних кедров. Притихли сороки и вороны, которые кружились над стойбищем. Женщины плакали, а мужчины боялись шелохнуться. Хан и ханша были как во сне. 30 дней, 1 месяц, 60 дней, 2 месяца, 90 дней,
3 месяца звенел голос Аскус Аола над зеленой тайгой. На звуки гудящего Хёемия собралось все ханство. И хан сказал: «Я отдаю за Эскус Аола свою прекрасную младшую дочь 286, 49, 53». Фольклорные источники свидетельствуют о популярности и самобытности этих стилей. Хирёктер не просто служил для развлечения, а выполнял определенные функции в культурной и религиозной жизни тувинцев. Им пользовались шаманы во время камлания на обереги, врачевания. Он сопровождал рассказ эпических произведений, повествующих об историческом прошлом тувинского народа. Хирёктер способствовал успеху в походах, в выполнении трудных задач. Народная терминология отразила тембровую сторону этих стилей, причем как самостоятельных тембровых комплексов, так и в сравнении с другими средствами звукоизвлечения. О ярком по силе звуке в гудящей по тембру средней тесситуре в сказках говорится: «Хюэлидер Хююмилэрги Чер Сергей Неберген, при гудении Хюэмия земля дрожала». Для обозначения пронзительного тембра в высоком регистре существовал термин сыгыт, сы и ладыр сыгыр тырга кёк де эра язык турган. При пронзительном пении сыгыт голубое небо прояснялось. Нижний звук в народе обозначается как каргара, каргарадер каргарала аргахая дашка ацеэндер бустук бадык турган. При пении каргара скалы ущелья гудели, гремели и разрушались. Историко-культурный контекст. 55. Все это еще раз доказывает то, что в становлении терминов, обозначающих каждый стиль, главную роль играло их звуковое содержание. Хирёктер — народное искусство в полном смысле этого слова и феномен, близкий духу тувинского народа. Этнограф Элф Гребнев высказал предположение о том, что зарождение тувинского героического эпоса относится к периоду возникновения ранних феодальных отношений в Туве, то есть к VI-VIII векам, когда соответствующие племена как этносы в полном смысле слова еще не сложились. Существует версия о еще более ранних корнях формирования тувинского героического эпоса 60, 107-122. Время же возникновения горлового пения тувинцев в Саяно-Алтайском регионе МХ. Манная аул относят к IX-XII векам 183-16. Показателем успешного применения сравнительно-исторического метода является стабильность рассматриваемых фактов культуры, при которой возможна их проекция в то далекое прошлое, когда этнокультурная картина радикально отличалась от современной, то есть предки современных этносов Саяно-Алтая жили в других местах и представляли определенную культурную общность. Отсюда параллели в культуре у их потомков. Это значит, что при исторических реконструкциях мы должны обращаться лишь к таким признакам, которые обладают достоверностью при попытках этнической идентификации. Будучи жизненным знаковым явлением, хирёктер, скорее всего, использовался во всех видах деятельности: бытовой, трудовой, культово-религиозной, отсюда его различные функции и стили. Выделение стилей и осознание их различий закреплялись в подсознании легендами, позволявшими сразу емко улавливать образно-ситуативную сферу каждого стиля. Поэтому каждый стиль хирёктер для исполнителей и слушателей прочно связан с определенной стороной бытия и имеет достаточно определенные жизненно-функциональные критерии оценки. Детальное музыкальное воплощение в разных стилях часто получают различные явления природы. Народная легенда гласит, что юноша-сирота жил в течение 3 лет в одиночестве у подножия скалы, от которой шло многоголосное эхо по всей окрестной долине. В результате движения струй воздуха под большим напором получалось гудение между скалами как от дуновения ветра, так и от человеческого голоса. Сама природа как бы способствовала открытию нового способа самовыражения, создав этот удивительный голос. Однажды юноша сидел и издавал звуки, подражая гудению скалы. Ветер донес этот звук до людей, и они назвали это пение Хёеми 330. 18. 56. Тувинское горловое пение. Традиционно считают, что стиль Борба-Ценадыр возник из стиля опей Хёеми при убаюкивании ребенка. Он получил распространение, по-видимому потому, что в нем киамижи чередует монотонные гудящие звуки пения то на непрерывном, то на прерывистом дыхании. Борба-Ценадыр – производное слово от образно-подражательного глагола борба-цена, дословно петь с перекатом. Термин «сыгыт», по всей вероятности, произошел от глагола «сыгыр» – исполнять сыгыт. Сыгыртер – причастная форма от сыгырт – петь двухзвучную мелодию,
Один из тонов который горловый, выдержанный, а другой за счет губ свистящий, напоминающий звук флейты. Есть предание, которое повествует о том, что стиль сыгыт возник от подражания звуку тетивы лука. Давным-давно, в самое раннее из ранних времен жил храбрый человек. Однажды он увидел в безлюдной местности большую белую юрту, и каждое утро из нее доносились звуки. Однажды он вошел в юрту и увидел там золотую царевну. На следующее утро он забрался на высокую гору справа от ее юрты и стал наблюдать за юртой. При этом он увидел, как царевна выскочила из юрты, побежала прямо к куче пепла, который она обычно высыпала, и превратилась в обыкновенную лучницу. Когда наступило время больших состязаний лучников, от восхищения, вызванного красивым звуком свистом тетивы, все забыли про свои дела. И боровшийся с лучницей храбрец схватил тетиву ее лука и разорвал, чтобы победить ее. А ветер небесный узнал обо всем, ворвался с силой, скрутил черную шерсть в черное облако, белую шерсть в белое облако и закружил их вихрем. Борец застыл в смятении, стоя на одном месте, и превратился в каменное изваяние. Лучники засвистели сыгыт, а эхо скалы понесло его все дальше и дальше. С тех пор эта местность называется Айрлар-Турук, певучая скала, 331-22. Содержание легенд и преданий должно учитываться при решении вопроса о происхождении Харёктыр, поскольку им в значительной мере определяются исполнительские намерения хемижи. Исполнители сами помогают определить характер каждого стиля, понять его технический аспект. Еще раз необходимо отметить, что Харёктыр слишком глубоко укоренилась в сознании тувинцев, включая самых простых степных пастухов, табунщиков-верблюдоводов. Термин «эзицегилэйр», производное слово от эзицеги, дословно «стремена», пожалуй, наиболее точно передает основной смысл и характер этого стиля пения во время верховой езды. При езде на лошади серебряная уздечка, чепрак и седло соприкасаясь со. Историко-культурный контекст. 57. Стременами издавали характерный ритмический звук. Добиваясь их воспроизведения, всадник должен был занимать определенное положение в седле, держа голову поднятой вверх, а лошадь – скакать иноходью челерат. По сообщению Андарама Ржемала, стиль эзицегилэйр основан на слиянии нескольких звукоподражаний, звуком езды, стремени чепрака и сопротивлению ветра по направлению езды всадника 330-8. Возможно, по этой причине стиль назван эзицегилэйр, звучание сопровождается характерными движениями певца, где пению сопутствует покачивание корпуса на пульсирующие восьмые длительности влево-вправо. Своеобразие звукоизвлечения в каждом стиле имеет экспериментальное подтверждение. Зоя Кыргыз, Энтони Джон, Анат Кёйдер, Нью-Йорк, 1995. Что касается термина «кыргыра», как нам представляется, его этимология связана со звукоподражанием хрипу или звуком, похожим на хрипение. Например, в современном тувинском языке существует звукоподражательный глагол «каргыраар», «каргыры», имеющий значение: первое — хрипеть, издавать хриплые звуки, второе — бурлить, при кипении, например, каши. Сравним также карк, подражание звуку, издаваемому вороной. Как гласит легенда, в незапамятные времена стиль каргыра бытовал среди погонщиков верблюдов. Каргыра возник как подражание голосу верблюдицы. Тувинцы говорят, когда мать теряет сына, плачет 7 лет, когда верблюдица теряет верблюжонка, плачет 7 дней, прибегая на место, где умер верблюжонок, издавая звуки, схожие с каргыра. Для традиционных исполнителей ценность и красота звука определяются близостью к естественной природе, умением передать ее жизнь путем не только подражания, но и проникновения в ее сущность. Поэтому вокальное и инструментальное звукоподражание голосам животных и птиц, так же как и мастерство вокального имитирования звуков окружающей природы, высоко ценится тувинцами прежде всего с эстетических позиций как один из любимых видов музыкального искусства. Именно на основе эстетического восприятия народом традиционных звукоподражаний развлекательного характера, в которых ярко сказалось свойственное тувинцам обостренное, чуткое слуховое восприятие искусно имитируемых голосов зверей и птиц, рева быка, буга бустадыры, плача верблюдицы, очевидно, и возникло распространенное в Туве горловое пение Харёктыр 165, с 56-58. Возможно,
Вначале хироктер не был ориентирован на самостоятельное художественное проявление, а рассматривался скорее как предмузыкальный феномен. Для исполнителей тувинского гор. 58. Тувинское горловое пение. Лавовое пение основой является сам прием хироктер, где наиболее важно использование грудного регистра и умение управлять продолжительным дыханием, при котором голосовые связки и резонаторы ротовой полости играют только вспомогательную роль для создания дополнительной тембровой окраски. Если бы исполнители хироктер не умели управлять объемом грудных резонаторов для изменения высоты звука, то их звукоряд ограничивался бы только возможностями передувания, подобно натуральным трубам, фанфаре или пионерскому горну. Кстати, существует особый стиль хоскар-ГРА, при котором звукоизвлечение происходит именно за счет грудных резонаторов, без использования голосовых связок и резонаторов полости рта. В чем же дело? Почему можно получить подлинное эстетическое наслаждение и от музыки, звучащей в степи? В чем ее смысл? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить, какая роль отводилась музыке в давние времена. Древние тувинцы, например, с помощью музыки демонстрировали космическую гармонию. Они возлагали на музыку функцию раскрытия смысла человеческого существования, культуры, так как в ней можно расслышать подлинную оформленность бытия. Красота, выраженная в звуке, из которого складывается язык музыки, язык особенный, помогающий человеку увидеть и услышать истинную гармонию. Однако, к сожалению, далеко не у каждого человека есть потребность и возможность изучить этот иностранный для большинства людей язык. Говорят, чтобы овладеть любым языком, надо оказаться в среде его носителей. Интересное мнение высказывал Хюймижи Сарукту Кыргыз. Во время пастьбы скота мой музыкальный слух позволял мне подражать любому звуку в природе. Захотелось мне подражать пению птиц, гулу ветра, я стремился внести в мелодию что-то свое, неповторимое, от одного протяжного музыкального звука как любование необыкновенным, неречевым звуком до виртуозных сольных импровизаций 330, 24. Именно подобное музыкальное явление стало первопричиной происхождения и становления пения хироктер. Между хироктер и традиционной инструментальной музыкой не было абсолютных границ. Они до сих пор в большой степени влияют друг на друга. Кроме того, согласно современным научным воззрениям, двухголосное горловое пение с его флейтовым подголоском, равно как и ряд других явлений музицирования человеком в пределах возможностей собственного тела, хлопанье в ладоши, губной и зубной свист, щелканье пальцами и тому подобное, относятся к явлениям тувинской на. Историко-культурный контекст. 59. Родной аутоинструментальный, или корпорамузыки, атлат. Корпус, корпо, тело, прямо соотносимый с культурой инструментализма 128. 101. Духовный настрой во время исполнения хироктер можно уподобить состоянию импрессионистов, которые стремились наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности, передать свои мимолетные впечатления. Пастушеские инструментальные мелодии небольшого объема с весьма неприхотливой метроритмикой часто имеют программный характер. Песенные наигрыши почти не отличаются от их вокальных версий, но сама специфика этих звуковых орудий придает им инструментальный характер. На звукоизвлечении сказываются характер и способ изготовления инструментов, осуществляющегося в соответствии с бытующими традициями субэтнических групп бай-тайги, мангун-тайги и других кажеунов. Можно отчетливо дифференцировать с функциональной точки зрения эти инструменты, которые пастухи изготовляли для развлечений. Отметим лишь, что совпадение традиций вокального музицирования с духовыми инструментами имеют общую, очень важную психофизиологическую основу – процесс дыхания. Пример тому – тувинские духовые инструменты для развлечения. Их делали из стеблей и трав, когда они достигали необходимой плотности. Использовали разово, когда хотели выразить нахлынувшие чувства. Для разового использования изготавливали дудку, терезины диски из стеблей ячменя с боковым надрезом с закрытого конца с вибрирующим при звукоизвлечении язычком. Также делалась дудка-мургу с наружной щелью, без боковых и с боковыми отверстиями, материалом для которой служил ствол растения балдырган, дягель, 268-69. Нуньте в срезанный дягель, и вы откроете источник того музыкального звука, который воспроизведут впоследствии многие духовые инструменты. Рассматриваемые здесь звуковые приспособления, будучи инструментами пастухов и охотников,
относятся к классу аэрофонов. Источник звука – воздушная струя, звездочка. Их применение органически связано с повседневным бытом пастухов, стремлением выразить свое душевное состояние во время отдыха. Наигрыши, исполняемые на тувинских аэрофонах, были приспособлены к местным представлениям и традициям. Звездочка. Классифицируя музыкальные инструменты, мы опирались на общепринятую систематику Эхорнбастели и Кзакса. Аэрофоны, как известно, это все духовые инструменты, в том числе охотничьи манки, скотоводческие сигнальные орудия. 60. Тувинское горловое пение. Хирёктер наиболее показательны протяженные звуки, стилевое разнообразие которых заслуживает особого внимания. Исполнитель, сидя на войлочном ковре в юрте, скрестив ноги, держит игил звездочка вертикально, заложив ножку игила за голенище левого сапога. Кончиками пальцев правой руки музыкант держит смычок за ручку снизу и водит им по струнам, ногтями левой руки прикасаясь к струнам. После исполнения инструментальной мелодии он начинает петь обычным голосом первую строку песни со словами, при этом его лицо свободно и не напряжено, естественная артикуляция и дыхание. Затем следует вокализ без слов, заканчивающийся традиционной каденционной формулой «ой». После этого начинается двухголосное горловое пение. В течение 2 секунд музыкант делает полный вдох, заполняя воздухом нижнюю часть легких и мягко надавливает на всю грудную клетку. Затем певец извлекает протяжный грудной звук с уверенной опорой на переднюю стенку грудной клетки. Медленно выдыхая при сохранении ощущения спрессованности находящегося в груди воздуха, исполнитель издает этот специфический грудной звук и сохраняет грудную клетку напряженной, пока весь воздух не будет выдохнут. Поэтому у певцов, у которых озвучивается дыхание, и юшманов, голосовые складки не утомляются даже при продолжительном пении, а появление неприятных ощущений в области гортани оценивается ими как признак несовершенства вокальной техники. Тувинцы обычно говорят биеста цекиспа, а у Батова – характивит, дословно не зажимая гортань, не заставляя себя пой с опорой на грудь. В этом, собственно, и заключается древний тувинский прием харёктер. Поэтому мастер Ахюемижи учит молодых исполнителей концентрироваться именно на грудном резонаторе при овладении секретом этого вида корпорамузыки. От способности и умений певца создавать насыщенную энергетическую среду внутри грудной клетки зависит, в какой мере им могут быть использованы звукообразующие, резонаторные, усиливающие мощность голосового потока возможности этой части инструмента голоса. Способ передувания применяют, чтобы расширить диапазон голоса. Суть его состоит в том, что воздух вдувают в гортань с большей силой, чем обычно, и таким путем извлекают двухголосие. Если силу вдувания еще более увеличить, то можно получить звуки второй и третьей октавы. Прием передувания очень удобный. Звездочка игил – двухструнный смычковый музыкальный инструмент. Струны делаются из ролон-конкова-нронта. Две струны настраиваются крулту улур-кварту. Пруиспалили и горлорова пели перцы играют эр орлор крилтаро, реже эр крартера строя. Историко-культурный контекст. 61. Позволяет тувинским певцам получать виртуозные звуки. Феномен хирёктер представляет интерес не только для этномузыковедов, но и психологов, изучающих связь между музыковедением и этнологией бытовой деятельности человека. На его примере отчетливо прослеживается связь с трудовым процессом. Тема «Труд и музыка» уже давно привлекает внимание ученых самых различных областей. После выхода в свет в 1924 году книги Мюхера во многих исследованиях доминировала точка зрения о том, что музыка – это средство, сопровождающее, регулирующее и поддерживающее физический труд, а значимость использования и функции народной музыки в трудовой жизни человека, ее связь с работой принципиально зависит от способа производства. Вместе с тем, кроме непосредственного сосуществования музыки и труда, между ними имеется еще ряд тонких отношений, познать которые можно лишь тогда, когда наряду с рассмотрением песен, сопровождавших трудовые процессы, мы будем изучать также формы взаимодействия работы и пения. Условия труда тувинцев-скотоводов достаточно специфичны. В своей работе люди на протяжении веков использовали не только орудия труда, но и определенные ритмические формы. Они звучали во время пастьбы скота, езды верхом, при обработке войлока,
кожа, наполняли структуру инструментальных наигрышей, шаманских ритуалов. Например, известный скотоводческий обряд приучения приплода овец, коров, коз, кобылиц, верблюдец к чужой матке, когда у родной не хватало молока или когда она отказывалась кормить своего детеныша. Извлекаемый пастухом во время приучения монотонный и унылый звук способствовал успокоению животных и облегчал выполнение работы. Между характером пения пастухов и психическим состоянием животных существуют объективные связи. Разумеется, в подобных скотоводческих ритуалах пение выполняет коммуникативную функцию, где сообщающий и воспринимающий контактируют в одной коммуникативной цепи. То, что определенные музыкальные звуки успокаивают животных, известно пастухам с древнейших времен. Они различным образом использовали эти звуки для облегчения своей работы. Пастухи часто утверждают, что благодаря их пению увеличиваются удой и приплод у скота. Различные стили пения хирёктэр и сигналы используются частично и тогда, когда на близких друг к другу, расположенных между гор пастбищах находятся несколько пастухов со своими. 62. Тувинское горловое пение. Стадами. Пастух, услышав пение, получает звуковую информацию о том, чем занят его сосед. Следовательно, в пределах существующих традиций для фантазии народного музыканта остается относительно широкое поле творчества. Аналогичного осмысления требуют и другие факты традиционного быта тувинцев-скотоводов. Чтобы прояснить отдельные явления, мне пришлось провести повторные экспедиции по собственным следам через определенные промежутки времени. Цель экспедиций – проследить за процессами трудовых и бытовых ритуалов весной во время окота скота, за приучением маток домашних животных. Специфику трудовых песен мы пытались выявить не только на основании собственных наблюдений, но и с учетом соображений местных жителей. Это же относится к происхождению и этимологии терминов. Как я заметила, в народной среде наряду с хирёктэр местного происхождения всегда бытовали и бытуют обрядовые песни. Музыкальное мышление народа никогда не развивалось в изоляции от каких-либо внешних влияний. Хирёктэр проявляется по-разному в зависимости от функций пения и местных традиций. Например, у стиля каргара звучание можно сравнить с мелодическими кругами, которые плотно насыщены бурдонными звуками. Пространственно-временные характеристики, выполняющие функцию успокоения, усиливают внушение, например, при магических обрядах камлания шамана или природах. Стиль сагыт – это, как правило, музыкальная система, цельный, завершенный мелодический эпизод, в котором раскрывается определенное любовно-лирическое образное содержание, где использован традиционный прием хирёктэр, отличающийся от мелодического свиста. Не похож он и на алтайское пение сагыт при погребальном обряде, имея более резкий тембр. У стиля хёэми тембр нейтральный. Хёэми по функции – путевая песня, и татаринцев, равно как стиле борба-ценадыр и эзингилэр. Тувинский слушатель без труда узнает родной напев в его стабильном варианте при любых обрядах и способах исполнения. Все это свидетельствует о том, что хирёктэр изначально возник в виде звука подражания водопаду, шуму ветра, голосам животных, и имел сакральное значение как способ общения с духами природы еще до возникновения культовых обрядов. Вместе с тем умиротворяющее действие, которое оказывали звуки водопада на людей, не могло остаться незамеченным. Древние тувинцы. Историко-культурный контекст. 63. Нашли практическое применение этих звуков в быту и трудовой практике. Будучи всеохватывающим знаковым явлением, он, скорее всего, изначально использовался во всех видах деятельности, бытовой, трудовой, культово-религиозной. В связи с этим особенно ценными представляются сведения историко-этнографического характера о функционировании горлового пения в основных традиционных обрядах. На них я и сосредоточу свое внимание. Остановимся на месте хирёктэр в колыбельных песнях. Традиционные напевы тувинских колыбельных песен представлены в публикации Н. Аксенова двумя образцами, записанными им в кызыле с голосов писателя Сары Каола и драматургов Кокаола. Эти напевы, по наблюдению собирателя, родственные речи Тацы и Ям, приуроченным к традиционному тувинскому скотоводческому обряду Хоялзыр, приучению приплода овец, коров, коз, лошадей и верблюдов к чужой матке. Напевы таких мелодических речей Тацы и сходные между собой, поразительно близки тувинским колыбельным урук в Пёйлэйр,
имеющим мелодии аналогичного речитационного стиля. При убаюкивании детей на такие мелодии речитируются два слова. Впей, баю-бай, удуй-бер, аглум, усни, мой сын. 320. Убаюкивание ребенка в этом плане практически неотличимо от приучения теленка, ягненка или козленка к чужой матке. Колыбельные песни не поются ни при каких других обстоятельствах. Роды принимала повивальная бабка, которую так и называли Кырган-Авай, бабушка или Хинин-Кёскин-Авазы, мать, перерезавшая пуповину. По своему положению она напоминает крестную мать у православных. После рождения ребенка она трижды окунала его в крепко заваренный чай с добавлением можжевельника, считается, что чай укрепляет организм и хорошо действует на кожу. Обращаясь к тому или иному небожителю и к духу хозяину природы, Кырган-Авай благословляла ребенка, брызгая молоком и чаем в огонь и приговаривая благопожелания. Затем окропляла молоком из берестяной жертвенной ложки новорожденного, а также траву и деревья, окуривала колыбель можжевельником. Также свято почитали и колыбель, называя ее семейной. Любовь эта передавалась от матери к дочери и воспевалась в многочисленных лирических песнях. Кроме обычных колыбельных песен повсеместно были распространены колыбельные, сочетавшиеся с хирёктер. Раньше, когда доминирующее положение в общине занимали женщины, забота о скоте лежала в основном на плечах пастухов-мужчин. Женщины. 64. Тувинское горловое пение. Отвечали за удой молока и занимались молочным хозяйством. Они вставали с восходом солнца, чтобы успеть подоить коров и коз, прежде чем выпускать их из загона. Мужья в это время нянчились с детьми и использовали хаамей для их усыпления. Следует отличать так называемый апей-хаамей, колыбельный хаамей, от хаамея, стиля горлового пения как произведение искусства. Для усыпления ребенка исполнялся апей-хаамей, который, видимо, и стал источником всех других стилей. Хаамей, сыгыт, каргара, эзицегилэр, борбаценадыр. Позже эта бытовая речитация в силу своего прикладного характера могла приспособиться к новой функции и применяться при приручении домашних животных. Я делаю вывод о первичности апей-хаамеи и о развитии на его основе техники приручения приплода скота к чужой матке, исходя из общего принципа интонирования в обоих случаях. Характерная черта мелодической структуры хаамея, используемого в колыбельных, обрядах приучения маток домашних животных, шаманских камланиях, интонационных речитациях секундантов во время скачек и борьбы хуреш, наличие ядра, свойственного всей традиционной вокальной музыке, большая и малая терция и большая и малая секунда. Такие напевы довольно однообразны, состоят из нескольких речитационных звуков, которые постепенно сформировались в мелодию хаамея. В результате возникало гармоническое созвучие, украшенное причудливыми унисонами. Речь идет не о европейской функциональной гармонии, а о совершенно самостоятельной терциовой ладовой структуре, в которой вместо классических трезвучий решающую роль играют, за некоторыми исключениями, соотношение больших секунд и малых терций. Пение в стиле апей-хаамей требует небольшого расхода воздуха и используется для укачивания, усыпления ребенка. Колыбельные хорёктер и напевы, используемые при приручении скота к приплоду, распространены во всей Туве. Это еще одно свидетельство глубокой древности хорёктер и его происхождения из трудовых обрядов. Рассмотрим мелодически речитируемые заговоры приучения самок домашних животных к их приплоду. Отдельные самки домашних животных, овцы, кобылицы, коровы и верблюдицы, ранней весной в период массового расплода отказываются кормить своего детеныша. Чаще всего это случается, когда в холода новорожденных ягнят, козлят переносят в загончик, отгороженный для них внутри юрты, чтобы они не замерзли. К самкам их приносят только на время кормления. Детеныши на 1-2. Историко-культурный контекст. 65. Недели, оторванные от матерей, теряют свой прирожденный запах. Для того, чтобы заставить корову или овцу кормить детеныша, ее начинают к нему приучать. Для этого хвостик ягненка, теленка или козленка смазывают соленой водой или молоком матери, чтобы она начала их слизывать, а параллельно поют в стиле мелодической речитации особый заговор Аян-Тудар, многократно повторяя слова традиционных понуканий домашних животных. Овец, словами «Тфа-тфа, смотри, прил». Номер 9, 10. Коз, чу-чу. При обряде приучения приплода коров,
и Николзыры использовалось слово хёв-хёв или хёв-клё, хёеглэр, гудеть, петь со звучанием подобным, например, реву быка. Пример 8. Ошку-алзыры. Приучение козы к козленку. Чу-чу. Чу. Чиу-чу-чу. Чу-чу. Чу-чу. Чу-чу, чу-чу, чу-чу. 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 Звукозаписи нотировка 3. Кыргыз, 1976 год. В Скара-Чира Дзумхимчикского района с голоса Оржик-Синдин Маном Зыраевна. 1908 год. РФ Тмияли, площадь 119. Искусством мелодического речитирования заговоров, воздействующих на самых домашних животных при их приучении к своим и чужим детенышам, владел не каждый. Для этого хозяева скота даже приглашали особых умельцев-исполнителей. Нередко за ними посылали в соседнее аалы звездочка всадника с 2 конями. Особенно часто приглашали женщин, имеющих навыки заговора коров, приучаемых труднее всего, и не к вгжукчулёре. Эти певцы и певицы, квглёпуверодептар, были способны длительно задерживать дыхание и воспроизводить особый вид возгласов в самом высоком регистре, целью которых было заклинательное воздействие на корову, чтобы та не отвергала теленка. Звездочка стойбища, состоящее из нескольких юрт. Пример 9. И Николзыры. Приучение коровы к теленку. Звукозаписи нотировка З. Кыргыз, 1976 год. В Скара-Чира Дзумхимчикского района с голоса Оржик-Синдин Маном Зыраевны. 1908 год. РФ Тмияли, площадь. Номер 119. При приучении коровы к теленку одна из женщин подводила теленка к корове, другая, смазывая вымя коровы молоком и обращаясь к обоим животным, пела со словами традиционных понуканий коровы хоа-хо или хоак-хоак. Повторение слов хоак-хоак интонируется на особый обрядовый напев, а завершающие его кличи – на сильный опорный звук каждого мелодического периода. Слово хоак-хоак интонируется на эту мелодию несколько раз, причем каждый раз на особую мелодическую фразу. Каждая из пар завершается внутри слоговой мелодией на второй слог слова хоак, за которым следует клич хоак-хоак, хоак-хоак на короткий заключительный опорный тон первой ступени лада. Искусство такого пения было забыто в середине 20-го столетия, однако ныне возрождается. Раньше, как мне кажется, музыкальной стороне традиционных трудовых песен не придавалось большое значение. Так, из простых пастушеских перекличек, возгласов при приучении разных животных, криков, которые обычно сочетались с речевой интонацией, общей нисходящей мелодической линией соответствующей фразы с небольшими подъемами, ступенчатыми спус. Историко-культурный контекст. 67. Камя из монотонных декламаций на одном звуке, очевидно, вырос самостоятельный жанр трудовых песен. Помимо восклицательной интонации они содержат интонационные обороты пастушеских наигрышей, которые представляют собой на самом деле состоящую из коротких звукорядов наиболее распевную мелодическую форму тувинской традиционной музыки. Несмотря на это, их называют не песнями, а традиционным выражением малалзыры, приучение маток домашних животных. Когда приучают 2 человека, их голоса звучат в унисон, особенно в кадансовых созвучиях, схожих с харёктер. Доминирование секунды и малой терции – одна из самых характерных черт этого пения, несущего в себе архаичные черты музыкального мышления. Такое пение возникло из криков, из потребности человека выражать чувство радости и горя в звуках, короткими звукорядами из 2-5 тонов, подобно мелодии харёктер. Большой интерес в рамках рассматриваемого вопроса представляет использование харёктер в обрядах моления горам. Одним из самых значительных праздников годового цикла тувинцев считался праздник Аваа. Происходит он в начале лета, когда растут травы и расцветают цветы. Истоки праздника Аваа связаны, с одной стороны, с окончанием посевного периода в сельскохозяйственном цикле, с другой – с переломным моментом в природе, летним солнцестоянием, о чем свидетельствует древнее название праздника – Аваа Дагы Иры, освящение Аваа. Отличительной особенностью праздника Аваа являлось совершение обряда жертвоприношений домашним божествам, духам-покровителям Аала и членов семьи. Традиция праздника Аваа уходит своими корнями в глубокую древность. Отмечали праздник жертвоприношениями духам и массовыми гуляниями. В праздник Аваа вывешивали вали, лоскутки, кадаки, готовилась специальная еда, надевалась праздничная одежда.
Как сообщил мой респондент Хамижи Михаил Дубчун, 1899 год из урочища Ака Эриктиосхемского Кажууна, на празднике Найоны устраивали состязания искусных певцов Хамижи, продолжавшиеся день и ночь на протяжении всего праздника Ава. Многие хамижи великолепно умели владеть дыханием, сохраняя при этом внутренние композиционные пропорции. Другие варьировали свое пение в зависимости от собственного состояния, исполнительской формы, от вкуса слушателя, ситуации исполнения, молодым или старым, в разгар состязания во время праздника или в поле, когда устали. В некоторых случаях особенно искусный хамижи мог даже находиться на службе у наёнов, а якхаачизы специально для развлечения. 68. Тувинское горловое пение. Исполнитель Хёемижи, выбранный хозяином этой стоянки, должен был выдержать большую конкуренцию, чтобы получить право участвовать в ритуале моления. Нужно ведь суметь вызвать духов своим пением в стилях так называемых степного или сопочного каргара. Исполнители стиля каргара придают значение тому, в какой местности происходит обряд Ава, на склонах гор, степи или на сопках. Считалось, что пением кожигар каргаразы сопочная каргара, или хову каргаразы степное каргара, можно расположить к себе хозяина духа местности 330-28. При таких состязаниях учитывали не только силу дыхания певца, но и его музыкально-исполнительские, художественные возможности. У побежденных пение оказывалось нередко более однообразным. Менее ярко выявлялась этническая и локальная специфика, часто просто зажимая гортань с стили, затем переходили к мелодической речитации и сказке. Такое пение в конкурсе не учитывалось. Сами исполнители харёктер свои различия видели именно в исполнительстве. На нем сосредоточиваются все критические высказывания в адрес противника. Важно установить, чем вызвана такая роль исполнения. Получить приз во время моления считалось весьма почетным. Учитывался и весь репертуар, и какой из стилей каргара лучше исполнялся, лучший певец и завоевывал право исполнять его во время обряда. Состязание хамижи, согласно поверьям, свидетельствовало о начинающемся преобладании в природе мужской силы. Свет солнца над женской, луна, ночь, поэтому певцы после обряда Ава для услады слуха небесных божественных сил и хозяев тайги, местности устраивали состязания, скачки на лошадях, борьба, с целью получения наибольшего числа солнечных дней, хорошего урожая, обилия растений. Ежегодно к месту праздника Ава прибывали лучшие борцы, всадники и певцы. Благодаря этим регулярным состязаниям горловое пение все более совершенствовалось, так как каждый исполнитель оттачивал свое мастерство, чтобы заслужить право участвовать в сопровождении борьбы и скачек. Подобные соревнования проходили в каждом роду. Обратимся к вопросу исполнения харёктер в шаманских камланиях. Как показывают историко-этнографические исследования С. И. Вайнштейна, Л. П. Потапова, 5 Яконова и М.Б. Кёнин Лобсона, шаманизм являлся органичной частью духовной и культурной жизни тувинского народа. Основа шаманизма – вера в то, что особо избранные и посвященные обладают способностью вступать в прямое общение с духами. Историко-культурный контекст. 69. Шаман садился в передней части юрты, обычно занимаемой хозяином, дёр. Издалека слышались мягкие звуки бубна, дунгура. Через некоторое время после игры на бубне шаман тихо призывал духов, сопровождая это свистом, которому свойственны устойчивые композиционные приемы и ряд постоянных мотивов, каргара. Пример 10. Хамалгыжи. Шаманское камлание. Звукозаписи котировка З. Кыргыз с голоса Норбус Аднамовича Мангуша, 1900 год. Призывы духов, продолжавшиеся довольно долго, начинались с обращений к духу-покровителю, духам-помощникам, духам вод и земли в местности, где происходили камлания. Потом говорилось о жертвоприношениях, после мощного слоя песнопения излагалась сама просьба. За ней следовало в более высоком тоне вторичное взывание, которое изобиловало богатыми поэтическими эпитетами в адрес духов. Считалось, что после повторного призыва духи являются шаману, вселяются в его тело либо в его бубен и начинают говорить устами шамана, достигающего в это время состояния экстаза. Последняя часть шаманского призыва обычно посвящается проводам духов хозяев природы, которые господствуют над горами, пустынями и животными.
Во время камлания шаманы использовали горловое пение хорек-тер, включая его в традиционную обрядовую и культовую музыку и сопровож. 70. Тувинское горловое пение. Дай ритмическими ударами в бубен. Мне известны случаи использования стиля каргара во время созыва духов и в процессе успокоения больного, в конце камлания. Хорек-тер использовали в песнях-кличах, сопровождавших традиционный обряд переплывания рек. По сообщениям местных певцов из прибрежных сел верховьев Енисея, Центральная Тува, эти особые обрядовые песни-кличи бытовали еще в недавнее время. Образцы таких песен нам удалось записать. От хозяина реки, Хёмээзи, зависело не только благополучие на стоянке, но и рыбный промысел. Его власть распространялась также на лесные угодья. Неуважение к духу реки Цукаэзи, а тем более оскорбление какими-либо действиями вели к несчастью для семьи и скота. Обряд почитания хозяина реки заключался в окроплении воды молоком, в соблюдении всякого рода запретов. Все, что связывалось с водой, приписывалось власти хозяина реки, считалось, что он посылает людям добро, после чего леса, луга становятся богатыми ягодами, травами, а река – рыбой. Поэтические тексты песен-кличей представляют собой многократное повторение одного только слова «хартыгай», дословно «ястреб», звездочка, и завершаются пением «куувей», или «ку», или «эй». Повторяемое слово «хартыгай» интонируется на особый обрядовый напев «куулэр», дословно «гудеть», подражая звуку ветра. Сходство звучания хаамей с гудением ветра усиливали завершающие его возгласы, либо на фальцетном звуке скачком и на октаву вверх, либо на заключительном опорном звуке каждого мелодического периода. Местные старожилы сохранили в памяти несколько таких напевов. Первый из них, завершаемый кличем на фальцетном звуке на октаву вверх, представляет собой повтор слова «хартыгай» на лаконичный мелодический оборот на восходящей кварте и большой секунде. Второй напев, в отличие от первого, представляет собой двукратный повтор развитой двухчастной ангинетонной мелодии в амбитусе малой септимы с отклонениями в субсекунду от заключительного опорного звука. Слово «хартыгай» интонируется на эту мелодию 8 раз, причем каждый раз на свою особую мелодическую фразу. Эти мелодические обороты сгруппированы попарно. В первой, второй и четвертой порах чередуются мелодические фразы вопросительного и ответного характера. Каждая из пар завершается внутрислоговой мелодией на второй слог слова «хартыгай», за которой следует заклинательное пение «куувей» или возглас «ку» или «эй». На долгом заключительном опорном звуке первой ступени лада возникала внутрислоговая мелодия, завершающая четвертую мелодическую фразу. Последняя намного длиннее аналогичных внутрислоговых мелодий первой и второй мелодических фраз. Третья же пара мелодических фраз отличается от первой, второй и четвертой пар тем, что ее вторая мелодическая фраза уже не в форме вопроса, а ответа. В результате второй напев заклинательного слова «хартыгай» отличается от первого тем, что представляет собой развитую и довольно сложную мелодическую композицию из нескольких разнохарактерных мелодических фраз. Обе записанные нами обрядовые песни, сопровождающие переплывание рек, не сходны между собой ни по форме, ни по характеру чередующихся в них мелодических фраз. Их объединяет поэтический текст, состоящий из многократных повторов одного слова «хартыгай» и заклинательного пения «куувей» или «ку». Повторяемое слово при этом звучит как обращение к ястребу в стиле «куувей хаамей». Да, ты переплываешь реку подобно парящему в небе ястребу, также уверенно, плавно. По сообщению Сирена Сарбаевича Шулуу, жителя Межигей Тандинского Кажууна, участника выслета сказителей и певцов в Тниале, пение «куувей» предполагало издавание специфических звуков, которые выкрики. 72. Тувинское горловое пение. Вались или выпивались, стоящими на берегу реки либо плывущими на плоту или лодке в тех случаях, когда они замечали, что кто-нибудь переплывает реку. Переплывали чаще всего традиционным способом, держась правой или левой рукой за гриву коня, а иногда и сами по себе. Поскольку куувей, сопровождавший переплывание рек, пели только в определенных обстоятельствах, форма напевов определялась их общественной функцией и не имела аналогии в других жанрах тувинской вокальной музыки. Надо сказать, полноценная реализация такого рода обрядов – далеко не частое явление. Нервы неискушенных пловцов часто сдавали. Переплыть реку во время сильного течения на маленьких плотах было непросто, многие, не выдерживая, прыгали в воду.
Словесные возгласы имели, согласно суеверным представлениям, магическую силу и служили для достижения определенных целей. Первое. Снятие страха, пение как бы отвлекало от явлений, вызывающих страх. Второе. Заклинание силы за счет монотонного характера речи ТЦИ. Это доказывает анализ Хаамея, произведенный самими исполнителями, по материалам анкеты, проведенной сотрудниками НЦ-Хюэни, а также на основании данных предыдущих исследований. Тот, кому предстояло совершить обряд переплывания реки, должен был прежде всего на берегу, как подобало всякому участнику обряда, потренироваться в определенной мелодико-ритмической форме движения. По сообщению с Шилу, стоящие на берегу реки пловцы вырисовывали ногами на земле геометрические фигуры, пытались научиться вертеться на одной ноге в обе стороны и, постукивая по железному предмету, в такт подпрыгивать. Шаман должен был уметь манипулировать особым способом различными предметами культа, идолами, колокольчиками, колотушкой, играть на бубне, дунгуре. Как говорит Шилу, это было не так-то просто. Ему самому в детстве приходилось испытать во время переплывания через Енисей полное изнеможение звездочка. Обряд переплывания преследует возвышенные цели. Здесь не только избавление от страха, но и воспитание способности отрешиться от своего «я» и в конце концов прийти к духовному озарению. Эффективность обряда зависела не только от чувств, пробуждаемых в душе человека шаманом нередко довольно мрачными словами или звукоизвлечением типа кууви, которые сопровождали плавание. Нужно было прежде всего расшевелить-то. Записано за Кыргыз на магнитную пленку в 1982 году. Историко-культурный контекст. 73. Таинственные силы, которые должны способствовать благополучной переправе и сконцентрировать мысли участников обряда на движении плота. Обряды, связанные с верой в способность человека воздействовать на людей и явления природы, возникли в древнем обществе как один из элементов шаманской мистерии. В этом контексте, как мне думается, и образовался один из стилей пения хирик-тейр-куувей, хиумей, зафиксированный в центральной, западной и восточной частях Тувы. Такого рода речи ТЦИ и песни Хартыгай и Куувей правомерно также рассматривать и в качестве особого традиционного жанра тувинского песенного фольклора. По словам нашего респондента Андрея Мангуша, когда он поднимался на вершины гор, на теневой стороне было видно, как текут по ущелью ручьи или реки. Чем ближе к ним подходишь, тем сильнее становится их гудение и хочется петь, чтобы мой голос был более громким. И интересно отметить, нередко исполнители хорек-тер, сидя на противоположных берегах реки, устраивали состязания. Каждый старался победить соперника в более точном подражании гудению реки. Это позволяет полагать, что в формировании хорек-тер сыграли роли другие виды подражания, мычанию быка, крику птиц, свисту ветра. Думается, что и пастухи, находясь в одиночестве, исполняли хорек-тер для себя, стараясь развлечь себя звукоподражанием. Его мелодии передавались из поколения в поколение. Это были, вероятно, старинные религиозные народные песни, связанные с язычеством. Разучивание их, естественно, происходило в условиях вариативного исполнения, в самом процессе передачи фигурировали зачастую основные стили – хаамей, каргыра, сыгыт, эзицегилэр, борба-ценадыр. Возможно, в результате вариативного обучения могли возникнуть самостоятельные стили – челандек, деспен, кумзатаар. От мелодики, связанной с движением, открывался путь к осознанию речевой интонации и направляющей ее энергии, к особому типу дыхания, способам звукоизвлечения и приемам. Слова не столько поются, сколько музыкально проговариваются. 11.145. В тувинском фольклоре существуют факты музыкального интонирования без слов, исключающие речевую артикуляцию. Речевая интонация, возгласы, кличи, другие звукоподражания – не единственная музыкальная основа. По утверждению А.Г. Гомон, чистое интонирование должно быть древнее языкового. Вполне возможно, что речевая интонация использовала опыт доречевого интонирования. Во всяком случае исследователи утверждают, что 74. Тувинское горловое пение – исторический процесс, передвижение речевых работ у древних людей, происходил из гортани в полость рта. Механизм глоточной регулировки дыхания, система органа дыхания, мозг-глотка, является безусловно рефлекторным, он самонастраивается задолго до того, как человек начинает говорить.
Сначала образовались связь и координация между глоткой и органами дыхания и лишь потом координация между глоткой и органами артикуляции. Иными словами, механизм интонирования был готов раньше, чем органы артикуляции, воспроизводящие речевые звуки 87-10. Это нельзя не учитывать при решении вопроса о происхождении музыкального интонирования в горловом пении хореоктер. Вполне возможно, что формирование хореоктер пережило два этапа. Первый, более ранний, для которого характерен примитивный сигнально-возгласный вид, и второй, более поздний, мелодично-стилевой вид. На ранних этапах развития общества функции хореоктер были поистине всеохватывающими. Это доказывают вышеназванные обряды, где элементы хореоктер играли заметную и существенную роль. Хореоктер сопровождал человека с первых шагов, память о нем лучше всего сохранилась в колыбельных песнях. Хореоктер, по моему глубокому убеждению, ведет свою родословную от колыбельных, которыми отец усыплял ребенка, и от неприхотливой мелодичной игры тембров при передувании воздуха на традиционных состязаниях во время обряда моления горам. Широкое использование хореоктер в быту способствовало дальнейшему формированию его как искусства. Между исполнителями хореоктер широко распространена игра узумтыныш, дословно долгая протяженность дыхания. Эту игру упражнения тувинские исполнители считают одним из факторов формирования специфического дыхания при исполнении хореоктер. Также скороговорки, дурген-чуга, смысл которых в том, чтобы быстро четко выговаривая каждое слово, произнести как можно более длинную фразу за один выдох. Это своего рода соревнование в мелодической выдумке, где создается игра слов. Исполнители соревнуются в протяженности поэтической фразы, произносимой напевной скороговоркой на одном поразительно долгом дыхании. Мастерство народных исполнителей в том и заключалось, что они умели достичь предельной выразительности и рельефности музыкального образа, не выходя за пределы ограниченных звукорядов. Здесь приведу один пример, заслуживающий, на мой взгляд, особого внимания, в котором выговаривается как можно больше слов на одном дыхании. Узумтыныш исполняет историко-культурный контекст. 75. Се узумтыныш двумя или несколькими людьми в виде состязания, при котором победителем становится тот, кто на протяжении одного дыхания выговорит больше слов, называя один предмет в возрастающем количестве. Например, бирбала, иебала, ушбала. одна колотушка, две колотушки, три колотушки. Несколько иначе исполняются скороговорки, дурген-чуга, при их исполнении акцент делается не столько на дыхании, сколько на быстром выговаривании слов. Билдим бичи шина. Знаю, есть маленькая речная. Шина лаза ширга арга аргалаза арай кадыр кадырлаза касак, азаназа ценаза арук кокпа как палаза харум кошки кашкелезе кок туман наза тудуш мецегимен гелезе бедик чалым наза да шимэйнюзе шик шак шагназа чарак каргал даза кончук и дигет. Долина, за речной долиной, дремучий лес, за дремучим лесом, крутая гора, за крутой горой, обвал, за обвалом, звериная тропа, за звериной тропой, груда камней, за грудой камней, синий туман, за синим туманом, ледник, за ледником, высокая скала, за высокой скалой, громкий гул, за громким гулом, грохот шуршания, за грохотом шуршанием, впадина овраг, за впадиной оврагом, кичливая. И дигитёзе дидир баца баалык аорга аргалаза азан ширгой. Ширгайлаза ширыш хадыце наза кадыр, и лидирге ирги кады глаза ала карактаза. харалдык бо, баалаза барбак чурек. Чурик тизи чулду ужатош. Страшилище, если встретишь его, спустись обратно, когда спустишься, будет холмистое место за холмистой местностью, хребет. С седловиной за хребтом, лес с буреломом, за этим лесом, развесистая береза за развесистой березой, медведь-самец, за медведем-самцом, волки, за этими волками, ружье с прицелом, за ружьем с прицелом, горный козел, за горным козлом, курдюк-грудинка. Звездочка. Это трансформированные остатки хореоктер, перешедшие в народное творчество, обладают чрезвычайно интересной речитативной мелодикой. Как бы там ни было, наличие подобных жанров свидетельствует об органическом единстве тувинского традиционного фольклора. Игра с дыханием, бесспорно, развилась на основе хореоктер. Ведь всякому, кто интересуется историей Жан. Звездочка записана от информатора Бориса Чолдак-Хунаевича Мангуша,
артиста государственного ансамбля Саяны. 76. Тувинское горловое пение. Ров. Хорошо известно, что скороговорки родились в единстве с мелодией, то есть в их основе, прежде всего звучащее, интонируемое слово. Оставшись по-прежнему устными, скороговорки всегда хранят память о своем происхождении. Воспринимает же традиционный слушатель скороговорки не только ушами, но и губами, непроизвольно проделывая артикуляционную работу. Без такого соучастия слушателей, озвучивания вслух или про себя нет и подлинного наслаждения при восприятии скороговорки. По словам Карыма Дамбаевича Мангуша, 1945 год Р, город Кызыл, инженера-оператора телекомпании Республики Тыва, Хорек-Тер становилась своего рода знаком, символизирующим светлое начало в любовно-семейных отношениях. В горловом пении преобладали светлые тона и интонации, подчеркивающие душевность, ласковость. Любовная лирика внесла свой вклад в становление Хорек-Тер, унаследовавшего от предыдущих столетий желание молодого человека свободно выразить свои интимные переживания, мысли о любимой наедине. Музыкант как бы исполнял для возлюбленной концерт, идеализирующий жизнь на лоне природы в верховьях тайги. Это пение впитало в себя голоса птиц, крики журавлей, стрекотание кузнечиков, рев моралов, шум степного ветра. Архаичность его заключается в тембро-артикуляционной манере исполнения, определяемой звуковым строем языка, а также структурой поэтического текста, возникшей в результате развития бестекстовой вокализации. Стили Хорек-Тер, связанные со скотоводческой жизнью народа, соотносились с самим процессом труда, если можно так выразиться, лишь наполовину, поскольку содержание их отражало не столько характер труда, сколько настроение тех, кто участвовал в нем, в контексте образа мысли и мироощущения. Большинство исполнителей Хорек-Тер живут на территории современных Дзунхим-Чикского, Судхольского, Улуг-Хемского, Алюрского Кажуунов, в основном в долине Эр, Алаш и в окрестностях Карахоль, и Нигдаша, Усть-Хемчика, в селах Бажин-Ала-Ака, Левый и Правый Чергакы, Ими, Верхний и Нижний Ишкин, Алаш, Монголек, Чирабажи, Эжем, в центральной и южной Туве, Эрзин, Тёсхём. Кстати, в этих регионах дольше сохранились и архаические формы фольклора, пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, легенды, шаманские гимны, алгыши, древние предметы быта, камнерезное искусство, образцы старинной национальной одежды, утварь, пережитки родовых отношений, трудовые и бытовые обряды. Соответственно, само пение оказалось связанным с наиболее древней формой ладовой. Основа звукообразования. 77. Организация напевов, их речитативности, близости к речевой интонации. Наличие нескольких мелодических вариантов стилей сыгыт, каргара, хоэми, эзицегил-эр, борба-ценадыр также свидетельствует о древности зарождения и длительности процесса формирования Хорек-Тер. Можно полагать, что если бы горловое пение возникло сравнительно недавно, оно бы не привело к расчленению музыкальных форм и многообразию столь различных между собой стилей Хорек-Тер. В свою очередь, отсутствие стилевого многообразия в формах горлового пения у других тюрко-монгольских народов Южной Сибири и Центральной Азии свидетельствует о более позднем времени возникновения там подобных форм музыкальной культуры. Возможно, это произошло в эпоху Средневековья в условиях наиболее тесных контактов между отдельными тюрко-монгольскими народами Центральной Азии. Глава 3. Основа звукообразования Хорек-Тер. Необычность звукообразования при использовании приема Хорек-Тер на заре становления музыкальной этнографии побуждала исследователей к поиску генезиса этих, наиболее резко отличающихся от европейских форм интонирования. Тем не менее, находясь в поле зрения собирателей, они все же остаются малоизученными. Основой приема Хорек-Тер является использование грудной клетки как главного источника звука. Есть основания предположить, что Хорек-Тер физиологически отличается от академического и бытового пения тем, что при нем происходит достаточно плотное смыкание ненатянутых голосовых складок. Их края упруго прижимаются друг к другу мышцами гортани, сами же голосовые связки остаются при этом ненапряженными. Основным возбудителем колебаний звукового тела в трахее становится ее задняя перепонка. Вероятно, в качестве вибратора работает и диафрагма, но в значительно меньшей степени.
Этого эффекта можно достичь только при достаточно плотном энергетическом насыщении внутреннего пространства грудной клетки. Исполнитель хироктер как бы выдавливает грудными 78. Тувинское горловое пение. мышцами упругую энергетическую субстанцию, которая резонирует в грудной полости. Поэтому речь должна идти об упругом сопротивлении энергетическому наполнению грудной клетки, дающем отчетливое ощущение энергетической плотности и резонирования массы инструмента голоса. Отмеченные мною ранее особенности различных стилей хореоктер обусловлены многофункциональностью использования этого феномена и его местом в народной культуре тувинцев. Я говорю о приемах исполнения, связанных с самыми древними стилями, каргараа, сыгыт хаамей, борба-ценадыр, эзицегилаэр, глубинными пластами традиционного певческого фольклора, его национальной вокальной спецификой. При этом необходимо обратить внимание на роль пятиступенной ангемитоники со скачком в тон фа, соль, ля, до, ре строй, основанной на естественном натуральном тоне, существующей в природе и состоящей из малообъемных звукорядов. Обратимся теперь к основным для хореоктер мелодическим типам интонирования, представляющим собой сложный конгломерат приемов, способов и техник, накопленных народным музыкальным искусством в течение многих столетий. От степени их сохранности, на мой взгляд, зависит продолжение существования тувинского сольного двухголосия, поэтому в данной работе особое внимание обращено на актуальные вопросы происхождения, звукообразования и терминологии пения хореоктер. По отношению к тувинской традиции песни обычно считали любое произведение, содержащее поэтический текст и мелодию с определенной структурой 3-11. Краткие трудовые напевы, пение в процессе приучения маток домашних животных к своим детенышам, заговоры, благопожелания, сказки, героические сказания, обрядовые ликования не называют пением, потому что их исполняли без опоры на стабильную и жестко определенную мелодику, в свободной речитативной манере. Вряд ли можно сегодня с этим согласиться. Хореоктер представляет большой интерес для науки как феномен пения без слов, всегда связанного с набором определенных мелодий. Этот тип исполнения является исконным, связанным с традиционными формами музыкального искусства. Прием хореоктер – основа всех архаических стилей, и потому каждый вид мелодического пения немыслим прежде всего без зачина, основанного на этом приеме. Как мне удалось экспериментально установить в процессе длительного, продолжительностью в 20-30 с выдоха, музыканты артикулируют большое число мелодических звуков. При этом исполнитель выстраивает логичес, основа звукообразования. 79. Хии связи внутри звукообразовательной структуры, вполне свободно владеет техникой перехода от одного обертона к другому. Широкая распространенность и известная универсальность хореоктер наводят на мысль о его особой значимости в традиционном тувинском вокальном искусстве, которое, по имеющимся данным, не имеет аналогов в практике других народов. До сих пор необъясненными остаются факты поразительно высокой эффективности распределения певческого дыхания традиционных тувинских исполнителей. Впрочем, нельзя не указать, что терминология, выработанная предыдущими исследователями применительно к тувинскому сольному двухголосию, не всегда может успешно использоваться при анализе данного музыкального феномена. Термины горловое или гортанное пение, допускающие весьма различные толкования, оказываются не всегда уместны, так как не раскрывают сущности самого феномена. Тувинские исполнители придают большое значение широко известному им, дошедшему с древнейших времен приему выдыхания воздуха без зажатия гортани или горла. Ведь даже самое обычное пение, как известно, тоже осуществляется через гортань или горло. При колебании голосовых связок и сужении голосовой щели образуются звуки, составляющие основу любого певческого интонирования. Секрет тувинского двухголосия не в этом. Для характеристики этого традиционного искусства, в целях выявления его особенностей, в частности по сравнению с академическим или обычным пением, мною проведен ряд музыкально-этнографических экспедиций в тувинские Кажууны, где сохранились и функционируют традиционные школы обучения разным сторонам изучаемого явления. Исполнители хореоктер отмечают четкие субъективные ощущения колебания звукового тела в грудной полости, употребляя понятие хореоктер, херикбили аэрлар, петь с опорой на грудь. Этим они подчеркивают значение резонаторов грудного регистра и настройки по ним головных и носовых резонаторов,
о чем свидетельствуют не только высказывания моих респондентов Хёимиджи, но и результаты проведенных при моем участии специальных исследований в 1995 году, США. Последние позволили установить, что звукоизвлечение, применяемое Хёимиджи, может быть выработано лишь путем длительных тренировок. Если допустить расширенную интерпретацию этого приема звукоизвлечения, можно применить его для обозначения особого типа интонирования. У каждого исполнителя горловое пение отличается своим диапазоном, регистром, довольно высокой свободой. 80. Тувинское горловое пение. Звукоизвлечение, стройностью, продуманностью композиций, но все они начинают аутомузицирование с одного и того же приема хорёктер. Умение при напряженном положении грудных мышц достигнуть виртуозного свободного звучания – такова цель исполнителя хорёктер, не имевшего ранее, как и вся тувинская народная музыка, письменной традиции. Напомним, что еще в конце XIX века Яковлев по поводу приема, названного нами хорёктер, заметил, что певец собирает в себя столько воздуха, сколько могут вместить его легкие, и затем начинает извлекать какие-то странные урчащие хрипы из глубины внутренности 316. 114, о чем шла речь выше. Наблюдения ученого, сделанные 150 лет тому назад, не только не были оценены его современниками, но и по сегодняшний день еще недостаточно учтены этнографами и музыковедами, изучающими хорёктер. Этот ценнейший фактический материал, поныне сохраняющий свое научное значение, представляет интерес и для современных экспериментальных исследований. Мною в частности установлено, что тувинское горловое пение любого стиля извлекается только при помощи особого приема хорёктер, выступающего в качестве зачина и заключающегося в обеспечении регулирования подсвязочного давления и расхода воздуха. Это достигается за счет сугубо индивидуального приспособления каждого исполнителя к специфике пения ради получения оптимального для него высокого качества звучания. Обычно целью хороших хёимиджи является не только достижение особого колорита в звучании, но и игра тембровыми изменениями, формирование обертоновой мелодии. Существуют в традиции и другие приемы, которые требуют специальных профессиональных навыков, достигаемых за счет тренировок. Среди них – уяцек-шаар, заунывное жалостливое пение, дамарактаар, подражание ручейку, сирлице-недир, дребезжащее пение, бырлаце-надыр, пение, используемое для украшения сольного двухголосия. Их своеобразие в том, что они бытуют наряду с развитыми стилями как субстили и отличаются тонкими техническими нюансами исполнения. Не вытесняя основные стили, они включаются в звукообразование, обогащая их структуру. То, как поют тувинские певцы, никем пока не проанализировано, тем более что такое сложное явление исполнительской культуры, как планомерное распределение дыхания, вообще редко встречается в повседневном массовом пении. К тому же необходимо подчеркнуть, что традиция активного использования грудных резонаторов для пения у тувинцев оказалась весьма устойчивой. Основа звукообразования. 81. Сохранившись как древняя и неутраченная поныне традиционная певческая культура. Во всех традиционных исполнениях тувинского сольного двухголосного пения, как уже отмечалось выше, различают 5 основных стилей. Понятие «стиль» объясняется многообразием вкладываемых в него смыслов. Под ним понимаются и индивидуальные особенности исполнителей, например, стиль певца Хунашта Араола Аржака, Максима Дакпая, Геннадия Тумата. В этом значении оно приближается к понятию творческой манеры, и метод, который связывается с особенностями приемов сольного двухголосия. Каждый из этих приемов обусловлен определенной функцией, звукоизвлечением, присущим именно данному стилю, имеет традиционное наименование, связанные с ним характерные субстили, где так или иначе варьируется звуковая ткань. Это 5 стилей хёйми, сыгыт, каргара, азен, дилейр, борба-ценадыр со многими субстилями, являющимися производными от них разновидностями, рис. 10. В одном только стиле каргара можно насчитать 7 общеупотребительных мелодий, кочующих из одного субстиля в другой: хову каргаразы, степное каргара, кашпал каргаразы, каргара ущелья, дак каргаразы, горная каргара, кожигар каргаразы, сопочная каргара, айдупа каргаразы, каргара певца айдупа, буга каргаразы, каргара подражание голосу быка, думчук каргаразы, носовое каргара.
Столь же многолик и стиль хаоми, который включает следующие субстили. Эрги-хёэмей, древний хёэмей, епи-хёэмей, колыбельный хёэмей, дёспеце-хёэмей, подражание звуку, производимому снаряжением коня во время верховой езды, борба-це-хёэмей, хёэмей-перекат, буга-хёэмей, подражание реву быка, а также субстили позднего происхождения, кумза-таар, кацезып, плач-причитание, чиландык, подражание пению птиц, барлаца-надыр, подражание ручейку. Основные критерии разделения звукообразования этих стилей и субстилей описывались Н. Аксеновым, исходя из способа звукоизвлечения, тембра, особенностей дыхания, отражающих звуковое своеобразие тувинского языка. Таковы, например, 4 мелодических стиля в описании Аксенова. 1. Борба-це-надыр, опорный остинатный звук, более мягкий и тихий, чем в стиле Каргыраа, сходен по тембру с низким регистром бас-кларнета. Он извлекается тем же положением голосовых связок, что и в стиле Каргыраа, но при ином положении губ, сомкнутых почти вплотную, как при произношении губной фрикативной звонкой согласной 3, 57. 82. Тувинское горловое пение. Рис. 10. Стили и субстили хирёктер. Основа звукообразования. 83. 2. Сыгыт — опорный остинатный звук, более напряженный и более высокий, чем в стилях Каргыраа и борба-це-надыр, его высота колеблется у отдельных исполнителей в пределах средних звуков малой октавы, сходен по тембру отчасти с засурдиненной валторной, отчасти с пантиселлой виолончели. Он извлекается особым сдавленным положением голосовых связок при полуоткрытом положении рта, по силе звучания значительно слабее, чем в стиле Каргыраа. На протяжении одной пьесы он не остается неизменным, а движется, но по иному принципу, чем в стиле Каргыраа там же, с 59. 3. Изицегилэйр, по технике звукоизвлечения и по тембру звучания родствен стилю сыгыт. Он специфичен только в мелодическом отношении. Опорный остинатный звук стиля Изицегилэйр расположен в том же регистре средних звуков малой октавы, как и у стиля сыгыт, но в отличие от последнего в стиле Изицегилэйр этот звук неподвижен на протяжении всей пьесы там же, с 61. 4. Каргыраа — опорный остинатный звук, сходный по тембру с низким регистром валторны, извлекается певцом при полуоткрытом положении рта. Его высота колеблется в пределах 4 начальных звуков большой октавы. Во время исполнения она иногда сохраняется неизменной, но иногда кратковременно сдвигается на малую терцию вниз 3, с 55. Как пишется, И. Вайнштейн 62, 151. Стиль борба-це-надыр требует от певца более мягкого и бархатистого исполнения. Для него характерно чередование исполнения на прерывистом и непрерывном дыхании, что и обусловило такое название стиля, означающее петь с перекатом борба-це-на, борба-це-наар, перекатываться. Стиль сыгыт можно считать, пожалуй, самым радостным, светлым и ярким в системе хирёктер. При сыгыте обычная песенная мелодия, звучащая в низком регистре, чередуется с двухголосным горловым пением. При этом на фоне низкого гортанного звука исполняется прерывистая звонкая свистящая в самом высоком регистре трель, напоминающая игру флейты. Отсюда и название стиля, вероятно, от сыга-свист. Иными словами, для этого стиля характерно чередование одноголосного пения в низком регистре с двухголосным в низком и высоком регистрах одновременно, причем одноголосная мелодия поется со словами любой песни там же, с 152. В стиле Изицегилэйр, название которого можно перевести как стременной, Изицеги, стремя, поют обычно во время верховой езды там же. 84. Тувинское горловое пение. Стиль Каргыраа считается сумрачным, суровым. Певец старается петь в самом низком регистре, на который он способен. Для Каргыраа характерно преобладание низких остинатных звуков, временами напоминающих хрип, что и отразилось на названии стиля, Каргыраа — хрипеть. Звук этот действительно сходен по тембру с низким регистром валторны. Звук извлекается при полуоткрытом положении рта на одном дыхании, причем у разных исполнителей в зависимости от их субъективной природы высота звука колеблется в пределах 4 начальных звуков большой октавы. Обертоны, образующие мелодию верхнего голоса, по характерному для них флейтовому тембру действительно напоминают звучание свирели 62, 151.
Иные стили тувинского горлового пения – Хаамей, Дёспеце Борбат, Челандык Канзеп, Аксеновым и Вайнштейном не описаны. Рассмотрим теперь последовательно, с учетом новых научных данных, основные стили и субстили тувинского хиреоктер. Стиль Хаамей. По моим наблюдениям, пятый, если следовать за описанием четырех у Аксенова, стиль Хаамей можно рассматривать как исходный, или базовый, в бытовании хиреоктер. Хаамейжи старшего и младшего поколения часто повторяют при встречах общеизвестное тувинское выражение о том, что Хаамей – отец или праотец всех других стилей. Большинство музыкантов отдает предпочтение именно этому стилю из-за относительно удобного звукоизвлечения в среднем регистре. Глубокие звуки хаамея, особенно в нижнем регистре, похожи на унисон гобоя и кларнета. В эргихоэмей, старом хаамейо, опорно-остенатный звук более глубокий, чем в стиле борба-ценадыр, имеет более выраженную обертоновую мелодию. Звукозаписи котировка Z Кыргыз с голосом Аржимала Андара, 1989 год. Звук при хёиме извлекается в положении губ, сомкнутых как при произношении согласного звуков. По окраске он как бы занимает промежуточное положение между тембрами шалмеев и труб, характеризуясь мощью и певучестью. В героических сказаниях Хаамей предстает как обычное, прочно вошедшее в жизнь музыкальное явление. Например, богатырь-певец исполняет Хаамей, подобно 1000 человек, от его пения содрогаются земля и небо, рушатся вершины гор, образ хоть и максимально гиперболизированный, но тем не менее сказителем силы звукоизвлечения передана весьма выразительно. В связи с этим уместно привести тонкое замечание Б. и татаринца Ева из 86. Тувинское горловое пение, следовавшего место и роль горлового пения в тувинском эпосе. Дорожное богатырское горловое пение характеризуется однотипными устойчивыми эпитетами индонок и ингылок, сырыннык жалобный, заунывный протяжный, что, по-видимому, характеризует нелегкое душевное состояние героя-богатыря. Исследователь приводит один из вариантов лирического сказания о хан Хулюке. У героя сказания после подобного пения тоскующая грудь расширяется, стесненная мысль удлиняется 276 с 33. Так ученый впервые указал на основную функцию этого стиля, направленную на коротание времени в пути и достижение психологического комфорта всадника. На первый взгляд стиль Хаамей как будто не дает основания говорить о его более раннем происхождении по сравнению с другими стилями, поскольку я отмечаю у всех у них наличие единого артикуляционного принципа в пределах конкретной этнической культуры. Однако если глубже взглянуть на природу Хаамея с учетом способов интонирования, то предположение об его исходной эстеи оказывается вполне правомочным. Стиль Хаамей, приближаясь по существу к собственно пению, выполняет своего рода переходную функцию от специфического произведения искусства к утилитарной форме, колыбельная песня в особом стиле в пей-хёиме и колыбельный Хаамей. Исполнитель сопровождает интонирование равномерным покачиванием своего тела из стороны в сторону. Его пение опирается на ключичное дыхание, словообразование легкое, на губах, это нечто среднее между речью и пением. Когда исполнитель утомлен, например, укачиванием ребенка, он только баюкает через нос. Обертоновые мелодии почти отсутствуют. Пение при людях громкое, с упором на диафрагму и заметным нажимом на грудные резонаторы, когда исполнитель один над колыбелью тихое. Стиль борба-ценадыр. Борба-ценадыр интонационно родствен стилю Хаамей. Мелодический зачин с приемом хорёктер извлекается при том же положении губ, сомкнутых почти вплотную. Эти два стиля объединяет и тембральная норма, интонирование с фальцетным оттенком, узкий объем лада с устойчивой и короткой ладовой формулой, остенатный строфический ритм с орнаментацией. Для борба-ценадыр более важным стилеотличительным моментом является механизм звукоизвлечения, своеобразные манипуляции в звуковом ряду, чем устойчивые мелодические обороты. Основа звукообразования. 87. Характерные для хёэмея. Равноправное сосуществование борба-ценадыр и хёэмея можно расценивать как проявление особенностей ранней традиции, которой свойственна органическая связь мелодического выражения. В момент пения темп значительно ускоряется, становится больше мелодических обертонов, начиная с 12-го, с опусканием скачками чаще к 7-му, реже к 8-му обертонам. Остенатный звук остается неизменным,
По высоте иногда колеблется в пределах 3 средних звуков большой октавы. В отличие от стиля хёйми, мелодическая фраза которого исполняется в пределах одного дыхания, звучание борба-ценадыр всегда прерывисто, причем здесь значительно меньшую роль для артикуляции играет сам процесс дыхания. Обычно борба-ценадыр начинается псалмодийным речитированием слов песни, принадлежащей только к этому стилю, например, «Балур да абол, болбас да абол, получится или не получится, барбан надо берень шунмо. А барабан тебе я спою». В ритмическом отношении напев здесь более схематичен. Именно тенденция схематизации напева в стиле борба-ценадыр повлекла за собой внешнюю остенатную повторность музыкального оборота. Технологическое родство стилей хёйми и борба-ценадыр допускает резкие переходы из одного стиля в другой. Если в хёйми нижний голос останавливается на тянущемся, остенатном звуке и на его фоне певец может выделять из него обертоны, образующие вторую верхнюю мелодию, мелодическую речитацию с песенными слова. 88. Тувинское горловое пение. Миту в стиле борба-ценадыр мелодии периодически как бы выбрасывает перекатывающиеся звуки без слов. Напев основан на интонировании, приближающемся к звукоподражательному, но это скорее не конкретная, а несколько обобщенная звуковая имитация. Пример 14. Хамий. Умбе 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 умбе. Умбе 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 умбе. Звукозапись М. Бадырга, нотировка ЗЫК Кыргыз с голоса Федора Менгертевича Тау. 1929 год, больше чем уроженцес, Самогалтай Тёсхемского Кажууна. Иными словами, мелодии стиля хаамей по своей природе принципиально отличаются от исполняемых в стиле борба-ценадыр. Более то больше чем го, сопоставив особенности тембров названных стилей, можно получить некоторое дополнительное представление о конкретном стиле. При ансамблевом исполнении в стилях хаамей, каргыра, сыгыт, роме звукоподражательных, эзи-цегилэйр, борба-ценадыр, певцы КТКБ стремятся соблюсти форму в ее первозданном виде, допуская лишь незначительные, возникающие преимущественно импровизационно-орнаментальные отклонения от унисона. Стиль борба-ценашир традиционно исполняется одиночно, поскольку певцы вносят свои индивидуальные штрихи в ритмически свободное интонирование. Так как этот стиль имеет свои специфические основы звукообразования. 89. Механизмы звукоизвлечения, характерная тембровую окраску и музыкальная структура, он входит в число основных самостоятельных стилей. При его исполнении не требуется обязательного присутствия приемов и структур другого стиля. По своей тесситуре, регистровке, ритмике, механизму звукоизвлечения, структуре мелодии борба-ценадыр представляет собой достаточно автономный художественный феномен, который можно синтезировать при желании певца для украшения мелодий с другими стилями. Например, существуют такие синтезированные стили, как борба-ценадыр сыгыта, борба-ценадыр каргыра, борба-ценадыр хаамея. Стиль сыгыт. Высокие обертоны в стиле сыгыт звучат резким свистящим тембром, напоминающим флейту пикколо в том же регистре. Опорный остенатный тон из числа срединных ступеней малой октавы передвигается на протяжении одной пьесы от ля первой октавы до ля третьей октавы. При стиле сыгыт гласные не артикулируются и звуки в отличие от других стилей извлекаются при предельном напряжении дыхательных путей. Смотри прил. Номер 2. Особенность сыгыт, отличающая его от всех других стилей, состоит в особой технике звукоизвлечения. Корень языка продвинут вперед. Опорный тон в основном извлекается за счет вибрации язычка и его приближения к мягкому небу. В стиле сыгыт язычок для певца является главным органом, управляющим воздушной струей. Двухголосие обычно реализуется в низком и высоком регистрах одновременно. Когда звучит одноголосие в низком регистре, обертоновые призвуки отсутствуют. Для стиля сыгыт характерны мелодии восходящего направления. Последнее особенно ярко проявляется в исполнении Г. Туматом Киштейр на 10 и 12 обертонах от второго опорного остенатного звук и глиссандирующего восхождения на октавы вверх в конце распева. Обертоновые призвуки превращаются в тремолирование на двух звуках, что также отличает сыгыт от других стилей. Стиль эзи-цегилэйр.
EasyCGLR также обладает своими характерными ритмическими, тембровыми интонационными особенностями, представляя собой самостоятельный стиль характер. В памяти знатоков старины и современной практики стиль EasyCGLR полностью сохраняет свое значение и продолжает широко бытовать. Сам стиль, как предполагают некоторые исследователи, вероятно, возник во вполне обозримые времена. Появление его было 90. Тувинское горловое пение. Возможно, не ранее конца первого тыс, нашей эры, когда ощутимое воздействие на музыкальную структуру могло оказать появление в сбруе коня стремени 62, 124. Пример 15.3. 187. Стиль EasyCGLR. Второй образец. Примечание. Звук си циркумфлекс, в третьей октаве, 11-й обертон от опорного, звук ре, h, в четвертой октаве 13-й обертон от опорного. Основа звукообразования. 91. Можно полагать, что стиль EasyCGLR формировался позже стиля Сыгыт, бесспорно, развивался на его основе в постоянном с ним взаимодействии. Если сравнить EasyCGLR с Сыгыт, нетрудно заметить, что манера исполнения EasyCGLR отличается неторопливым распеванием и отчетливым скандированием. Дифференцирующая особенность стиля заключается также в периодическом выпуске воздуха через нос на резком двойном вдохе. Звукообразование в тех или иных стилях обусловлено как эстетическими предпосылками музицирования, так и акустическими особенностями звукоизвлечения и тембром образования. Зачинная мелодическая речитация здесь отсутствует. Стиль EasyCGLR представляется особым, самостоятельным явлением и с функциональной стороны. Его исполнение связано с верховой ездой. Тембр звучания в этом стиле более мягкий, чем в Сыгыте. Обертоновые мелодии образуются из призвуков, в основном построенных на 8, 9, 11, 12, 13 обертонах от нижнего остинатного звука. Стиль Каргара. Этот стиль сами народные исполнители выделяют и подразделяют на подвиды, исходя из тембра и высоты. Более высокие, светлые, мягкие по звучанию, исполняемые в умеренном движении мелодии носят название холу-каргаразы, степное каргара, более низкие, густые кожегар-каргаразы, горная пещерная каргара. Основной формой стиля Каргара является пение с четкой логическо-смысловой связью звуков, строящиеся на орнаментированных мелодиях широкого дыхания. Отдельные субстили выделяются также по признаку тембровых и регистровых отличий. Среди этих субстилей прежде всего назову холу-каргаразы, степное каргара, одна из самых популярных разновидностей каргара. Пример 16.3, 179. Скоро Джей, М. Молодил обертоны. 92. Тувинское горловое пение. Примечание. Звук ре. В третьей октаве 13-й обертон от опорного. Звук ми-би, во второй октаве, 7-й обертон от опорного. Основа звукообразования. 93. Для холу-каргаразы характерно протяжное, мягкое звучание широкого охвата. Исполнитель как бы рисует просторы ровных степей и гор. Периодически пропевается текстовой зачин. Опорный остинатный звук извлекается в полуоткрытом положении рта. Обертоны и гласные чередуются в напеве параллельно. Каждому обертону соответствует одна из гласных. А, е, у. Часто исполняется также дак каргаразы, горная каргара. Музыка в этом субстиле более сурова. В ней ощутимы мощь и величие гор. Имеет место более плотный, носовой, тускловатый тембр. Третий субстиль – думчук каргаразы, носовое каргара, назализация звездочка. Его отличительная особенность заключается в периодическом выпускании воздуха на резком двойном вдохе и выдохе через нос и рот. Мощная вибрация положительно действует на легкие и все тело. Пение, как считают информанты, позволяет расслабиться физически и сконцентрироваться духовно. При таком пении не возникает дисгармонии, частотный диапазон извлекаемых звуков достаточно широк. При помощи носового резонатора получается более бархатистый, мягкий звук. Этот прием характерен для мастеров характер в Мангун-тайге. Стиль Кацезып Кумзатаар. Этот сентиментальный плач причитания, внешне напоминающий вой волка, трагического характера в основном исполняют мужчины. Он представляет собой медленное повторение одного звука, иногда чередование двух звуков без обертонов, находящихся друг от друга на расстоянии не менее терции.
Звукоизвлечение, как бы между бычьим хаамеем и каргара. Мелодия импровизируется на основе традиционных попевок небольшого диапазона. Однако сами исполнители связывают КЦ-зып с интонациями возбужденной речи. Некоторые мастера устанавливают генетическую связь музыки со своеобразной школой жизни охотников, заклинание, обряд, с их бытом. По сообщению знаменитого Хаемижи Сундукая Мангуша, КЦ-зып – один из самых старых стилей, который наряду с другими составлял основу тувинского. Звездочка назалисцелизвикос, Франц, Аасл, носовой, атлат. Нсесано, первое. Приобретение звука морсрару окраски о результате дополнительной артикуляции, заключающейся о опускании неба АЛ занавески. Второе. Переход ротового гласного о носовой, смотри советский энциклопедический словарь. М. 1986. С 856. Горлового пения хирёктер. КЦ-зыпом исполняли различные заунывные мелодии и плачи, передавали переживания человека, душераздирающую печаль. Пение сопровождалось разного рода усилениями, своеобразными переливами голоса. Изложить, уложить пение в какую-либо определенную ритмическую форму, на мой взгляд, невозможно. По мнению Сундукая Мангуша, в качестве определяющих факторов возникновения этого пения выступали тяжелые социально-экономические условия жизни простых людей во времена феодализма. Вою волка подражали еще в древние времена и искали в нем истоки музыки. Стиль челандек. По поводу причин возникновения стиля челандек высказываются различные точки зрения. Одна из них – подражание пению птиц. Звук имеет гнусавый оттенок и действительно напоминает пение птицы своими короткими и частыми трелями. Ритм мелодии постоянно нарушается синкопами и изменяющимися длительностями, как это принято в других стилях. Обычно номинальная протяженность звука. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Наличие мелодических стилей и субстилей с конкретным технологическим, функциональным и музыкально-структурным наполнением, табл. Первое. Подтверждает, что сольное двухголосие в тувинском музыкальном творчестве обладает многовековой традицией. Можно утверждать, что главная причина разнообразия стилей в том, что тувинское сольное двухголосие прошло очень длительный путь развития. Процессы стилеобразования актуальны поныне и продолжают активно развиваться. В Туве на основе взаимодействия музыкально-поэтических и формульных напевов сложилась единая система хорёктер, последовательно выраженная структурой вставок. В западной и центральной Туве разнообразные стили становятся основными формами тувинского горлового пения хорёктер, имеющего специфические виды также в зависимости от локализации ареалов. Смотри ГЛ. Пятое. Музыкально-стилевой комплекс хорёктер, который в пределах тувинской музыкальной традиции можно определить как исконный, за ее пределами перестает существовать как устойчивое целостное явление. Основные характеристики стиля хирёктер звездочка. Таблица 1. Стиль. Резонансная зона, основной тон. Характер дыхания, спирацея. Артикуляция, фонемы. Мелодика, музыкально-выразительная специфика. Хееми. От среднего фа, фа-решетка, соль регистра можно петь со словами и без слов. Резонатор грудной или полости рта. Базовый, хирёктер, ровное дыхание. Авай. Обертоновая мелодика, 8/12 обертоны. Борба-ценадыр. Низкий или средний регистр голоса, резонаторы полости рта и частично носа. Хирёктер, ритм скачкообразный, перекаты, напряжение среднее. Уай. Без мелодиза цей и с мелодией. Сыгыт. Высокий напряженный. Дыхание зажатое, очень сильно напряженное. И краткое я может чередоваться с текстом. Мелодия обертоновая, 8/12 обертоны, песенная мелодика с вибрато. Каргара. Низкий гортанный звук, резонирует открытый рот. Хирёктер, ровное дыхание, открытый рот может петься с текстом. И открытое. Бурдон с терциовыми ходами, обертоновая мелодия, 6/12 обертоны, песенная мелодика. Степное каргара. Низкий, открытый, грудной, мягкий, бархатный тембр, внешний резонанс. Очень долгое дыхание. Открытое. Обертоновая или песенная мелодика, 6/12 обертоны. Эзицегелэйр.
Средний регистр, вибрация губами. Ровное дыхание, ритмическая пульсация в ритме и на ходе коня. Ю с вибрацией. Тихая обертоновая мелодия, высокий свистящий тембр. Чиландек. Фа решетка, соль. Средний регистр, пение без слов, резонатор полости рта. Среднее по продолжительности дыхания. Ой. Гнусавый продолжительный звук. Во всех стилях в основном используется прием хириоктер, иногда думчуктар и резонаторы полости рта. Основа звукообразования. 40 Ю1. 96. Тувинское горловое пение. Глава 4. Структурно-типологический анализ песенных форм со вставками горлового пения. Задача данной главы – анализ музыкально-поэтических текстов, функционирующих в традициях тувинского горлового пения, в композиции которых обычное песенное интонирование, ирлар, чередуется с интонированием в стиле хириоктер. В практике фольклористов-филологов принято устанавливать характерные песенные типы по сюжетам песен. Исследуя традицию пения хириоктер, мы называем изучаемую в главе песенную форму структурный тип пения хириоктер, различая при этом конкретные напевы с текстами. Выбор данного корпуса музыкально-поэтических текстов в качестве объекта изучения объясняется прежде всего его ролью в песенной культуре изучаемого региона. В качестве ведущих выделяются песни с наиболее общими закономерностями ладово-мелодического и ритмического развития в системе песенного типа хириоктер, отражающие характерные этнические признаки и местные особенности исполнения этой музыкальной формы. Целесообразность изучения данного песенного типа обусловлена также его особым положением в тувинской музыкальной традиции как одного из самых характерных ее проявлений. Решая задачу, поставленную в главе, мы тем самым хотим предложить определенную методику исследования музыкальной формы хириоктер. Характерной музыкальной особенностью тувинского пения хириоктер является своеобразная несливаемость, несмешиваемость самостоятельных по происхождению стилей, каждый из которых продолжает жить своей жизнью в меняющихся условиях. Песни с использованием хириоктер подразделяются на определенные мелодические типы, связанные с формой исполнения. На мелодию в том или ином темпе с низким или высоким звучанием голоса хаимижи исполняет текст любой лирической песни в стиле сыгыт или хаами в сопровождении струнного инструмента ташпулуур или игил. Нами выделены 5 форм вставок хириоктер. 1. Чугаалапа усидир, дисловно исполнять в форме мелодического речитирования. Переходя к характеристике собственно мелодического движения в этой музыке, прежде всего укажем на наличие двух его форм. Первая – речитативная, представленная своего рода музыкальным периодом, охватывающим одну строфу поэтического текста. Вторая – орнаментальная, представленная чистыми вокализами на гласной. В процессе пения они оказываются тесно взаимосвязаны, обнаруживая способность переходить одна в другую. Обертоновая мелодия образуется за счет мелких длительностей, в большинстве своем 16-х джей, а также 32-х джей циркумфлекс джей. Движение вокализов расширяет узкий диапазон мелодий. 2. Шуудопку сидир, дословно петь, убаюкивая, смотри пример 5, колыбельный хёэмий. Напев представляет собой цепь кратких музыкальных фраз, чаще речитативного, иногда песенного склада с амбитусом от секунды до секста. Мелодическое движение развертывается либо как раскачивание на соседних звуках, секундовое скольжение, либо как вращение. Корни возникновения повторности различны. Каждую речитацию пения достаточно четко отделяет от последующей традиционный ритмический каданс. И лишь в конце мелострофы он появляется в качестве главного опорного звука. Иными словами, одна из характерных черт традиционных мелодических структур этого вида пения убаюкивания – его медленное интонирование и грудная звукоподача. Формы координации поэтической структуры строфы и мелострофы многообразны. Каждая форма пения обладает своим индивидуальным напевом. 3. Сёсчока кусидир, дословно пение без слов. Это песни без слов на одну из протяжных мелодий сольного двухголосия. Звукоряд образуется исключительно с помощью передувания флейтового типа. Но при этом голос выступает как очень сложный. 5. Ирлапкусидир, дословно напевное исполнение. Протяженность напева соответствует стиху. Число слогов колеблется от 7 до 8, равно как число музыкальных времен,
Фразы начинаются и заканчиваются на нижней опоре. Почти каждому значащему слову соответствует своя ритмическая ячейка, состоящая обычно из 2 или 3 звуков в соответствии с количеством слогов в слове. Певец поет в форме импровизируемой мелодической речи ТЦИ, заканчивающейся вставкой хаемея определенного типа. Звукозапись и нотировка З. Кыргыз с голосом Аржимала Андара, 1989 год. Анализ указанных напевов на уровне слоговой музыкально-ритмической формы показывает, что большинство их основано на ритмических формулах, связанных с декламацией. Затем напев продолжает вставка в стиле сыгыт или хоемей, которая становится своего рода точкой опоры для направления мысли. Использование этих вставок, пение без слов, в известной мере объясняет особую стойкость традиции хирёктэр в музыкальном быту тувинцев. Стили хирёктэр, сыгыт и хаамей, независимо от различий между ними, могут исполняться как в более архаичной форме мелодического речитирования, так и в напевном исполнении. Выбор одной из 5 форм вставок хирёктэр определяется отчасти индивидуальной склонностью того или иного хаэмижи. Каждый хаэмижи пел песни со вставками в стилях сыгыт или хаамей в своей особой манере, в случае псалмодийной речи ТЦИ, на свой особый напев, не сходный с напевами других певцов хаэмижи. Пение было акапельным либо сопровождалось игрой на игиле, дашпалууре. Напомню, что метод исследования хирёктэр был предложен еще в 1972-1974 годах проф. Ев. Гиппиусом, который считал, что 102. Тувинское горловое пение. Пока не выявлены и не описаны локальные типы хирёктэр, не установлены их ареалы, не найдено связи этих ареалов с историческими данными, неправомерно высказывать обобщающие суждения о хирёктэр как феномене. На настоящий момент после неоднократных этнографических экспедиций сотрудниками НЦ Хёеми и Тиги обследованы и выявлены ареалы, а также типы хирёктэр. Данные, полученные в результате анализа этих экспедиционных материалов, подтверждают гипотезу Гиппиуса о том, что происхождение традиционного песенного искусства у тувинцев связано с горловым пением. Гиппиус считал, что вставки хирёктэр в традиционных песнях по функции подобны рефренам, имеющим коренное базовое положение в традиционной тувинской музыке, и высказал гипотезу о том, что из пения хирёктэр без слов постепенно стали развиваться колыбельные, лирические и трудовые песни, со словами, в которых хирёктэр осталась в виде вставок. Во всех исследуемых нами ареалах в тувинских песнях со вставками хирёктэр из всех стилей наиболее распространены хёеми и сыгыт. Они представлены в местной традиции в большом разнообразии жанровых разновидностей в виде вставок. Эти стили интонируются с короткими или протяжными песнями и припевками. До сих пор в исследуемом регионе сохранилась традиция одиночного пения. Песни со вставками хёеми и сыгыт распространены повсеместно. В Западной, Центральной и Южной Туве они распределены таким образом, что наибольшее количество образцов стилей хёеми и сыгыта в виде вставок приходится на центральную и западную части, наименьшее на южную и эрзинскую часть. Во всем ареале хирёктэр, связанного с песнями и припевками, этот феномен типологически един. Охарактеризуем музыкально-стилистические закономерности и некоторые типы исполнения вставок хирёктэр. Ниже представлены основные комбинации ритмических стоп-типовых напевов вставок хирёктэр. Схемами продемонстрированы более или менее устойчивые 6 типов традиционных песенных композиций. Эта типология связана в первую очередь с особой ролью вставок хирёктэр. Интонационное строение их основано на формульности, мелодии вставок складываются из повторений коротких мелодических ячеек. Подобные вставки в стиле сыгыт или хёеми могут звучать либо в зачине, схемы 1-2, либо в каденциях мелодий, схемы 4-5, либо в их кульминациях, схема 6. Формульность вставок в тувинской традиции настолько принципиально важна, что их сходство можно обнаружить в самых различных песенных образцах в разных регионах Западной и Центральной Тувы. Для исполнителей хирёктэр любой местности данного ареала формульный напев вставок неотрывен от конкретного контекста и глубоко понятен каждому в эмоциональном плане. Это, если можно так выразиться, родная речь носителей традиции в наиболее концентрированном, цельном своем ее выражении. Изучаемая автором типология песенных форм со вставками хирёктэр в тувинской культуре отражает не только музыку, но весь синкретический комплекс песенного искусства,
одним из элементов которого являются стили хаами и сыгыт. Как известно, понятие интонационной формулы впервые в музыкознании было выдвинуто в конце 1920-х годов Гиппиусом и З.Ф. Эвальд при изучении обрядового мелоса русского севера 85, 229, 236. Теоретическое обоснование понятия формульного напева этими авторами было дано в работах, посвященных белорусскому народному творчеству. Нельзя в этой связи не указать и на значение выполненных под руководством Гиппиуса таких трудов по тувинскому фольклору, как монография Н. Аксенова «Тувинская народная музыка» и авторы этих строк «Традиционная вокальная музыка тувинцев». В этих трудах была заложена основа комплексного изучения тувинского народного мелоса, благодаря чему все его элементы – содержательность, общественная функция и художественная форма – изучались в неразрывном единстве. Исследовалась взаимообусловленность средств художеств. Структурно-типологический анализ. 105. Венного выражения и различных типов и проявлений содержания, функционирования песенных жанров, анализировались интонационные связи между напевами различных жанров, выявлялись черты генетической преемственности в формировании их структур. Интонационные формулы в стиле характер, на которые мое внимание обратил Гиппиус, в первую очередь объединяют широко бытующие в данном регионе протяжные и короткие песни, а также полуимпровизационные напевы речитативного склада. Гиппиус придавал особое значение прочности связей каждого типа напевов как одной традиционной песенной функции с целой группой лирических тем и музыкально-поэтических образов. Именно поэтому формульные напевы вставок характер он оценивал как обобщенное интонационно-семантическое выражение содержания, характерного для тувинских народных песен. Что же представляют собой напевы с формульными вставками характер с точки зрения форм их бытования в Туве? В историческом плане формульные напевы явно выделяются среди всех других бытующих народных мелодий наличием стилевых признаков, свидетельствующих о древности происхождения, исконности их положения в местной традиции. Мелодии пришлые, занесенные не образуют в музыкальном быту тувинцев подобные группы близкородственных напевов, которые характерны лишь для напевов со специфическими для Тувы интонационными формулами. Такие напевы, как правило, локальные в пределах местной традиции выдерживаются неизменными последовательно и строго. Степень их распространения на территории Тувы далеко не одинакова. Все они достаточно ясно классифицируются в функциональном плане. В музыкальном быту каждой местности чаще всего мы находим несколько функционально определенных групп таких напевов, как бы концентрирующих в себе основное содержание тех древнейших по происхождению жанров, где по традиции разные поэтические тексты исполняются на одну и ту же мелодию. По воле исполнителя стили хоэми и сыгыт каждый раз переинтонируются в зависимости от структуры присоединяемого к напеву поэтического текста. На протяжении звучания вставки хоэми сам хаамей может переходить в борбон-надыр или сыгыт, в борба-це-надыр. Момент известной импровизационной, структурной и ритмической подвижности вставки может быть оценен как один из важнейших признаков проявления ее формульности. Вставки характер встречаются в основном в лирических песнях. Вставки в стиле хаамей и сыгыт в песнях с прикрепленными поэтическими текстами в известной мере влияют на песенную мелодику, но не 106. Тувинское горловое пение изменяют ее принципиально, так как в пределах структуры сами вставки основываются на ритмике напева и в силу жесткой структурной оформленности этих напевов не могут быть произвольно удлинены или укорочены. Напевы как бы стабилизируются в своем движении, приобретая черты известной устойчивости как в отношении ритмической структуры, так и в ладово-мелодическом плане. Народные певцы не делают принципиальных различий между формульными напевами обоих стилей, сыгыт и хаамей. Я здесь имею в виду не структурно-ритмическую типологию, объединяющую напевы различных форм, а прежде всего мелодическое и строфовое решение напева. В качестве примера приведу результаты собственного исследования, которое касается отдельных особенностей строфовой формы стиха и напева так, как это предполагает системный подход к анализу фольклорных явлений. Напевы всех традиционных жанровых видов тувинских народных песен, узун-ирлар, протяжных песен, кыска-ирлар, коротких песен и кажамык, припевок, имеют двухчастную форму, образуемую из разделенных цезурами 2 или 4 мелодических периодов со стабильным числом счетных музыкальных времен, соответствующих полустиху и стиху.
Устойчивые цезуры, разделяющие мелодические и музыкально-ритмические периоды традиционных тувинских песен строфового строя, являются нерушимыми границами каждого полустиха и стиха. При этом число слогов в каждом полустихе и стихе не всегда постоянно, оно может ограниченно меняться в результате дробления и стяжений музыкально-ритмических единиц, общее количество которых, однако, не выходит за пределы стабильных музыкальных времен в каждом мелодическом периоде. Организация их поэтического текста. Восьмисложный силлабический стих 4+4. Поэтические тексты тувинских народных песен строфового строя имеют обычно форму дву- или четверостишия. В большинстве случаев поэтический текст состоит из двух двустиший или четверостишия однородной композиции. Иногда такая пара дву- или четверостишей разрастается в цепочку из большего числа однородных поэтических компонентов, которые могут быть по содержанию взаимосвязанными либо относительно автономными. Доказательством автономности данных мелодических единиц формы, построений, отвечающих полустихам, являются не только их повторения, различные комбинации в песенной структуре, но и появляющиеся порой на их гранях мелодические вставки хоомея и сыгыта, которые могут возникать даже в середине стиха и отвечающего ему. Структурно-типологический анализ. 107. Мелодического периода. Все разнообразие строфовых форм традиционных тувинских песенных напевов вырастает из разного рода комбинаций мелодических ячеек, отвечающих полустихам. Эти комбинации песен образуют определенную структуру. Первый уровень песенной структуры – парное соединение мелодических ячеек, соответствующих полустихам, в мелодический период, отвечающий стиху. Второй уровень песенной структуры – та или иная комбинация мелодических периодов и соответственно стихов, создающая строфовую песенную форму мелострофу, охватывающую поэтическую строфу. Третий уровень песенной структуры включает наличие вставок, которые в традиционных тувинских песнях могут возникать на гранях структуры, завершая ее единицы. Полустихи и соответствующие им мелодические ячейки, стихи и мелодические периоды, поэтические и музыкальные строфы. Я позволила себе это обширное извлечение из моих предыдущих исследований тувинского музыкального фольклора потому, что замеченные особенности строфового строя тувинских народных песен всецело подтверждаются звукозаписями пения хорёктер от исполнителей западных регионов «Звездочка». Дальнейшее изучение хорёктер в комплексе исследований традиционной тувинской вокальной и инструментальной музыки значительно расширило знания о структуре тувинских народных песен. В частности, удалось установить, что общие признаки в строении стилей хоомея и сыгыт в ряде типичных случаев обнаруживают стойкую связь с местной певческой традицией, являясь неотъемлемой частью целостной структуры песен в качестве соответствующих вставок. С мелодической же стороны эти вставки вполне самостоятельны, автономны по отношению к основным напевам песен и составляют мелодические ячейки, отвечающие стиху или полустиху поэтического текста песен. При систематизации строфовых форм тувинских традиционных песен со вставками хорёктер по отличительному признаку комбинации мелодических ячеек можно выделить 6 типов композиций. При рассмотрении традиционных типов вставок тувинских народных песен следует принять во внимание тот факт, что мелодические вставки в стиле хоомея и сыгыт всегда соответствуют мелодическому построению как своего рода дополнительное музыкальное время либо в форме мелодии, соответствующей добавленному слову, либо в виде долгого одиночного звука на относительно продолжительном дыхании. Эти способы использования вставок относятся, однако, только к одному традиционному типу поэтических вставок, в стиле хоомей. С этой точки зрения мы выделяем 3 вида вставок, условно обозначая их буквами А, ОВС. Вставки А имеют собственное музыкальное время в композиции целого и звучат как музыкальное дополнение к основному времени пропевания стиха или полустиха в строфе. Вставки ОФ расположены всегда в середине мелодико-ритмического периода, опирающегося на стих, увеличивают время звучания последнего слога полустиха, тем самым подчеркивая цезуру между полустихами, и могут быть расценены как аугментация последнего слогового музыкального времени, то есть как своеобразная фермата. Вставки всегда звучат в начале строфы, но не каждого ее периода, выполняют функцию зачина, имеют собственное музыкальное время в форме целого, который по значению сравним с тирадными зачинами в тувинских героических сказаниях и сказках.
Результаты типологического анализа строфовых форм традиционных тувинских песен с характер показаны в табл. 2. Вставка типа А, добавляемая к стиху или полустиху, чаще всего приходится на заключительный опорный звук мелодического построения, причем эти звуки не выходят за пределы стабильного числа музыкальных времен мелодического построения стиха или полустиха. В этом случае к нему не добавляется дополнительное музыкальное время. В таких же мелодических вставках типа А при исполнении стилей хаамей или сагыт рефрен приходится иногда, хотя и значительно реже, на дополнительное музыкальное время, добавляемое к процессу пропевания стиха или полустиха. В этом случае хаамей или сагыт представляется либо в виде одиночного долгого звука, либо в виде соответствующего одному слогу внутри слогового мелодического оборота, обладающего полной внутренней слитностью. Звездочка А. Аксенов, М. Мунзук, смотри прил. К настоящей работе, суббота. Кыргыз, цифры указывают номер песни. Всем другим традиционным типам вставок всегда соответствует дополнительное музыкальное время, прибавленное к стабильному числу музыкальных времен мелодического построения, стиха или полустиха. Вставки хюими или сагыта в припевках количественно строго регламентированы согласно слоговому составу. Они могут быть одно- и двухслоговые. К однослоговым относятся ой, к двух- или трехслоговым увай, дембел. В музыкально-ритмической форме вставки хюими и сагыта выполняют различные функции. Одни являются обязательными в ритмическом звене, без них оно реаль. 112. Тувинское горловое пение. Но не существует, другие случайны, возникают в отдельных строфах песни и варьируют основную схему слогового ритма. Структурное значение обязательных вставок хаамея заключается в том, что они составляют строго организованные сегменты формулы, так как имеют постоянную слоговую норму и местоположение. Переключение пения в хоэме и сагыт происходит настолько плавно, что слух еще некоторое время по инерции воспринимает трель как вибрато. Некоторые хёими же иногда сознательно подчеркивают момент переключения пения в характер и этим четко отделяют хаамей или сагыт от предшествующего пения. В таких случаях протяжный звук хаамея в целом воспринимается как контрастное сопоставление двух колористических начал. Некоторые исполнители придают хаамию своеобразную ритмическую форму, отрывая от его начала незначительную ритмическую единицу при помощи форшлага. Это же может происходить в конце исполнения сагыта или хаамея. Иногда вследствие таких приемов протяженный звук хаамея укорачивается. Это бывает в том случае, когда части предыдущего построения проводятся в укороченном виде. Подобные вставки входят в определенные типы музыкальных форм. Иначе говоря, постепенно вырабатываются и закрепляются схемы расположения элементов. Многие из таких схем обнаруживают большую историческую стойкость. В традиционной культуре тувинцев становление и развитие музыкальной формы в искусстве хаамея и сагыта, видимо, явилось весьма необходимым в качестве опоры, модели музыкальной структуры для направления мысли. Этим объясняется особая стойкость традиции характер в музыкальном искусстве. Среди выразительных средств тувинских песен для образования музыкальных форм большое значение имеет мелодия, высотно-интервальный контур, то есть линейное движение голоса в отвлечении от ритма, поскольку ритм рассматривается как отдельный элемент музыки. Н. Холопова. Песни без слов, выраженная трехголосная музыкальная форма, является важнейшим выразительным средством в тексте как куплет и рефрен. Ввиду того, что наиболее древние стили сагыт, хаамей, каргара непосредственно связаны с певческой культурой, можно предположить, что именно музыкальные формы характер послужили непосредственным источником и поводом для формирования мелодики тувинских народных песен. Подытоживая, замечу, что создание стилей хаамея и сагыта в качестве вставок связано с задачами конкретизации специфича. Характер и его ареалы. 113. Ской особенности фольклорного пения. Они играют основополагающую роль в становлении песенных и инструментальных жанров со стабильной мелодико-ритмической структурой. Если хаамей и сагыт представляют собой своеобразные вставки в лирических песнях, то стили Эзицегилаэр и Борба-Ценадыр ввиду их ладовых отличий от традиционных песен и ритмической неупорядоченности в процессе пения в качестве рефрена не использовались, а существовали как индивидуальная инструментальная форма либо как песни без слов.
Так как Хааме и Сыгыт как вставки в тувинских народных песнях не находились в поле зрения собирателей, они не представлены в научной литературе. Вот почему в настоящее время актуален вопрос об их типологии. И для решения проблемы мы должны искать опору не столько в отдельных фактах, сколько в связях в внутреннем движении фольклора. Основные жанры, типизированные напевы, все эти неотъемлемые, сущностные элементы певческого искусства находятся в постоянном движении и во взаимодействии с традиционной музыкой тувинского народа. Представленная типология основывается на анализе тувинских народных песен, обладающих ярко выраженными структурно-жанровыми признаками. Установление типологического родства между традиционными песенными жанрами и хореоктер – одна из форм исследования традиционной музыки тувинского народа. Таким образом, тувинские народные песни с участием хореоктер делятся на 5 форм и 6 типов. Для тувинской музыкальной этнографии такой аспект исследования представляется совершенно новым. Глава 5. Хореоктер и его ареалы. Школы хореоктер. Музыкальный фольклор тувинского народа отражает сложность этнокультурного развития притувинских племен и других тюркских народов Южной Сибири и Центральной Азии, ассимилятивные процессы культурного взаимодействия предков тувинцев с соседними народами. Хореоктер имеет свои особенности и в отдельных ареалах Республики Тыва, РИС. 11. Результаты ранее никем не проводившихся выявления и исследования ареалов хореоктер представлены ниже. Западная Тува. Южная Тува, Бердак, Шуурмак, Самогалтай, Ошия. 226. Рис. И ареалы хореоктер. 1. Стиль Кыргырая. Мугураксы Тейли, Чедаан, Кызыл, Улук-Хём. 2. Стиль Хёемий, повсеместно. 3. Стиль Сыгыт. Авюр, Сук-Холь. Бзон-Хемчик, Улук-Хём, Кызыл. Танды. 4. Стиль Борба-Ценадыр, Алдан-Мадыр. Сукаксы, Бора-Тайга, Тейли, Хандагайты. 5. Стиль Изенгилэр, Алдан-Мадыр. Сукаксы, Бора-Тайга, Хандагайты. 116. Тувинское горловое пение. За пределами Тувы горловое пение было обнаружено специальными целевыми экспедициями Тиги и Мцехюями на территории Монголии, особенно в областях расселения тувинцев, Бассейн-Нер, Кобды и Самон-Цейонгел-Баян-Ульгийского аймака. Здесь до сих пор продолжают проживать изолированные группы тувинского населения, мигрировавшие сюда не ранее XVIII век. И в настоящее время очень малочисленные 281, с 57, 63. Однако присущее тувинцам сольное двухголосное пение хореоктер не обнаружено ни у монголов, ни у бурят, ни у калмыков, которые, по мнению ряда современных ученых, этнокультурно связаны с тувинцами. Необходимо отметить также существенное отличие гортанного, горлового, пения у некоторых тюркских народов Саяна-Алтая в близких к Туве районах от тувинского хореоктер. Речь идет о таких феноменах, как хаю-хакасов, кайв-алтайцев, которые ими сопровождают исполнение героических сказаний и песен. Хореоктер не обнаружен и у башкир. И в горловое пение узляу. По сообщению Н. Лебединского 173 с 50-51. Вообще не имеет генетических связей с горловым пением тюркоязычных народов Саяна-Алтая. Следов традиций этого вида музыкальной культуры у других тюркских народов, например у киргизов, казахов и якутов, предки которых имели этнические связи с предками тувинцев, также не обнаружено, хотя отдельные элементы некоторыми вкраплениями, например при исполнении казахского эпоса, имеют место. Собранные мною полевые материалы позволяют установить, что степень распространенности хореоктер различна в отдельных этнотерриториальных регионах Тувы. Это отражено в наших полевых материалах. Сравним, в частности, две фонограммы тувинских песен, из которых первая охватывает западную часть Тувы, а вторая – южную. Количество записей хореоктер в первом случае 265, из них с текстом 223, во втором 191 и 85 соответственно. Обобщая такие показатели по всем группам тувинцев, я сделала вывод о том, что на территории Тувы основные стили хореоктер развиты преимущественно в ее западной части. По экспедиционным данным Тниали, 1987-1989 годов, и Нцейхиоми 1993-2000 годов, из 766 записей хореоктер 430 записано в Кажуунах Бай-Тайги и Барун-Хемчика,
110 в Авюрском, 26 в Эрзинском Кожеуне, 200 в западной части Судхольского Кожеуна. Одни и те же стили поются как в одних кожеунах, так и в других, но существенно различаются по степени бытования и количеству мастеров, умеющих хорошо и достаточно полно исполь. Хирёктер и его ареалы. 117. Завать традиционный репертуар. Именно этим обстоятельством можно объяснить существенное различие в количестве сделанных записей. Наш опыт изучения Хирёктер показал, что наиболее целесообразен путь выявления самобытности этой традиции среди тувинского этноса, ее локальных типов и степени их распространенности в населении западного региона Бай-Тайгинский, Барун-Химчикский, Авюрский, Мангун-Тайгинский, Дзун-Химчикский, Судхольский Кожеуны и центрального Улуг-Хемский Южный Эрзин. Только так мы можем понять истоки феномена Хирёктер, являющегося неотъемлемой частью духовной культуры тувинского народа. Специфика распространения фольклора в этих регионах отражает исторические, этнокультурные и географические факторы развития Хирёктер в Туве. В условиях относительной изоляции отдельных этнотерриториальных групп тувинцев наряду с новыми сохранялись и реликтовые формы Хирёктер, отражающие пути его развития. То обстоятельство, что в северо-восточном регионе республики у субэтнической группы тувинцев Тоджинцеев, особенно оленеводов, Хирёктер распространен значительно меньше, свидетельствует прежде всего о его распространении здесь в более позднее время, а также о том, что центральные, особенно южные районы Тувы представляют наиболее ранние формы его становления. В конце XX-20 век Хирёктер был характерен для всего тувинского музыкального фольклора, что подтверждается конкретными материалами исследований этого феномена и данными мелогеографии, представленными Е. Яковлевым 1898, Г. Е. Грумгажемайло 1903, А. Н. Аксеновым 1940, П. Ф. Островских 1897 и Вайнштейном 1956. Итак, анализируя песенный материал, собранный в разных регионах Тувы, мы установили конкретную географию распространения Хирёктер. Это прежде всего территория Западной Тувы, горные регионы и котловины Бай-Тайги, Авюра, Схандагайты, Судхоля, село Бора-Тайга, Алдан-Мадыр, Барун-Хемчика, Скызыл-Мажалык, Дзун-Хемчика, село Бажин-Алак, Арык-Бажи и Улуг-Химаге, Шаганар, село Чара-Бажа, Акатал. Что касается живущих в Восточной Туве оленеводов Тоджинцеев, то у них Хирёктер не получил распространения, как и некоторые другие формы народного искусства, развитые у западных тувинцев, резьба по камню, сложный растительный орнамент на сундуках, седлах и другие. Это связано с особенностями быта восточных тувинцев и традициями таежной культуры 61. 156. 118. Тувинское горловое пение. В районе Каахемского Кожеуна у истоков Енисея, в высокогорной зоне Саян, заселенной с конца XIX века русскими, горловое пение среди тувинцев в окружении русского населения постепенно утрачивается в связи с распадом уклада жизни, традиций. К середине XX века и в наше время оно встречается лишь спорадически как в исконной, так и в модифицированной форме. Изложенное выше служит дополнительным указанием на то, что искусство Хирёктер стало своего рода индикатором степени сохранности художественных традиций, родившихся в среде степных кочевников-тувинцев, особенно той их части, которая принадлежит к древним родоплеменным группам. В их составе Андар, Оржик, Кулар, Кыргыз, Хавалак, Дангак-Мангуш, Тумат, Сат, Хамушку, живущие в Западной и Центральной Туве. Именно здесь следует искать исторические корни Хирёктер, где и поныне живут непревзойденные мастера этого пения. В данных регионах формировался древнейший хозяйственно-культурный тип кочевых скотоводов горно-степной зоны. В Восточной Туве развился хозяйственно-культурный тип таежных охотников, скотоводов и охотников-оленеводов. Свидетельством устойчивости традиций Хирёктер в Западной и Центральной Туве служит и профессиональное мастерство его исполнителей, свободное владение основными формами звуковой реализации, особая песенная манера, развитая исполнительская техника, поэтический дар, подразумевающий импровизацию исполнителя. Многопоколенно формировавшийся профессионализм исполнителей Хирёктер привел к созданию своеобразных исполнительских школ, закрепленных наследственными методами обучения, в особенности от отца к сыну и внуку.
Как мне удалось установить в ходе полевых исследований, в Туве существовали 9 школ Харёк-Тээр, из них 6 в Западной Туве, Мангун-Тайгинская, села Мугураксы, Маген-Бурен, Бай-Тайгинская, села Т или Байтал, Шуй, Барун-Химчикская, села Кызыл-Мажалык, Акадавурак, Эрги-Барлык, Авюрская, села Хандагайты, Салчур, Саглы, Таргалык, Гзун-Химчикская, город Чедан, села Хандёргий, Бажин-Алаак, левый и правый Чергака, Баян-Тала, Харумдак, Бора-Чараа, Ииме, Шеме, Чараа-Бажи, Сушхолская, села Бора-Тайга, Алдан-Маадыр, Сукаксы, Акадаш, Манчурёк, Ишкин, Кара-Чараа. Поэтому не случайно наиболее известными народными мастерами Харёк-Тээр были Манчикай-Сат, Кызыл-Ауыл Санчи, Камбуандар, Сундукай-Мангуш, Идамчап-Хамушку, Акаау Карасал, Хунаштаар-Ауыл Оржик, Максимдак. Харёк-Тээр и его ареалы. 119. Пай, Маржумаландар, жившие в Западной Туве. Они отличались от других певцов своеобразным исполнением разных стилей, владением разными способами дыхания в процессе пения. Так, исполнителям Харёк-Тээр Мангун-Тайгинской школы был присущ не только высокий профессионализм, но и особая манера исполнения. Они пели каргараа сочным, бархатным, но относительно тихим голосом. Подобная манера свойственна прославленному исполнителю Селеку Алдын-Аолу, использовавшему прием Думчук-Таар, отличительной чертой которого является пение без слов. Его последователи Эрис Самдар-Аол, Дугур-Аол Чамбал, Валентина Чульдум, Ангыр-Аол Хёртик, Экер-Аол Бадан, Самбыр-Аол Доржу. Особо надо остановиться на таком виде исполнения, как Кажамык-Таар, когда Каргараачи или Хёи-Мижи, спев отрезок мелодии в любом стиле, затем передает его же поющимися стихами. В итоге получаются две нетождественные формы. В 1987-1988 годах нами записано от разных Хёи-Мижи, Каргараачи около 200 песен со стилями Хёи-Ми, Борба-Ценадыр, Сыгыт. К Бай-Тайгинской школе принадлежали мастера, более всего любившие стиль Каргараа, Хамушку и Дамчап, Мангун-Аол Дамбаштай, Маар-Аол Сат, Семен Дакпак, Андрей Апей, Анатолий Дангак, Сылдыс-Аол Иргит, Йоун-Аук. Ургек Каракат-Саян. Самым прославленным Каргараачи, имевшим много учеников, был Хамушку и Дамчап. Исполняемые им в особой речитативной манере произведения содержали традиционное восхваление природы, обращение к духам гор, благопожелания, культовые песни. Исполнители Каргараа пели протяжно и медленно, стремясь создать определенный музыкальный образ. Подобный вид исполнения отличает школу Мангун-Тайги, специфика которой – псалмодийно-декламационная форма преподнесения смысла ритуала. Различие между Бай-Тайгинской и Мангун-Тайгинской школами всегда существовало, приемы Харёк-Тээр и Думчук-Таар использовались всегда в традиционном виде. Исполнители школ Бай-Тайги применяют грудное дыхание, его часто называют также реберным, которое включает в себя и элементы брюшного, диафрагмального. Внимание концентрируется на средней части грудной клетки. При таком виде дыхания вентилируются только срединные отделы легких, живот и ключицы при этом остаются неподвижными, используются резонаторы грудной полости, влияет на них и настройка выше лежащих резонаторов. Певцы, применяющие Думчук-Таар в Мангун-Тайге, используют обычное ключичное дыхание. Воздух через нос проника. 120. Тувинское горловое пение. Еб только в верхние отделы легких. Во время выдоха плечи произвольно опускаются, а воздух выходит через нос. При ключичном дыхании живот и средняя часть тела остаются в состоянии покоя. В этом отличие приемы исполнителей традиционного тувинского пения Харёк-Тээр, например, от оперных певцов и артистов духового оркестра 314, 21-27. Аналогичное пение можно обнаружить в Авюрской школе, которую возглавили Кызыл-Аол Санчи, братья Николай и Валерий Мангуши, Герман Куулар. Авюрская школа по своему характеру во многом занимает промежуточное положение между ранними исполнителями и более поздними, такими как Манчикай-Сат и Кызыл-Аол Санчи. В настоящее время продолжателем традиции стал популярный исполнитель стиля Хааме Геннадий Тумат, обладающий ярким, самобытным талантом. Он начинал свой творческий путь в ансамбле Саяны,
Побывал во многих зарубежных странах. При исполнении Хаамеи Г. Тумат использовал особый прием киштейр, ржание, подражание ржанию коня, который невозможно применить в других стилях. Можно полагать, что прием киштейр более позднего происхождения. Для создания образа коня Хаамижи впервые прибег к особым звукоизобразительным приемам, чтобы отразить в своем пении процесс приручения коня. Исполнительское мастерство Г. Тумата отвечает самым высоким требованиям, поскольку певец свободно владел традиционной певческой манерой, всеми формами харёк-тээр, думчук-таар и гармонично их сочетал. В опере в начале 1960-х годов, по моим наблюдениям, производились в основном записи стилей сыгыт и хаамей, но не фиксировались другие стили, исполнителей которых было мало. Это может свидетельствовать о достаточно узком, локальном распространении харёк-тээр. Другие стили, возможно, появились в результате увеличивающейся степени коммуникации населения из разных кожуунов, проведения конкурсов, фестивалей и так далее. Наши экспедиционные материалы показывают, что знаменитый Хаамижи Санчик Кызыл Аол тоже пользовался только стилями сыгыт и хаамей. Первое, что отличает искусство с Кызыл Аола, четкое, на очень широком, протяжном, длительно выдерживаемом дыхании экспонирование текста и быстрый переход в сыгыт. Теперь так стали петь исполнители аюрской школы. По поводу этого можно напомнить приведенный выше сюжет из труда Г. Е. Грумгаржемайла 93, 110, 115. Барун-Химчикскую школу сегодня представляет ряд современных исполнителей. В процессе передачи от одного поколения к Харёк-тээр и его ареалы. 121. другому харёк-тээр, кроме традиционных стилей, приобретал и новые формы. Своеобразие харёк-тээр заключается в том, что буквально каждое исполнение того или иного стиля является в то же время его новым воспроизведением. Именно этим качеством определяется творческая специфика этой школы. Я считаю, что для развития и популяризации горлового пения больше всего подходит прием харёк-тээр, сохраненный в своем исконном виде и передаваемый из поколения в поколение мастерами-виртуозами западной дзун-химчикской школы. Здесь все стили исполняются представителями молодого поколения. Старшие певцы, Дакай Хамушку, Тырышпан Мангуш, Александр Салчак, воспринимали харёк-тээр, по их сведениям, от Кызыл Аола Санчи, Хунаштаар Аола Аржака, Ака Аола Карасала. Народная память сохраняет имена лишь последних мастеров, от которых переняты хаамей и сыгыт. Их предшественники остаются в забвении. Видимо, это связано с тем, что долгое время город Акадавурак и близлежащие села были промышленной зоной по добыче асбеста, и здесь давно не совершались обряды и другие культовые действия. Певцы наряду с другими приемами применяют аасбиля хёвми лэйр, пение с использованием полости рта как резонатора. Наряду с движениями голосовых связок важную роль играет их смыкание. Особого внимания заслуживает аккомпанирующий инструмент дашпулуур. Играют на нем в основном мелодии народных песен либо сопровождающие ритмические обороты во время пения сыгыта, хаамия. Дзун-химчикскую школу представляли самые лучшие мастера игры на народном смычковом инструменте игиле, Ака Аол Карасал, Чергака и Максим Дакпай, с Иня. Учениками Ака Аола Карасала были Эрис Аол Куулар С. Правый Чергакой, Геннадий Куулар, Анатолий Карасал, сын Ака Аола, Мерген Мангуш, Олег Куулар, Мангун Аоландар, Кайгал Аол Хавалык. Все они жители с Бажина-Алак. Проведенные мною исследования показали, что дзун-химчикская школа формировалась на базе народной инструментальной музыки. На современное состояние стиля хаамей существенное влияние оказал выдающийся певец и игилист Ака Аол Дембирелович Карасал. Родился он в Чергак и Дзун-Химчикского района в семье скотовода. С 7 лет он уже владел стилями хоэмей, сыгыт. В 17-18 лет сложились основные черты его исполнительской манеры, характерное настраивание голоса и музыкального инструмента, сама форма выступления, особый контакт со слушателями. С возрастом по мере развития его. 122. Тувинское горловое пение. Опыта и мастерства некоторые моменты исполнительского поведения Ака Аула менялись. Но основы, заложенные в юности, остались без изменения. А.Д. Карасал, заслуженный работник культуры РТ, трижды лауреат международных фестивалей. Его имя часто упоминается как среди хаамеистов,
так и в связи с историей песни и инструментальной музыки. Начиная с середины 20 века во время тувинских праздников всегда устраивали концерты с обязательным выступлением Кара Касмунзук и Ака Аула Кара Сала. Они постоянно в 1950-1960 годах участвовали в конкурсах, фестивалях, в том числе за рубежом, естественно, стремились к виртуозности исполнения. Наряду с хёймием их программы включали стили сыгыт, борба ценадыр, эзицегилэйр, каргара барла ценадыр. Заслуживает специального внимания мастерство сыгычи Максима Дакпая, РИС. 12. Дипломанта Ай Всероссийского смотра художественной самодеятельности, лауреата Всемирного фестиваля в Москве. Дакпай исполняет ритмизированные речитативы с сыгытом на одном дыхании. Средняя протяженность речитативных стихов, включающих иногда до 16 нот и более, колеблется от 15 до 30 с. Это связано с двумя основными факторами – величиной периода и естественными пределами возможностей дыхания Дакпая. Отличительный особен. РИС, 12. Дакпай. Хирёктэр и его ареалы. 123. Ностью его манеры, помимо широты дыхания и использования хирёктэр, является весьма быстрый темп исполнения. Смотри прил. Номер 3. Обычно мастера этой школы поют без текста, аккомпанируют своему пению на игиле, исполняя на нем мелодии песен либо импровизируемые наигрыши песенного характера. Наигрыши на игиле в их представлении – это самовыражение инструментального голоса, такого же индивидуального и неповторимого, как и голос каждого человека. Объясняется это тем, что тембровые показатели игилы имеют более важное значение для исполнителя хирёктэр, чем звуковысотные. Мастера игры на этом инструменте, например Дакпай, владели особым исполнительским приемом. Его интерпретация связана со звукоподражанием шуму реки. Особенность игры Ака Аула заключается в четкой кристаллизации аппликатурных позиций. Суть использования игила в поиске мелодии, причем этот поиск выражен в наиболее динамичном виде. Игра на игиле подтверждает и тот факт, что наигрыши исполняются не только с целью демонстрации голоса, но и для раскрытия возможностей смычкового инструмента звучать в унисон с хирёктэр. Смотри прил. Номер 4. Таким образом, игра на игиле помогает осваивать недоступные для голоса исполнителя тембры и интонации. Традиции импровизации напоминают речевое интонирование, исполнение с сочетанием текста и напева. Своя особая школа сложилась в Судхольском Кажууне. Традицию знаменитого Хамижиис Алдан Мадыр Хунаштара Аула Аржака подхватили такие мастера, как Виктор Оржик, Баир Аул Оржик, Леонид Оржик, Кертик Оржик, Николай Оржик, Уя Аул Оржик. Среди них и женщина, ученица Баира Аула Аржака, Шинчалай Оржик. Мне теперь известна уже вся реально обозримая династия мастеров из рода Аоржиков. Так, от Хунаштара Аула Аржака с 1987 по 1992 год нами было записано 32 образца исполнения хирёктэр. Приемы горлового пения в их интерпретации в целом близки и даже идентичны. Это, несомненно, свидетельствует об устойчивости традиций хирёктэр у рода Аоржиков. Наиболее распространенным инструментом у аоржиков был щипковый хордофон дашпулуур. При игре на нем звук извлекается щипком большого и указательного пальцев правой руки на двух струнах попеременно. Особо широкую популярность дашпулуур приобрел как аккомпанирующий инструмент при исполнении хирёктэр. Это способствовало формированию монодической мелодичи. 124. Тувинское горловое пение. Ской культуры и развитию мелодической орнаментики. В стилистике хаимея на уровне попевок много общего с виртуозными наигрышами на дашпулууре. Игра на дашпулууре и игиле отличается большой свободой, богатством приемов, с текстом исполняются всевозможные попевки, они не только различаются по ритмике, но и по художественной функции. У мастеров других школ, наоборот, наблюдается сужение приемов исполнения и владения иногда лишь каким-либо одним из них. Певцы этой школы соединяют глубинную содержательность целого и живую выразительность каждого фрагмента или интонационную напевность и виртуозность вокальной техники, что относительно редко столь удачно воплощается как в народной, так и в академической музыке. Кроме древних приемов эрги-хаамей, буга-хиамии, связанных со звукоподражанием, мастер Хунаштар Аул Оржик стремился создать новые стили исполнения.
в 1991 году. Хунаштар Аул-Оржик был приглашен в училище искусств в качестве преподавателя горлового пения. Доселе он только хранил в своей памяти многие секреты Хаимия. Прожив 1,5 года в Кызыле, где ему были созданы необходимые условия для творческой работы, он передал ученикам свою манеру исполнения. Стали создаваться даже ансамбли, где участники коллектива обучаются традициям его школы. По словам сказителя Барбака Ола Дуктука Оловича Андара, самым прославленным исполнителем хорек-тер, имевшим многих учеников, был Мыржы Малачурович Андар, Рис. 13 из Бора Тайга. В настоящее время продолжателями традиций хорек-тер рода Андар являются Конгар Аул Андар, Сергей Андар, Мангун Аул Андар, Аалак Андар, Эрис Камзаров и ряд других музыкантов. Учениками Конгар Аула Андара стали Игорь Кошкиндей, Шалбан Шактар Жаб, Андрей Мангуш, Бады Доржу Андар и ученики класса пения хорек-тер Республиканской школы искусств. Хорек-тер и его ареалы. 125. В одном циркумфлекс 85 г в Тниале на Вивсе-Тувинском слете сказителей и певцов ТВФ Улхфлап рассказывал, что с незапамятных времен урочище Бора Тайга считалось одним из основных очагов музыкальной традиции рода Андар. По его сообщению, в этой местности жило много сказителей, певцов, носителей культов, обрядов и ритуалов, но ее сохранились вплоть до 1950-х годов. Позднее традиционно циркумфлекс уклад жизни туринцев стали считать пережитком прошлого и вытеснять его. Хорек-теру обучил Маржамала его дядя Дагба Андар, который также делал музыкальные инструменты и играл с них согласно рассказу музыканта. Его мать, которую в народе прозвали Кызыл-Таннук, красношубая, была великой шаманкой, знала около 1000 куплетов текстов шаманской поэзии, являлась отличной сказительницей. Именно от нее Андар воспринял знания культовых обрядов, которые часто совершались в семейном кругу. Собранные нами материалы показывают, что уже с середины 1960-х годов вместе с угасанием шаманской практики начала исчезать привычная традиционная среда для исполнения хорек-тер. Исполнители хорек-тер и традиционных народных песен начали привлекать к художественной самодеятельности, где стили хорек-тер исполнялись лишь в виде эпизодических концертных номеров. Самодеятельными коллективами на клубных сценах ставились инсценировки с использованием внешних приемов шаманского камлания. Андар также активно принимал участие в художественной самодеятельности, выступал на тувинских фольклорных фестивалях. В полной мере талант Андара раскрылся в годы записи его репертуара сотрудниками Тниали. Село Бора Тайга Судхольского района, где он жил, считалось своеобразной лабораторией музыкантов-инструменталистов. Не случайно почти во всех населенных пунктах Дзун-Химчикского и Судхольского кажуунов исполнители на игиле. Дашпулуури были родом именно из этой деревни, от ее жителей была записана большая часть песенного репертуара этих мест, а также получены первые сведения о местных исполнителях хорек-тер, шаманах, инструменталистах. Недавнего времени, если какой-то кажуун хотел услышать исполн и тел Яна Дашпулуури, то непременно приглашали именно Андара из Бора Тайги, единственного мастера, сохраняющего традиционную форму инструмента. К сожалению, в последнее время и связи с кончиной народного мастера эта инструментальная традиция угасает. Андар скончался скоропостижно в 1995 году в Самочрасцевете Силом был одним из тех исполнителей хорек. 126. Тувинское горловое пение. Рис. 14. Аи Чульдум Аул, фото Ван Тангерина. Тер, которые продолжали древнюю инструментальную музыкальную традицию и в наши дни. В настоящее время таких мастеров осталось, к сожалению, очень мало. Другой наиболее известный очаг хорек-тер в Центральной Туве, урочище Чара-Абажа-Улук Хемского кажууна, где и поныне живут прославленные хёимисты Тумат Кара Аул, Андрей Чульдум Аул, Рис. 14. Их творчество высоко ценили ведущие отечественные этномузыковеды Е. Гиппиус и Е. Алексеев, М. Шуров. Как отметил американский этномузыковед Т. Левин во время организованной Тниали советско-американской экспедиции, 1989 год, широкий открытый жест исполнителей хорек-тер составляет основу тувинской сенной культуры. Сравнивая пение монголов, хакасов,
Могу отметить, что я не обнаружил влияния других песенных культур. Все это создает благоприятную обстановку и для создания своего, местного материала. Но ни один стиль при самом тщательном описании мелодий не дает, без сомнения, представления о тувинской манере исполнения. Все, с кем пришлось встречаться, указывают, что это наиболее старые мелодии тувинского горлового пения с особой традиционной манерой, сходной с шаманским камланием, сказанием сказок или пением колыбельной звездочка. Певческому мастерству Тумата и Ачульдум Аола в той или иной мере подражают талантливые исполнители улуг Хемского Кажууна. Ангыр Аол Фертик, Геннадий Чаш, Евгений Йон, Аким Ажи Аол, Шалбан Амырай, Балчима Кангар Аол, Олег Сурун Аол, Суктер Аол Тюлюш, Херлик Аол Тулуш. Йон признает Кара Аола Тумата своим подлинным наставником, обучавшим его искусству Хирёктер. Полевые материалы 3. Кей-Кыргыз, 201. Хирёктер и его ареалы. 127. Рис, 15. Сарукту-Кыргыз. Впоследствии Геннадий Чаш Звездочка создал ансамбль Амырак, в основу которого был положен стиль Кара Аола Тумата. С 1927 года в Эрзине среди исполнителей стиля хёйми был знаменитый рапсод Сарукту-Кыргыз, уроженец Межигей-Тандинского района, Рис, 15. В народе его называют Хвамюэлэр Сарукту, мастер хёймия Сарукту. Этот стиль музыкального искусства приобрел среди жителей Эрзина своеобразную исполнительскую окраску. Бытование стиля хвамей в Эрзине заинтересовало меня прежде всего потому, что село находится на границе с Монголией, а его жители двуязычны, некоторые говорят как по-монгольски, так и по-тувински, некоторые только по-монгольски, хотя и являются тувинцами 63, 163, 169. Среди тувинцев, живущих в Хандагайте на границе с Монголией, западный регион, очень редко встречаются монголоязычные, что является территориальной особенностью. От респондентов из Эрзин нами записано 28 напевов хаамея, из которых 22 действительно имеют структуру стиля хоэми. При таком количественном соотношении тип хаамея оказывается преобладающим. Он однороден по стилю, что дает основание считать его весьма характерным, репрезентативным для тувинской музыкальной традиции. Во-первых, стилистика свидетельствует о большой древности хаамея и его автохтонности в тувинском фольклоре, так как хёми принадлежит к наиболее консервативным сферам музыкального искусства, которое практически не заимствуется. Колыбельный хаамей, как я уже указывала, характерная форма сферы Хирёктер. Установив, Геннадий Чаш исполнял сагыт, аккомпанируя себе на хамусё. Звание виртуоза игры на хамусё ему присвоено на один международном фестивале в рамках Международного конгресса Варган. Традиции, современность, Якутия, 1991 год. Участник XXI национального фестиваля американского фольклора в Вашингтоне, 1988 год. Был удостоен высшего признания как человек, внесший большой вклад в распространение знаний о культуре и традициях народов мира. 128. Тувинское горловое пение. В процессе дальнейших исследований ареала хаамея и его мелодических типов у тувинцев и других тюрко-монгольских народов, можно надеяться, что в дальнейшем с учетом прочих этнографических источников удастся проследить пути миграции древнетюркского племени кыргыз, носителя этого искусства. Во время фольклорно-этнографической экспедиции в 1973 году мне удалось установить, что исполнители с Эрзин Харёктер называют только песнями, а при его исполнении обычно говорят «Ирлап Берне», дословно «спой им песню». На мой вопрос, Чугы Айрлар, дословно почему песню петь, то есть разве это песня? Легендарный хаами же ответил, что такого рода способ пения вытекает не из каких-либо артистических соображений, не из желания особым образом воздействовать на слушателей, а из внутренней потребности певца выразить состояние его души. Особенно славились Михаил Добчун, Федор Тау, Феодосия Кыргыз, дочь Сарукту-Кыргыза, мастерством обучения молодежи, способной к исполнению харёктер. Мастера старались передать новому поколению свой опыт и навыки пения. Школу с Кыргыза в настоящее время представляют Эрис Аракча, А.С. Данзерын, Федор Тау, Айдын Базаакай, Станислав Данма, Алексей Калзан, Николай Лавандай, Арлан Серенбил, Омак Чоаду.
Совершенно очевидно, что искусство Харёк-Тээр и ныне переходит из поколения в поколение, сохраняя древние традиции. Исполнители Харёк-Тээр продолжают придерживаться характерных для своих предков художественных форм. Более того, они надевают на праздники народного творчества ту одежду, которую носили их прадедушки и прабабушки, с удовольствием слушают рассказы, сказания, песни, в которых описывается жизнь и деятельность Аяк-Хаачелары, певцов при Найонах. Целая династия исполнителей Харёк-Тээр передает от отца к сыну вместе с горловым пением и искусство игры на важнейших национальных инструментах – дашпалууре, игиле, хамусё-чидагане, бызанчи. Итак, в данную главу вошло все то, что собрано мною во время многочисленных фольклорно-этнографических экспедиций по Республике Тыва, а также специальная полевая документация по данной проблеме. Я постаралась показать все более или менее примечательные особенности разных традиционных школ, их общие места, чтобы дать понятие о степени распространенности, однотипности или наоборот индивидуальной разрозненности у исполнителей Харёк-Тээр в той известной музыкальной форме, которая возникла и продолжает сохраняться в современных условиях. The Kyrgyz. Второй слет народных певцов и сказителей. 1989 год. The Kyrgyz с информаторами. Ансамбль Тыва. Руководитель The Kyrgyz. Тувинские шаманы. Народный хёэ Межреспублики Тыва Хамушку и Дамчап. Нью-Йорк. Госпиталь им. Рузвельта. Эксперимент 1995 год. Доктор Анат Кёйдер. Верху. И информатор, исполнитель тувинского горлового пения, Борис Хёрли, внизу. Государственный транспорт. Разновидности хомуса и футляра. Наскальные рисунки. Харёк-Тээр в современной культуре. 129. Характерный именно для Тувы высокий уровень совершенства этого искусства, многообразная практика его бытования дают основания полагать, что именно тувинские музыканты являются древнейшими носителями этого искусства. Глава 6. Развитие традиций Харёк-Тээр в современной культуре Тувы. Изучение современного состояния тувинского горлового пения закономерно входит в круг проблем развития национальной художественной культуры. До недавнего времени считалось, что Харёк-Тээр интенсивно угасает. Однако работа Н.Ц. Хамиль показала, что Харёк-Тээр сохраняется и даже развивается в местах с наиболее высоким уровнем традиционной культуры. Горловое пение функционировало постольку, поскольку сохранялся уклад жизни, соответствующий этой традиции. Причем оказалось, что даже в новой обстановке Харёк-Тээр не теряет свои прежние бытовые связи и функции. Ныне любой праздник, Наадым, праздник скотоводов, Шага, Новый год и другие, непременно сопровождается горловым пением Харёк-Тээр. Тувинские музыканты постоянно принимают участие в этнографических концертах, традиция которых широко возродилась в нашей стране, их голоса звучат в эфире, на грамм-пластинках, компакт-дисках и с телеэкрана. Актуальными остаются организационные проблемы, связанные с самой спецификой традиционного песенного искусства. Оценочный подход необходим в отношении как народной музыки в целом, так и ее отдельных разновидностей, связанных с региональными особенностями. Ими объясняется и специфика исполнительских традиций, которые также нуждаются в сохранении и развитии. Необходимо, чтобы каждая песенная традиция являлась частью современной музыкальной культуры со своими характерными признаками. Для этого требуется знание ее жанровой системы, в том числе системы горлового пения Харёк-Тээр, где наиболее определенно сказываются своеобразные черты национальной культуры. Нужно ясное представление о существующих внутри нее микростилях, о их соотношении с песенными стилями соседних. Заказ номер 788. 130. Тувинское горловое пение народов. Все это может дать только подлинно научное системное музыковедческое исследование, которое сегодня особенно актуально в связи с пропагандой национальных традиций, их активным включением в процесс формирования современной культуры. Возрождению интереса к тувинскому фольклору, его дальнейшему более глубокому практическому освоению способствовали и другие факторы. Так, важным событием в развитии музыкальной культуры Тувы явилось открытие в 1950 году в Кызыле Дома народного творчества, который в числе прочего стал заниматься и сбором музыкального фольклора. В том же году был проведен первый областной смотр художественной самодеятельности. В нем участвовало 85 хоровых коллективов,
большое число солистов-певцов и инструменталистов. На смотрах и фестивалях, которые с 1950 года стали проводиться регулярно, выявлялись новые формы народного творчества. На одном из них, например, выступили ансамбли хомусистов, на другом – ансамбли мастеров хорек-тер. Смотры позволили обнаружить подлинных мастеров в отдельных жанрах традиционного музыкального искусства. Так был открыт талант мастера хорек-тер Максима Дакпая, получившего на 6-м Всесоюзном фестивале молодежи и студентов в 1957 году звание лауреата. Народное искусство всегда являлось фундаментом молодых формирующихся музыкальных культур. В 1958 году в Аудан-Маадер, Западная Тува, был открыт кружок юных исполнителей хорек-тер, руководить которым взялся один из лучших в республике мастеров этого вида искусства Хунаштар Аулоржик. На фестивале в 1962 году его 6-летний сын и ученик Баир Аулоржик вызвал восторг слушателей, продемонстрировав блестящее владение стилем сыгыт. Второй республиканский слет сказителей и певцов, организованный ТНИАЛе в 1967 году, собрал около 90 народных сказителей и музыкантов из 4 западных районов Тувы. Блеснул ярким дарованием мастер хорек-тер Сергей Куулар, тракторист из Алюрского района, лауреат конкурса художественной самодеятельности в Будапеште, победитель 2-го тура творческой эстафеты молодежи. Вместе с инструментальным ансамблем «Хемчикс» Куулар участвовал в 11-м Всемирном фестивале молодежи и студентов на Кубе. Необходимо упомянуть и о проведенном в 1960 году республиканском смотре конкурсе молодых исполнителей хорек-тер и исполнителей на хомусе. Он проходил в рамках 1-го Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства и собрал мастеров со всех районов. Хорек-тер в современной культуре. 131. Хорек-тер представили 27 исполнителей, игру на хомусе 20 человек звездочка. Значение этих мероприятий для сохранения и развития национальных традиций достаточно велико. В них проявилась забота государства о национальном искусстве народов нашей страны. Разумеется, особенности современного состояния хорек-тер определяются не только развитием национально-государственной культуры, но и конкретными условиями его существования в сфере народного быта и культуры. Для более тщательного изучения этого вопроса сотрудниками НЦХЮИМИ была составлена специальная программа по изучению современного состояния горлового пения хорек-тер во всех кажуунах Тувы. Программа включает 3 раздела. 1. Хорек-тер в современном и общественном быту. 2. Хорек-тер в сельской художественной самодеятельности. 3. Пути развития профессиональных форм хорек-тер. Ответы на вопросы 1-го раздела позволяют выявить условия бытования пения хорек-тер в семейной обстановке. Известно, что в Туве это искусство переходит от деда к отцу, от отца к сыну и так далее. Именно старые стили хорошо сохранились и входят в репертуар многих исполнителей. В современных условиях фольклористика и этномузыковедение не могут ограничиться изучением лишь традиционных форм бытования хорек-тер. Исследователей привлекает также процесс его адаптации и трансформации в наши дни. Согласно проведенным нами наблюдениям, в концертной практике фольклорных ансамблей горловое пение и все его стили нередко обрабатываются на современный усредненный лад, в основном в жанре массового фольк-поп-арта с форсированным, неуправляемым звуком. Явление это приобретает массовый характер, что значительно снижает ценность каждого конкретного художественного результата. Традиционное горловое пение, вышедшее из недр самой жизни, перешагнуло рамки замкнутого быта и вошло в сферу большого искусства, обретая совершенно новые для себя формы существования. Так, в середине 1980-х годов появился исполнитель каргыраа, способствующий становлению особого субстиля, получившего у тувинцев название стиль певца Айдупаа. Айдупаа – уроженец Бай-Тайгинского кажууна. Этот стиль возник как своего рода тюремный фольклор в период пребывания айдупа в заключении и представляет собой индивидуальную интерпретацию основ каргыраа, сопровождаемого игрой на баяне с привязанными к нему колокольчиками. Используются шумовые эффекты, хрипение, шур. Материалы из частного архива М. Мунзука. 132. Тувинское горловое пение. Шание мехов баяна, которые вызваны одной из характерных тенденций современной культуры – стремлением подменить интонационно-смысловую природу музыки самодовлеющими звуковыми эффектами. Это повлияло и на ладовые и ритмические особенности хорек-тер.
существенно изменила его стилистику. Данная форма фольклоризма приводит к переосмыслению стилей горлового пения. Пример 21. Звукозапись и ватировка З. Кыргыз, 1976 год, город Кызыл. Айдупа своим стилем сформировал своего рода оппозицию по отношению к исторически сложившимся нормам традиционной тувинской музыки, в частности пению хирёк-тер, стремясь радикально изменить его основы. В беседе со мной он говорил, что хврёк-тер в современной культуре 133. связывал свои идеи с прогрессивностью авангардной вокальной техники. Но надо признать, что, хотя его искусство носит разрушительный характер и приводит к ликвидации тех средств, с помощью которых музыка способна выразить богатый мир чувств и от приемов, найденных им в процессе экспериментирования, представляются художественно оправданными. Техника исполнения с приемом думчук-тар стиля каргара, сводимая к бесконечному повторению рывков мехов баяна, дающих очень резкие звуки с незначительным варьированием каргара, который выходит за рамки традиционного свободного степного исполнительского субстиля, тембров и способов звукоизвлечения, выражает сильное душевное напряжение певца, чувство человека, перенесшего многие годы тюремного заключения, жаждущего свободы. В его исполнении отсутствуют двухголосие и обертоновые мелодии, однако он, мощно применяя носовые резонаторы приемом думчук-таар, параллельно использует прием херек-тейр. Хотя временами в исполнении Айдупы большее внимание уделялось тексту лирического характера, мелодия основывалась на тувинских кажамык-припевках. Применение мощного носового приема в стиле каргара оказалось весьма действенным, что повлияло на целое современное направление в развитии традиционной тувинской музыки. Можно сказать, что Айдупа сломал стереотип музыкального мышления народа, дав новый толчок к развитию авангардной народной музыки, прежде всего благодаря нестандартному использованию баяна. Не случайно, что в наше время его исполнительство оказало большое воздействие на молодежь, Получила известность как стиль певца Айдупа. Концертное исполнение хирёк-тер привело к формированию нового концертного стиля. С этим невозможно не считаться. Появилась масса проблем. Как, например, осуществлять концертирование, оставаясь в рамках традиций тувинского горлового пения? Как сочетать эстетические нормы традиционных форм народного творчества с платформой современного музыкального искусства? Наконец, как погрузившись в древние пласты песенного фольклора, остаться современным. Все это можно было увидеть на проводившихся сотрудниками Центра народного творчества деревни Монгушесеиче, Куулар фестивалях народного творчества. Поиск путей переинтонирования богатейшего наследия тувинского народа для современной аудитории – трудная задача. Для этого нужно знать классическое музыкальное наследие народа, включающее и народную манеру интонирования. Необходимо. 134. Тувинское горловое пение. Сохранить этническую основу тувинского музыкального интонирования с точки зрения эстетических и акустических норм национального искусства. Благодаря усилиям тувинских фольклористов и исполнителей горлового пения хирёк-тер признан сегодня в республике как явление, имеющее международное значение. Его важное место в мировой художественной культуре засвидетельствовано в коллективных исследованиях ученых многих зарубежных стран. Не случайно международные симпозиумы Хёэмей, феномен культуры народов Центральной Азии, посвященные актуальным вопросам сохранения и развития музыкальных традиций народов Центрально-Азиатского региона, привлекли ученых Франции, Америки, Японии, Финляндии и ряда других стран. Анализ предложенных авторами научных тем и тезисов выступлений на 3 прошедших симпозиумах позволил определить основные вопросы исследования горлового пения у народов Центральной Азии. В этой связи необходимо отметить ряд докладов, посвященных вопросам происхождения хирёк-тер и общетеоретическим проблемам горлового пения. Среди них – проблема генезиса хёэмия в свете формирования тувинской этнической культуры С. И Вайнштейна о проблемах, связанных с происхождением феномена горлового пения Б. Татаринцеева, к вопросу о происхождении феномена хёэмия М. Х. Маннаяола, краткий структурно-типологический анализ стилей хёэмия З. Кыргыз, типические места, связанные с хёэмием в тувинском героическом эпосе С. М. Арус Аол, ритуально-магическая функция хёэмия в системе традиционного мировоззрения тувинцев З. Б. Самдан, современное бытование хакасского хая и проблемы его развития,
Стоянова и другие. Особый интерес вызвал доклад научного сотрудника НЦ Хёэми М. Сундуй-Тувинский Хёэми. Современное состояние, отметивший, что в настоящее время в Туве официально насчитывается около 1600 исполнителей пения хирёктэр, в том числе 30 женщин. Возраст исполнителей от 5 до 70 лет. В различных районах республики имеется 30-х классов хёэми, в среднем в одном классе по 10-12 учащихся, 25 ансамблей хёэми, 10 из них детские. По данным докладчика, в истории развития хёэми с начала 20 век насчитывается 5 поколений хёэмиистов. Первое, родившихся до 1920 года, Сарукту, Окамбу и другие. Второе, родившихся в 1921-1940 ГГ, Аммаржемалк, Акааул, Икс, Идамчап, Хунашта Араул, Кызыл Аул, Д, Ачур и другие. Третье, родившихся в 1941-1960 ГГ, Смараул, Иркулар, Скулар, Н. Мангуш Казак. Хирёктэр в современной культуре. 135. Аол, М. Лазо, Саян и другие. Четвертое, родившихся в 1961-1980 ГГ, Икс Кайгалаул, Мангуш, Асивек, Окангараул, Р. Мунзук и Кошкиндей, Мангун Аол и другие. Пятое, родившихся после 1980 года, М. Чуаду Шисе Чуаду, Сарыглар, Р. Тюлюш, Р. Чурукай и другие. М. Сундуй подчеркнула, что в истории исполнительской практики важную роль сыграли представители второго поколения, которые являются как бы посредниками между народными хёэмиистами дореволюционной Тувы и новой плеяды исполнителей. Именно второе поколение положило начало современному процветанию тувинского хирёктэр, оставив после себя школы Ака-Аола, Хунаштаара-Аола, Кызыл-Аола. Со второй половины 1980-х годов, с началом перестройки и появлением фольклорно-этнографического ансамбля Тыва, созданного и возглавляемого мною, начинается новый этап в истории тувинского хёэми. Хёэми, хирёктэр. 3. Достигает в ансамблевом исполнении гармоничного звучания и совершенства. Особого внимания заслуживают группы Саяны, 1969 год, Тыва, 1987 год, Хунхурту, 1990 год, Эртенелик Тыва, 1992 год, Чергилчин, 1997 год. В 9 детских музыкальных школах республики открыты классы горлового пения, где преподавателями являются хёэмиисты как с педагогическим образованием, так и без него. На 3 симпозиумах, проводившихся в Туве, начиная с 1992 года, выступили с докладами 63 участника из Тувы, Алтая, Бурятии, Хакасии, Монголии, США, Швеции, Японии, Франции, Англии, Финляндии. В 3 турах конкурса в рамках симпозиума 1998 год вместе с детскими хёэмиистами 629 исполнителей показали разные стили исполнения хирёктэр, из них 190 сыгыт, 262 хёэми, 62 каргара, 50 борба ценадыр, 48 эзицегилаэр, 17 кцезык и челандок. Симпозиум объединил представителей смежных наук, имеющих общий объект изучения хирёктэр. Это этнографы, археологи, историки, фольклористы-филологи, языковеды, этномузыковеды, литературоведы, врачи-физиологи. Такой состав позволил на практике решить одну из главных задач современной науки – задачу комплексного изучения горлового пения народов Центральной Азии. Целью форума было прежде всего объединить усилия представителей смежных наук в изучении хирёктэр. Общность интересов специалистов, изучающих музыкальную культуру народов Центрально-Азиатского региона, проявилась в том, что большинство заслушанных на симпозиуме докладов построены на материалах тувинского хирёктэр. Почти все тезисы и доклады, 136, тувинское горловое пение, сделанные на первом симпозиуме, опубликованы. Но из-за недостаточного финансирования Международный научный центр хёэми не смог, к сожалению, обеспечить публикацию материалов 2 последних международных симпозиумов, за исключением тезисов. Центр хёэми был создан в столице Республики Тыва именно благодаря рекомендации первого симпозиума,
1993 год. Научно-исследовательский коллектив Центра занимается изучением истории хиреоктер, проблем шаманизма, музыкальной этнографии, а также рассмотрением путей социальной защиты исполнителей хейомия, пропагандой этого вида искусства и поддержкой научно-практических международных связей. Так, например, после одного симпозиума был проведен природно-физиологический эксперимент в США, штат Нью-Йорк. Исследование было осуществлено согласно следующей схеме: физиологический анализ голосовых связок, особенности работы дыхательного аппарата, особенности деятельности резонаторной системы. Работа была записана на видеокассету при помощи назофарингологической эндоскопии с использованием гибкого эндоскопа из волокна, вставленного через нос, и гортанной фоноскопии, телескопа, введенного через ротовую полость. По нашим наблюдениям, техника исполнения двухголосного пения требует манипуляции нескольких гортанных и вышегортанных структур в одно и то же время, напряжение до высокого уровня давления воздуха в нижней части глотки. Мы также заметили манипуляцию стенок глотки и языка, достигающую резонанса колеблющейся и понижающейся частот. За время нашего обследования было обнаружено двустороннее нарастание сжатия голосовых связок и ослабление ложных голосовых связок. Мы пришли к важному выводу о том, что юные исполнители тувинского хиреоктер должны быть не моложе 14-15 лет, когда гортань созреет, укрепится организм и нервные клетки, чтобы обучение не повредило деятельности мозга и дыхательной системы. Профессиональным певцам, работающим на постоянной основе в учреждениях культуры и искусства многие годы, следует находиться под наблюдением врачей, контролирующих функции легких, гортани, деятельность мозга. Действие интенсивной вибрации на организм может вызвать определенные изменения функционального состояния различных систем органов, кровяного давления, сердечной деятельности, реактивности нервной системы, в основе которых прямые рефлекторные влияния вибрации. Новые материалы существенно дополняют информацию в работах Б. Чернова и Ф. Маслова. Хиреоктер в современной культуре. 137. С 13 по 28 февраля 2001 год в рамках фестиваля, посвященного 70-летию народного исполнителя хиреоктер Республики Тыва Федора Тау Международным научным центром Хейомий было произведено комплексное медицинское обследование мастеров горлового пения с целью решения вопроса о пенсионном обеспечении артистов хиреоктер и установления возможности профессиональных болезней. С 27 февраля по 1 марта 2001 года НЦ Хейомий при участии внештатного пульмонолога Министерства здравоохранения Республики Тыва Сарыглар организовал осмотр данного контингента сотрудниками кафедры профессиональных патологий Новокузнецкого государственного института для усовершенствования врачей, руководителем, академиком РАН, Дероммет. Наук, ЗАВ, кафедрой профессиональных патологий ШФ, Разумовым Кант, МЕД. Наук, ДОЦ, Д. Осиповым, врач-отолгаринголог, и Кант, МЕД. Наук, Азинченко, врач-пульмонолог. Всего было обследовано более 50 пациентов. Это исполнители хейомия из различных кожуунов республики, учащиеся училища искусств, преподаватели и ученики Республиканской школы искусств, артисты филармонии. Эти данные важны не только для решения проблемы присвоения тех или иных категорий исполнителям, установления размеров их пенсии и тому подобное, но и для правильной организации процесса обучения горловому пению детей в музыкальных школах, с какого возраста безопасно начинать обучение, какое время занятий оптимально для детского организма и не вызывает переутомления голосовых связок и сердечно-сосудистой системы. При правильном подходе сердце, легкие и голосовые связки тренируются. При неправильном занятии пением могут привести не только к заболеванию, но и к потере природных голосовых данных. Раньше исполнителям удавалось сохранить свой го больше, чем лос до преклонного возраста, потому что хиреоктер не был для их профессии, и он не были вынуждены интенсивно эксплуатировать свой талант ради заработка. Если мастера горлового пения будут получать достаточно высокие гонорары за свой труд, у них отпадет необходимость в чрезмерно частых выступлениях. Ныне исполнители хиреоктер регулярно выступают на концертных эстрадах перед широкой аудиторией слушателей не только в Первое, но и в Москве, в столицах европейских государств, в Америке. Диски исполнителей хиреоктер записаны в Берлине, Париже, Нью-Йорке, Токио.
Тувинский артист свое искусство всегда посвящает людям. И в Туве постоянно возрастает количество концертов, артистов, носителей многовековой традиции хирёк-тер. 138. Тувинское горловое пение. Сегодня одинаково популярны как вокальные, так и инструментальные концерты традиционной музыки. Общая тенденция демократизации форм традиционной исполнительской практики стимулировала возрастание творческой активности также среди музыкантов-любителей, число которых в республике постоянно увеличивается. Если в прошлом юрты знаменитых исполнителей хирёк-тер часто становились своеобразными школами для обучающихся одному определенному стилю исполнения, долгие годы ученик жил по соседству или непосредственно в юрте учителя, который был для него не только профессиональным, но и духовным отцом. Если профессия музыканта обычно была наследственной, передаваясь из поколения в поколение в одной семье, то сейчас в Туве исполнители хирёк-тер передают свои знания и опыт любому желающему посвятить себя этому музыкальному искусству. Древние традиции обучения постепенно уходят на второй план. Все более активно внедряются в жизнь групповые формы обучения, утверждающиеся в музыкальных школах, училищах. Они, несомненно, более прогрессивны. В настоящее время многие юноши и девушки, выходцы из кожеумных школ, получили возможность профессионально изучать музыкальное искусство. Однако при всех положительных сторонах групповое обучение во многом уступает индивидуальному в степени профессионализма, так как при индивидуальном подходе ученик строго соблюдает исполнительские каноны, связанные с фонетикой тувинского языка. При групповой форме обучения трудно совершенствовать тембральные и регистровые возможности исполнителей, так как изначально это искусство монодийное и связано с звукоподражанием. Традиция наследственного обучения музыке, группировка музыкантов вокруг одного учителя способствовали возникновению большого числа музыкантов, овладевающих искусством пения или игры на каком-либо определенном инструменте. Кроме того, получение сегодня школьного музыкального образования способствовало появлению принципиально нового типа музыкантов. Музыканты, прошедшие школы группового обучения, владеют и приемом хирёк-тер, и игрой на традиционных инструментах, но лишь единицы из них становятся виртуозными музыкантами. Некоторые из них работают в школах искусств, университете, другие – в оркестрах и ансамблях. Плюсом же группового обучения я считаю популяризацию феномена хирёк-тер, а также комплексное развитие вокальных и инструментальных навыков у учащихся. Хирёк-тер в современной культуре. 139. Профессия исполнителя хирёк-тер, хёими же, среди женщин получила свой официальный статус лишь сравнительно недавно. Раньше их выступления запрещались. Причиной этому было бытовавшее мнение о том, что исполнение хирёк-тер неблагоприятно сказывается на женском организме и может привести к бесплодию, а также что занятие женщины неженским делом подавляет дух, сузун-базар, мужа. Эти архаичные представления, как мне думается, были построены на том, что хирёк-тер требует определенной физической подготовки, развитости грудной мускулатуры и особенно сильно зависит от функционирования дыхательной системы. Однако теперь процесс возрождения национальных культурных традиций способствует изменению отношения тувинцев к женщине, исполнительнице пения хирёк-тер, повышению престижа профессии хёими же у женщин. Так, за последнее время сложился женский ансамбль Тыва-Кызы, выдвинулось много талантливых женщин, исполнительниц пения хирёк-тер и инструменталисток. Большую роль в формировании стиля хирёк-тер сыграли обряды, связанные с жизненным укладом тувинцев. Кроме того, при рассмотрении мелодических особенностей традиционной музыки тувинцев у хирёк-тер обнаруживается немало точек соприкосновения как с песенным фольклором, так и с традиционной инструментальной музыкой. Хирёк-тер в своей основе – это в некотором роде синкретическое наследие тувинской традиционной вокальной и инструментальной музыки. Стили хирёк-тер повсеместно известны как глубоко традиционные, стабильные и переходящие из поколения в поколение. Под влиянием времени хирёк-тер трансформируется, развивается, становясь порой неузнаваемым. Музыкальное своеобразие хирёк-тер отразилось и в характере сохранения, передачи традиций и стабилизации элементов всей тувинской народной музыки, способствуя ее распространению и делая ее доступной и понятной в разных регионах мира. Итак, хирёк-тер – это неотъемлемая часть духовной культуры тувинцев.
Здесь уместно вспомнить слова крупнейшего современного исследователя Мацешевского: «Народная музыка составляет часть духовной культуры своего народа. Она тесно связана с его бытом, укладом циркумфлекс национальными традициями, его историей, психическим складом, специфическим комплексом представлений о прекрасном». Без знания и понимания этого комплекса постичь образный строй народной музыки невозможно. 185, 32 Джей. Заключение. Подводя итоги исследования, выполненного на основе полевых материалов, собиравшихся мною в течение 25 лет, и с учетом всего комплекса имеющихся публикаций, рукописных и фонографических архивных данных, можно констатировать, что в книге рассмотрена история изучения горлового пения, начиная с конца XIX века до наших дней. Среди основополагающих для нашего исследования работ — труды и выводы А.Н. Аксенова, Е. Гиппиуса, С. и Вайнштейна, А. Пальмбаха, Л. Гребнева, М. Х. Маннаева, Б. и Татаринцеева внес существенный вклад в изучение проблемы хироктер. В обзоре архивных и музейных источников обращено внимание на материалы по тувинскому горловому пению. Некоторые источники впервые введены мною в научный оборот. Особое место среди них принадлежит фонограммархиву Тиги, где хранятся записи тувинского горлового пения начиная с 1945 года. Эти материалы вошли в томы серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», непосредственное участие в подготовке которых я приняла. Установлено, что хироктер имеет специфическое отличие от музыкальных форм монгольского хаамия, алтайского и шорского кая, хакасского хая, башкирского узляо. По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что в аутомузицировании у вышеперечисленных народов существуют отдельные элементы, сходные с тувинским искусством хироктер, но в комплексе как система, тембр, регистр, резонаторы, приемы звукоизвлечения, стилевое разнообразие и фонетические особенности языка. Хироктер уникален и проявляется только в тувинской культуре. Для более глубокого изучения и понимания механизмов корпорамузыки как аутомузицирования на стыке музыковедения, этнографии, археологии, физиологии и филологии каждого отдельного этноса требуется создание специализированных научных центров в регионах их бытования. Основными функциональными факторами становления феномена хироктер явились, по моему мнению, древние формы труда и культа тувинцев. На основании изучения типа. Заключение. 141. Логии выделены 5 форм исполнения и 6 структурно-типологических типов хироктер. Мною зафиксированы 5 основных стилей в тувинском горловом пении хироктер. Хёвмий, Сыгыт, Борба Ценадыр, Эзицегилэр, Каргыраа. Современные субстили, Бырла Ценадыр, Дёспеце Борбац, Каргыраа певца Айдупаа, а также древние субстили, Буга Хёвмий, Впейхвей, Кожигар Каргыраазы, Дак Каргыраазы Кацезыт, Кумзатаар, Чиландык. Они связаны с тувинским архаическим стихотворным строем, возникшим на основе бестекстовой вокализации, пения без слов. Каждый из стилей имеет свои структурно-функциональные особенности и ареалы. В западной, центральной и южной Туве, населенной кочевыми скотоводами горно-степных районов от предгорьев Алтая до восточных Саян, за исключением горно-таежных районов, населенных оленеводами-охотниками, где исследуемый феномен не зафиксирован. Именно здесь, согласно моим выводам, в древнетюркское время и началось становление хироктер. В книге доказано, что положение об угасании хироктер в советское время ошибочно. В действительности традиции хироктер не только сохраняются и продолжают бытовать до сегодняшнего времени во всех указанных регионах, но и развиваются, становясь не только составной частью музыкальной культуры тувинцев, но и достоянием всего мирового сообщества. Хироктер – классический образец народной музыки, доведенный до высшей степени художественного совершенства. Список литературы. 1. Абашеева Л. Музыкально-теоретический комплекс на материале бурятской музыки. Народная культура Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. 2. Абрамзонс М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л. 1971. 3. Аксенов А. М. Тувинская народная музыка. М. Музыка, 1964. 4. Алдынарык. Хакасский героический эпос. ЗАП. И подгод.
Текста СТ, переулок и коммент. Емой Нагашевой. М. 1988. 5. Алексеев Н. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1980. 6. Алексеев Н. Традиционные религиозные верования якутов в КСИКС, начале 20 век, Новосибирск, 1975. 7. Алексеев Н. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1984. 8. Алексеев И.Е. Есть ли у якутов многоголосие цесов? Музыка. 1967. Номер 5. Твердый знак. Алексеев Е. О звуковысотном пространстве и принципах нотирования раннефольклорной мелодии. СОВ. Музыка. М. 1973. ВЫП. 9. ОВ. Алексеев Е. Проблемы формирования лада на материале якутской народной песни. М. Музыка, 1976. Алексеев И.Е. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект. М. СОВ. Композитор, 1986. 12. Алексеев И.Е. Фольклор в контексте современной культуры. М. 1988. 13. Алтайские героические сказания. Новосибирск, 1997. Памятники фольклору народов Сибири и Дальнего Востока, Т. 15. 14. Алтайские народные песни. Горно-Алтайск, 1962. 15. Анохин А.Ф. Материалы по шаманству алтайцев, Придису. Е. Малова. Суббота. Т.Р. По антропологии и этнографии. Л. 1924. Т. 4 ВЫП. 2. В. Аранчин Юэл, Алдан Маадырларным Турахалышксом. Кызыл. 1985. 17. Аранчин Ю.Л. Исторический путь тувинского народа к социализму. Новосибирск, 1982. 18. Арбачакова Л. Текстологии шорского героического эпоса, на примере материалов Н.П. Дыренкова И.А. и Чудаякова Дис. Кант. Филол. Наук, Инте филологии Саран. Новосибирск, 1998. 19. Артеменко Е. Синтаксический строй русской народной лирической песни в аспекте ее художественной организации. Воронеж. 1977. 20. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М. Музыка, 1971. 2. Асафьев Б. Речевая интонация. М. Л. 1965. 22. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. М. 1865, 1868, 1869. Т. 1. 3. Список литературы. 223. 23. Бадраш, Ардын Тандыл, Монголус. 1973. Н9. 24. Балов А. О характере и значении древних купальских обрядов и игрищ. Русский архив. 1911. 25. Банина А. Ложкин, Н. Об акустических особенностях тувинского сольного двухголосия ВИИ Всесоюзная акустическая конф. М. 1973. 26. Барановский П. Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. Киев, 1956. 27. Бардахановас. Система жанров бурятского фольклора. Новосибирск. Наука. 1992. 28. Балакирев М. Русские народные песни для одного голоса с сопровождением фортепиано. РЭД. Придисл. И слет. И примеч. Е. Гиппиуса. М. 1957. 29. Барток Б. Народная музыка Венгрии и соседских народов. М. 1966. 30. Баскаков Н. Душа в древних верованиях тюрков Алтая. Термины и их значения. СОВ. Этнография. 1973. Номер 5. 31. Баскаков Н. К вопросу о классификации тюркских языков ЦИСВ. Ан СССР от Неолит и Яс. М. 1952. 32. Баскаков Н. Очерки истории функционального развития тюркских языков и их классификация.
Ашхабад, 1988. 33. Башкирские народные песни РЭД. СОСТ. Х.Ф. Ахметов, Л.Н. Лебединский, А.И. Харисов. Уфа, 1954. М. Белорусские народные песни, СОСТ. 3. Эвальд Подряд. Египиуса. М. 1941. 35. Беляев. М. Ладовые системы в музыке народов СССР, НТ. История искусств МВА культуры СССР. Рукопись. 36. Беляев. М. О музыкальном фольклоре и древней письменности. М. 1971. 37. Беляев. М. Руководство для обмера народных музыкальных инструментов. М. Музыка, 1931. 38. Беляев. М. Стих и ритм народных песен, СОВ. Музыка. 1966. Номер 7. 39. Беляев. М. Якутские народные песни, ЦСОВ. Музыка. 1937. Номер 9. 40. Бернштама. Социально-экономический строй Архона Енисейских тюрок VI-VIII веков. Восточно-тюркский каганат и кыргызы. М. Л. 1946. 41. Бичелдик. Акустические и артикуляционные аспекты хиамии и фарингализации гласных в тувинском языке. Мелодии хюэмия. Кызыл. 1994. 42. Бичелдик. Афарингализация в особых фонетических условиях. Рукопись. 43. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М. Л. 1950. Т. 1. 44. Большая советская энциклопедия. М. Советская энциклопедия, 1972. Т. 10. 45. Богорасов, Г. Очерк материального быта Аленных Чукчей, составленный на основании коллекции Н.Л. Гандати Ц. Суббота. Майи. 1901. Т. 1 вып. 2. 46. Бояркин Н. Мордовское искусство. Саранск, 1983. 47. Бояркин Н. Мордовское народное музыкальное искусство. Саранск, 1983. 48. Бояркин Н. И феномен традиционного инструментального многоголосия на материале мордовской музыки, авторов. ДИС. Дера искусствоведения. СПБ. 1995. 224. Тувинское горловое пение. 49. Будиек. Истории великорусских говоров, Рязанская губ. Казань, 1986. 50. Бутанаев. Я к вопросу о социальной структуре средневекового общества хакасов по данным исторического фольклора Ц. из истории Сибири. Томск, 1976. ВЫП. 21. 51. Бутанаев. Я. Традиционная культура и быт хакасов. Абакан, 1997. 52. Бутанаев. Я. Хакасы. Абакан, 1996. 53. Бюрбес. М. Музыкальный фольклор тувинцев, учен. ЗАП. Нияли. Кызыл, 1964. ВЫП. 11. 54. Мюхерк. Работа и ритм, переулок с нем. Зайце кого? М. 1924. 55. Вайнштейнс и встреча с великим шаманом, природа. 1975. Номер 16. 56. Вайнштейнс и изобразительное искусство Тувы. М. 1961. 57. Вайнштейнс. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. М. 1972. 58. Вайнштейнс. История народного искусства Тувы. М. Наука. 1974. 59. Вайнштейнс. И происхождение и историческая этнография тувинского народа, авторов. ДИС. Дера Ист. Наук. М. 1969. 60. Вайнштейнс. И рецензия на книгу Л. Гребнева Тувинский героический эпос Цесов. Этнография. 1963. Номер 5. 61.
Вайнштейнс и Тувинцы Тоджинсей. М. 1961. 62. Вайнштейнс и феномен музыкального искусства, рожденный в степях Цесов. Этнография. 1980. Номер 1. 63. Вайнштейнс и этнографическая экспедиция Тувинского музея в Юго-Восточную Туву, СОВ. Этнография. 1954. Номер 2. 64. Вайнштейнс и этнографические исследования Н.Ф. Катанова у тувинцев и других тюркоязычных народов. Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. М. Наука. 1960. ВЫП. 4. 65. Валиханов Ч. Очерки Джунгарии Цесобр. Соч. Алма-Ата. 1984. Т. 3. 66. Василов Н. Избранники духов. М. 1984. 67. Вижинтоса. Роль инструмента в инструментальных сутартинис. Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. М. 1988. 68. Виноградов. Киргизская народная музыка. Фрунзе, 1968. 69. Виноградов. Эпос Манас. Его стих и напев музыка народов Азии и Африки. М. 1988. ВЫП. 3. 70. Владимирцев Б. Монголо-айратский героический эпос. М. 1923. 71. Владимирцев Б. Монгольские сказания об Амурсане. ЗАП. Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. 1927. Т. 1. 72. Владимирцев Б. Общественный строй монголов, монгольский кочевой феодализм. М. Ацваан СССР. 1934. 73. Возникновение и развитие земледелия. М. 1967. 74. Володина. Психологические аспекты восприятия музыкальных звуков, авторов. Дис. Кант. Искусствоведение. М. 1972. 75. Гаджибекову. Основы азербайджанской народной музыки. Баку. 1945. 76. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. М. 1950. 77. Гацаков М. Историческая поэтика и фольклор. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М. Наука. 1986. 78. Гацаков М. Основы устной эпической поэтики славян. Антитеза формульной теории. История, культура, этнография и фольклор славянских народов, АИКС Междунар. Съезд славянистов, Киев, 1983, Доку. СОВ. Делегация. М. Наука. 1983. Список литературы. 225. 79. Гацаков М. Перевод как составная часть научной публикации фольклорных текстов в сибирской и дальневосточной серии, на примере новых подготовленных томов. С методические указания по принципам научного издания серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Улан-Удэ, Бурят КМ. Ацва 1986. 80. Гацаков М. Сказочник и его текст к развитию экспериментального направления в фольклористике, Проблемы фольклора. М. Наука. 1975. 81. Гацаков М. Эпический певец и его текст. Текстологическое изучение эпоса. М. Наука. 1971. 82. Гиппиус Е. Культура протяжной песни на пинниге. Крестьянское искусство СССР. Искусство с севера. Суббота. СТ. Л. 1928. ВЫП. 2. 83. Гиппиус Е. Общетеоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий. Актуальные проблемы современной фольклористики. Л. Музыка. 1980. 84. Гиппиус Е. Программно-изобразительный комплекс в ритуально-инструментальной музыке медвежьего праздника Уманса. Теоретические проблемы народной инструментальной музыки. РЭД. СОСТ. И. Мациевский. М. 1974. 85.
Гиппиус Е. Сборники русских народных песен М. А. Балакирева. Балакирев М. А. Русские народные песни. М. Музгис, 1957. 86. Гиршман Я. Пентатоника и ее развитие в татарской музыке. М. 1960. 87. Гомона Г. Контрапункт напева и поэтического текста в композиционном строении карельских причитаний Ц. Музыка в свадебном обряде финно-угров и соседних народов. Таллин, 1986. 88. Гашовский Л. У истоков народной музыки славян. М. 1971. 89. Гашовский Л. Фольклор и кибернетика ЦСОВ. Музыка. 1964. Номер 12, 1965. Номер 1-2, 90. Грана Д. Древние кочевники в центре Азии. М. Наука, 1980. 91. Грача Д. Савинов Д. Г. Глужневская Г. Енисейские кыргызы в центре Тувы. Эйлик Хюм Аяя как источник по средневековой истории Тувы. М. Фундамента пресс, 1998. 92. Грибнев Л. Тувинский героический эпос. М. Вост. Лид 1960. 93. Грумгржемайло Г. Е. Западная Монголия и Уренхайский край. Л. 1926. Т. 1 ВИП. 1. 94. Гусев Е. Проблемы фольклора в истории эстетики. Л. 1963. 95. Давид Ниэля. Мистики и магии Тибета. М. Дягилев Центр ЦДЛ. 1991. 96. Дальф. Пословицы русского народа. Вторые АЦ. В 2 тоннах. СПБ. 1979. 97. Дигунта, слоговая музыкально-ритмическая форма в донецких протяжных песнях Ц. Традиционное и современное народное музыкальное искусство, суббота. ТР. ГМПИМ. Гнесиных, Ред. СОСТ. БП Ефименкова. М. 1976. ВИП. 29. 98. Дугаров Д. Бурятские народные песни. Улан-Удэ, 1964. 99. Дьяконовов. П. Ламаизм и его влияние на мировоззрение коренного населения Сибири. Л. 1979. 100. Дьяконовов. Л. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. М. 1975. 101. Дьяконовов. П. Тувинские шаманы и их социальная роль в обществе. Ц. Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л. 1981. 226. Тувинское горловое пение. 102. Дьяконовов. П. Шаманский погребальный обряд. Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. М. 1969. 103. Дюшалиев. Песенная культура киргизского народа. Бишкек 1992. 104. Йонгова ТВМ. Об одной группе мелодико-ритмических композиций закамских лирических неприуроченных песен. Ц. Традиционное народное музыкальное искусство восточных славян. Вопросы типологии. Суббота. ТР. ГМПИМ. Гнесиных, Ред. СОСТ. БП Ефименкова. М. 1987. ВИП. 91. 105. Йонгова ТВМ. Песенный тип горы в протяжных песнях Ульяновского Заволжья. Традиционное и современное народное музыкальное искусство. Суббота. ТР. ГМПИМ. Гнесиных, Ред. СОСТ. БП Ефименкова. М. 1976. ВИП. 29. 106. Йонгова ТВМ. Протяжные песни Ульяновского Заволжья. М. СОВ. Композитор 1974. 107. Йонгова ТВМ. Сборник закамских протяжных песен. Приложение Ц. Закамские протяжные песни и некоторые вопросы типологии жанра. ДИС. Кант. Искусствоведение. М. 1988. 108. Йонгова ТВМ. Ефименкова Б. Звуковысотная организация русских народных песен в свете структурно-типологических исследований. Звуковысотное строение народных мелодий, принципы анализа, материалы науч. Практ.
Этномузыкологический конф. Дом творчества композиторов РУЗа, 11-16 февр. М. 1991. 109. Ерзаковин Б.Г. Песенная культура казахского народа. Музыкально-историческое исследование. Алма-Ата. Наука. 1966. 110. Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. М. 2001. 111. Ефименкова Б.Б. Ритмика русских традиционных песен. Учеб. Пособие по курсу «Народное музыкальное творчество». М. 1993. 112. Ефименкова Б.Б. Русские причитания стабильной структуры с цезурированными напевами. Традиционное народное музыкальное искусство восточных славян. Вопросы типологии. Суббота. ТР. ГМПИМ. Гнесиных. Ред. СОСТ. Б.П. Ефименкова. М. 1987. ВЫП. 91. Из Ефименкова Б. Свадебная песня в среднем течении реки Югце. Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Вопросы типологии. Суббота. ТР. ГМПИМ. Гнесиных. Ред. СОСТ. М. Йонговатова. М. 1982. ВЫП. 90. 114. Ефименкова Б.Б. Северные байки. М. Сов. Композитор 1977. 115. Жирмунскиев М. Композиции лирических стихотворений. СПБ. 1921. 116. Жирмунскиев М. Народный героический эпос. М. Л. 1962. 117. Жирмунскиев М. Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского народного эпического стиха. М. 1973. 118. Затаевича, киргизские инструментальные пьесы и напевы. Л. Сов. Композитор 1971. 119. Затаевича. Тысячи песен киргизского, казахского народа. Оренбург. 1925. 120. Зеленин Д. Магическая функция слов и словесных произведений. Ц. Академику Н. Я. Мару. Л. 1935. 121. Зеленин Д. Религиозно-магическая функция фольклорных сказок. С. Ф. Альденбургу. Л. 1934. 122. Зелинский Р. Ф. Башкирский Курай. Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. М. 1988. Ч. 2. Список литературы. 227. 123. Зелинский Р. Ф. Композиционные закономерности башкирских программных киев. ДИС. Кант. Искусствоведение. Уфа, 1977. 124. Земцеовский и музыка эпоса Цесов. Музыка. 1988. Номер 12. 125. Земцеовский и мелодика календарных песен. Л. Музыка 1975. 126. Земцеовский и русская протяжная песня. Л. 1967. 127. Ильин. Музыкальное творчество алтайцев. Сов. Музыка. 1950. Номер 8. 128. Один инструмент сизм та вокально мус один КЦ Машевский яй. 1 и Айшвгалося. Кантанаша. Тернопш, 2002. 129. Иориш и. Материалы о монголах, калмыках и бурятах в архивах Ленинграда. История, право, экономика. М. 1966. 130. История Монгольской Народной Республики. М. 1954. 131. История Монгольской Народной Республики. Л. 1983. 132. История Тувы. М. 1964. Т. 1. 133. Ихтисмовхаз. Заметки о двухголосном гортанном пении тюркских и монгольских народов. Ц. Музыка народов Азии и Африки. М. Союз композиторов, 1984. 134.
Ихтисмовхаз к проблеме сравнительного изучения двухголосного гортанного пения и инструментальной музыки у тюркских и монгольских народов. Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. М. Сов. Композитор 1988. 135. Ксмныбек Д. Песенная культура кыргызского народа. Бишкек, 1993. 136. Ксрутерсде, неведомая Монголия. Уренхайский край. СПБ. 1914. Т. 1. 137. Кстсное Н.Ф. среди тюркских племен. Отдельный оттиск из известий Русского географического общества. 1893. Т. 29. 138. Квитксковы избранные труды. М. 1971. Т. 1. 139. Квиткскв избранные труды. М. 1973. Т. 2. 140. Кюниля. Музыкальное творчество хакасов. Абакан, 1955. 141. Хёнинлопснем Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Новосибирск, 1987. 142. Кюнинлопснембе. Шаманский сыгыт как зачин горлового пения цехоэмей, горловое пение, феномен культуры народов Центральной Азии, ТЭС. Междунар. Симпозиума. Кызыл, 1995. 143. Коце-3. Венгерская народная музыка. Будапешт, 1961. 144. Калевсте. Зимний цикл обычаев южных славян, к вопросу о структурно-типологическом анализе обрядности, СОВ. Этнография. 1971. Номер 3. 145. Конеф за 50 лет. М. 1936. Т. 3-4 экспедиция в Сайотию. 146. Конеф. Предварительный отчет по экспедиции в Уренхайскую землю, ИСФ. ВОСТ. СИП. От НИЯ РГ. М. 1903. Т. 1 ВЫП. 34. 147. Кандерстьевс. А. Музыка монгольского этноса и песен. М. 1970. 148. Кандерстьев Сан, М. Специфика кая в теленгитских колыбельных, мелодии Хаамия. Кызыл. 1994. 67-68. 149. Краснопольск-Ся-Т. О мелодике пудожских причитаний. Традиционное народное музыкальное искусство восточных славян, суббота. ТР. Гмпиим. Гнесиных. Ред. СОСТ. Б.П. Ефименкова. М. 1987. ВЫП. 91. 150. Ксенофонтов Г. Урангха и Сахалар. Очерки по древней истории якутов. Иркутск. 1937. Т. 1. 151. Кублицкий Г. За голубыми саянами Ц. Сибирские огни. 1947. Номер 5. 152. Кудеяров А. Проблемы изучения художественного стиля эпоса сибирских народов Ц. Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока. Горно-Алтайск, 1986. 228. Тувинское горловое пение. 153. Курбатский Г. Тувинские праздники. Л. 1970. 154. Курченко А. П. Хюеми и профессиональное композиторское творчество Ц. Мелодии Хюеми. Кызыл. 1994. 155. Куулар Д. С Хюеми вид музыкального фольклора. Мелодии Хюеми. Кызыл. 1994. 156. Куулар Че об этике Хюеми Ц. Мелодии Хюеми. Кызыл. 1994. 157. Кушнарев Хас. Вопросы истории и теории армянской монадической музыки. Л. 1958. 158. Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М. 1969. 159. Кызласов Л.Р. Тува в составе уйгурского каганата 8-9 веков. М. 1981. 160. Кыргыз-зэк. Жанр частушки, припевки, в музыкальном творчестве тувинцев Ц. Учен. ЗАП. Неяли. Кызыл.
1973. ВИП 16 161. Кыргыз-зэк — звукоподражание голосам животных и птиц в вокальной и инструментальной музыке тувинцев-це традиционный современный фольклор Приуралья и Сибири, ТЭС. ДОКЛ. Всероссийская музыкально-фольклорный конф. Свердловск, 1979. 162. Кыргыз-зэк — музыкальное исполнение тувинских сказок, тувинские народные сказки, СОСТ. ЗБ Сандан. Новосибирск, наука, 1994. Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. 163. Кыргыз-зэк — народная песня и ее исследователи, музыка Сибири и Дальнего Востока. М. 1982. 164. Кыргыз-зэк. О тувинских эпических напевах, тувинские героические сказания, СОСТ. М. Арусау. Новосибирск, наука, 1997. Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока, Т. 12. 165. Кыргыз-зэк — песенная культура тувинского народа. Кызыл, 1992. 166. Кыргыз-зэк — песенная культура Тувы. Кызыл, 1990. 167. Кыргыз-зэк — ритмы шаманского бубна. Кызыл, 1993. 168. Кыргыз-зэк — тувинская музыка наших дней, СОВ. Музыка. 1975. Номер 5. 169. Кыргыз-зэк — тыва улустуце алгыш ереудери. Кызыл, 1993. 170. Кыргыз-зэк — тыва улустуце кажемыктары. Кызыл, 1975. 171. Кыргыз-зэк — хюэми, жемчужина Тувы. Кызыл, 1992. 172. Лебединский ЛН — башкирские народные песни и наигрыши. М. 1965. 173. Лебединский ЛН — искусство узля у башкирце СОВ. Музыка. 1948. Номер 4. 174. Левинс — духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Л. 1973. 15. Ленёва Е. Великорусские песни в народной гармонизации. СПБ. 1904. ВИП. 1. 176. Лукьянова Т. Интонирование календарных песен брянщины. Л. 1973. 177. Мазепус — темброво-высотные инварианты теленгитского КЦ мелодии Хаамея. Кызыл. 1994. 178. Майнагашева. Е. Некоторые элементы композиции хакасского эпоса Ц. Проблемы хакасского фольклора. Абакан. 1982. 179. Малес. Е. Древние и новые тюркские языки ЦИСФ. Ан СССР от Неолит и Яс. М. 1952. Т. 11 ВИП. 2. 180. Малес. Е. Енисейская письменность тюрков. М. Л. 1952. 181. Малес. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты исследования. М. Л. 1951. 182. Малес. Е. Шаманский камень яда у тюрков Западного Китая ЦСОВ. Этнография. 1947. Номер 1. Список литературы. 229. 183. Манная Ол МХ. К вопросу о происхождении феномена Хаимея. Хаамей, горловое пение, феномен культуры народов Центральной Азии, ТЭС. Междунар. Симпозиума. Кызыл, 1995. 184. Мациевский — исследовательские проблемы транскрипции инструментальной народной музыки, традиционное и современное народное музыкальное искусство, суббота. ТР. ВМПИМ. Гнесиных. РЭД. СОСТ. Б. Ефименкова. М. 1976. ВИП. 29. 185. Мациевский — основные проблемы и аспекты изучения народных музыкальных инструментов и инструментальной музыки, народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. М. СОВ. Композитор 1987. Т. 1.
186. Мациевский. Проблемы контекстной фиксации синкретических фольклорных жанров в полевых условиях. Материалы выездной сессии АН СССР в Душанбе. Душанбе, 1976. 187. Мелодии Хаимея Суббота. СТ-1 Междунар. Симпозиума. ОТВ. РЭД. Юэл Аранчин. Кызыл, 1994. 188. Миллер Г. Ф. История Сибири. М. Л. 1937. Т. 1. 189. Миллер Г. Ф. История Сибири. М. Л. 1941. Т. 2. 190. Минцеловок. Далекий край. Всходы. ПГ. 1915. 191. Можайка 3. Песенная культура белорусского Полесья. Минск 1971. 192. Молдобаев И.Б. Отражение этнических связей киргизов в эпосе Манас. Фрунзе, 1985. 193. Молдобаев И.Б. Название музыкальных инструментов в эпосе Манас. Ц. Вопросы киргизской терминологии. Фрунзе, 1986. 194. Мангуш Д. Хамий Дугаинда Бадалдар. Хамий Жинин Бадалдары. Кызыл, 1998. 195. Мангуш Д. О языке тувинцев северо-западной Монголии. Ц. Вопросы тувинской филологии. Кызыл, 1983. 196. Мордовские народные песни. СОСТ. Г. Сураев. Королев. Саранск 1969. 197. Мунзук М. Мунзук, Тываулустуцеирларе. Кызыл, 1973. 198. Мунзук М. Йонг. Кымзёгиш Ю. Ирлар. Кызыл, 1956. 199. Мухамбетова А. И жанровая система и типы носителей казахской традиционной музыкально-поэтической культуры. Рукопись. 200. Наделяев М. У истоков тувинского языка. Исследования по тувинской филологии. Кызыл, 1986. 201. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М. 1973. 202. Назаренко Р.Б. О средствах музыкальной выразительности в шорском героическом эпосе Канпёрген. Ц. Шорские героические сказания. М. Новосибирск. Наука. 1998. Памятники культуры народов Сибири и Дальнего Востока, Т. 17. 203. Нигмедзянов М.Н. Народные песни волжских татар. Исследования. М. Сов. Композитор 1982. 204. Нигмедзянов М.Н. Татарские народные песни. М. 1970. 205. Новгородовая, о миф петроглифа Монголии. М. 1984. 206. Насуленков. М. Психология музыкального восприятия. М. 1988. 207. Адоевский Ф. Речь на открытии Московской консерватории. Русская мысль о музыкальном фольклоре. М. 1973. 208. Атюгова Т. Големба и рождение музыкальных инструментов. Л. 1986. 209. Арус Аолс. М. Воспитательная роль фольклора тувинцев. Тувинские народные традиции и обычаи. Кызыл, Туф, КН. Ацва 1991. 230. Тувинское горловое пение. 210. Арус Аолс. М. Типические места, связанные с хёемием, горловым пением, цейхёемий, горловое пение, феномен культуры народов Центральной Азии, ТЭС. Междунар. Симпозиума. Кызыл, 1994. 211. Арус Аолс. М. Эпические сказители как носители традиционной культуры Ц. Аборигены Сибири. Проблемы изучения исчезающих языков и культур. Новосибирск. Наука. 1995. 212. Островских П. Краткий отчет о поездке в таджинский Хашун Уренхайской земли ЦИСФ. РГ. Берлин, 1895. Т. 34 ВИП. 4. 213.
Островских П. Оленные тувинцы С. Северная Азия. М. 1927. КН. 5-6. 214. Ахримович. Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории развития семьи Цай. 1892. Номер 4. 215. Паласп. Путешествие по разным провинциям российского государства. СПБ. 1773-1788. Хе-ай-яй-яй-яй. 216. Памятники сибирской истории. СПБ. 1882. КН. 1. 217. Потачаков. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом. М. 1955. 218. Пашина А. Календарные песни весенне-летнего цикла Юго-Восточной Белоруссии Ц. Славянский и балканский фольклор. М. 1986. 219. Пашина О влиянии этнографического контекста на жанровую атрибуцию жатвенных песен. Фольклорный текст, функция и структура, суббота. Трудов Гмпиим, Гнесиных, Ред. СОСТ. Ма Йонговатова. М. 1992. ВЫП. 121. 220. Пашина А. Структурно-типологические исследования в советской музыкальной фольклористике Ц. Музыкальная фольклористика. Проблемы истории и методологии. М. 1990. 221. Переверзев А. Проблемы музыкального интонирования. М. 1966. 222. Песни Пенежья Ц. Материалы фонограммархива, СОБР. Ирозоп. Е. Гиппиус и 3. Эвальд Подобш. Ред. Е. Гиппиус. М. 1937. КН. 2. 223. Песни, собранные П. Киреевским, новая серия. М. 1911. ВЫП. 1. 224. Пестеров Е. Примечание о прикосновенных около китайской границы жителях, как российских ясачных татарах, так и китайских мунгалах и сайотах, сделанное Егором Пестеревым с 1977 по 1781 год, новые ежемесячные сочинения. СПБ. 1793. Ч. 79, 82, 225. Потанин Т. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. СПБ. 1883. ВЫП. 4. 226. Потапов Л. П. Древний обычай, отражающий первобытно-общинный быт кочевников. Ц. Тюркологический сборник. М. Л. 1951. Т. 1. 227. Потапов Л. П. К семантике названий шаманских бубнов у народности Алтая Цесов. Тюркология. 1970. Номер 3. 228. Потапов Л. П. Обряд оживления шаманского бубна у тюркоязычных племен Алтая ЦТР. Интоэтнография АН СССР. 1974. ВЫП. 10. 229. Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. М. 1969. 230. Потебня о мифическом значении некоторых обрядов и поверий. М. 1865. 231. Потявин, обрядовые песни и их место в современном репертуаре народа. Ц. Сибирский фольклор. Новосибирск, 1971. ВЫП. 2. 232. Поэзия первобытного общества у родового строя. М. 1927. 233. Проб. Я. Русский героический эпос. Л. 1955. Ч. 1. Эпос в период разложения первобытно-общинного строя. 234. Проб. Я. Текстологическое редактирование записей фольклора. Ц. Материалы исследования. М. Ацваан СССР. 1956. Т. 1. Русский фольклор. Список литературы. 231. 235. Тюрбес. М. Музыкальный фольклор тувинцев, учен. ЗАП. Нияли. Кызыл. 1964. ВЫП. 11. 236.
Путилов. Новые методологические аспекты в изучении славянского фольклора. ВОПР. Литературы. 1968. Н96. 237. Радлов из Сибири. Страницы дневника. М. Ацваан СССР. 1989. 238. Радлов. Образцы народной литературы тюркских племен. М. 1866. Ч. 1. 239. Радлов. Образцы народной литературы тюркских племен. СПБ. 1907. Ч. 9 наречий уренхайцев, сайотов, абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные Н. Ф. Катановым. 240. Радлов. Сибирские древности. Из путевых заметок по Сибири. СПБ. 1894. Т. 1 вып. 3. 241. Размышления об обертонном пении. Хаамей. Кызыл. Госпредприятие Хиомей. 1995. 242. Рассадин. Монголо-бурятские заимствования в сибирских тюркских языках. М. 1980. 243. Рубцов Ф. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Л. 1962. 244. Рубцов Ф. Основы ладового строения русских народных песен. Л. 1964. 245. Рубцов Ф. Соотношение поэтического и музыкального содержания в народных песнях ЦФТМ. 1967. ВЫП. 5. 246. Руденкос. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М. Ацваан СССР. 1953. С. 324. 247. Руднев А.Д. Мелодии монгольских племен ЦЗАП. ИП. РГ Паутнию этнографии. СПБ. 1909. Т. 34. 248. Руднева о ритмика стиха и напева в русской народной песне «Соизвестие на институты за музыка». София 1969. Т. 13. 249. Руднева о русские народные песни Подмосковья, собранные П. Ярковым с 1890 по 1930 год, Ред. Эплидисл. Е. Гиппиуса. М. 1951. 250. Руднева А. Русские танки и карагоды. Таночные и карагодные песни. ВОПР. Музыкознание. М. 1956. ВЫП. 2. 251. Рыбаков. Задача изучения славянского языческого мировоззрения. Методологические вопросы общественных наук. М. 1966. 252. Рыбаков С. Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. Записи ИП. Академии наук по историко-филологическому отделению. СПБ. 1897. Т. 3, номер 2. 253. Савинов Д.Г. об изменении этнического состава населения Южной Сибири по данным археологических памятников предмонгольского времени. Этническая история народов Азии. М. 1972. 254. Цыганаев А.М. Октябрьская ИФ. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск, 1990. 255. Самбуй. Ултувинские народные игры. Кызыл. 1978. 256. Самдан З.Б. Дух хозяин сказки в исполнительской традиции народов Центральной Азии. Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Улан-Удэ, 2000. Т. 3. 257. Самдан З.Б. Хаамей в фольклоре тувинцев. Мелодии Хаамия. Кызыл. 1994. 258. Сивека, Хиаминин Таигузу, Хиамижине Бадаудары. Кызыл, 1998. 259. Сердобов Н. История формирования тувинской нации. Кызыл, 1971. 232. Тувинское горловое пение. 260. Сказки и предания алтайских тувинцев. СОСТ. Предисл. Коммент. Этаобе. М. 1994. 261.
Слепцов П. А. Якутский литературный язык. Формирование и развитие общенациональных норм. Новосибирск. Наука. 1990. 262. Смирнов Б. Монгольская народная музыка. М. 1971. 263. Сокольский П. П. Русская народная музыка в ее строении мелодическом и ритмическом. Харьков, 1888. 264. Сокольский П. П. Русская народная музыка, великорусская и малорусская в ее строении мелодическом и ритмическом и отличие ее от основ современной гармонической музыки. М. 1951. 265. Стоянов А.К. Искусство хакасских хайджи, Алтын Арык. Хакасский героический эпос. М. Наука, 1988. 266. Сузукеев Ю. Бурдонно-обертоновая основа традиционного инструментального музицирования тувинцев. Кызыл, 1993. 267. Сузукеев Ю. Проблема лада в тувинской народной музыке. Кызыл, 1989. 268. Сузукеев Ю. Тувинские традиционные музыкальные инструменты. Кызыл, 1989. 269. Сундуем. М. Тувинский хёэмий. Современное состояние цехиомий, горловое пение, феномен культуры народов Центральной Азии, ТЭС. Международ. Симпозиума. Кызыл, 1998. 270. Сундуем М. Кулар Че, Оржик Хунаштаарау. Кызыл, 1995. 271. Суразаковс. Алтайский героический эпос. М. 1985. 272. Тампере X. Кампуарные и семейные обрядовые песни. Таллин, 1960. Наэст. Ирус. Яс. 273. Тампере X. Русские влияния на развитие эстонской народной песенной мелодии ЦКР. Сообщ. Интоэтнографии Ан СССР. М. Л. 1950. ВЫП. 12. 274. Тампере X. Эстонские народные песни с мелодиями. Трудовые, пастушеские, жатвенные и сенокосные песни. Таллин, 1956. Т. 2. 275. Татаринцев и влияние лексики русского и монгольского языков на развитие лексической системы современного тувинского литературного языка. Авторов. Дис. Кант. Филол. Наук. Новосибирск, 1968. 276. Татаринцев Б. И мелодии хёемия. Рукопись. 277. Татаринцев и монгольское языковое влияние на тувинскую лексику. Кызыл, 1976. 278. Татаринцев и смысловые связи и отношения слов в тувинском языке. М. Наука, 1987. 279. Татаринцев и тувинское горловое пение. Проблемы происхождения. Кызыл, 1998. 280. Татаринцева М. Русские народные песни в Туве. Кызыл, 1993. 281. Тауби. Изучение фольклора тувинцев Монгольской Народной Республики. СОВ. Этнография. 1975. Номер 5. 282. Токоск. Слово Арата. М. 1957. 283. Тохе. Учение о мелодии. М. 1928. 284. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Внешний мир. ОТВ. Ред. Ингемцеев. Новосибирск. Наука. 1987. 285. Тувинские героические сказания. СОСТ. М. Арусау. Новосибирск. Наука. 1997. Памятники фольклору народов Сибири и Дальнего Востока, Т. 12. Список литературы. 233. 286. Тувинские народные сказки. Переулок М. Ватагина. Кызыл, 1956. 287. Тувинские народные сказки. СОСТ.
ЗБ Сандан. Новосибирск, наука, 1994. Памятники фольклору народов Сибири и Дальнего Востока. 288. Тувинско-русский словарь, подряд. Пальмбаха. М. 1955. 289. Тывата Алдар. Кызыл, 1951. Т. 2. 290. У. Тургашевым, ты, искусство горлового пения в этнокультурной истории Саяна Алтая. Абакан, 2000. 291. Унгвице К.М., Хакасский народный тахпах. Абакан, 1980. 292. Финно-угорский музыкальный фольклор и взаимосвязи с соседними культурами, суббота. СТ. СОСТ. Ирюитель. Таллин и Истерасмат. 1980. 293. Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Суббота. СТ. ОТВ. РЭД. Бен Путилов. Л. Наука, 1974. 294. Хакасские народные легенды ЦСОСТ. ЗАП. Элит Абраб. Я Бутанаева. Абакан, 1982. Нахак. Яс. 295. Харлап М.Г. Народно-русская музыкальная система и проблема происхождения музыки Ц. Ранее формы искусства. М. 1972. 296. Хлыновк. Ю. К вопросу о наименованиях Хаимия. Кызыл. 2000. 297. Хамушкуа. М. Религии в истории культуры тувинцев. М. 1998. 298. Хамиженице Бадалдара. Кызыл, 1998. 299. Чедамбазе Б. Тувинские диалекты в их отношении к литературному языку Ц. Вопросы тувинской филологии. Кызыл. 1983. 300. Чернов П. О физиологии механизма тувинского и хакасского горлового пения Ц. Проблемы хакасского фольклора. Абакан, 1982. 301. Чернов П. Маслов Т. Дмитриев Л.Б. Тайна тувинского дуэта или свойство гортани человека формировать механизм аэродинамического свиста. Новосибирск, 1992. 302. Чинеров и вопросы изучения эпоса народов СССР. М. 1956. 303. Чудаяков А. И. Этюды шорского эпоса. Кемерово, 1995. 304. Чудук, Буян и Рыц Хамижинин Бадалдары. Кызыл, 1998. 305. Шевцов Н. Музыка Алып-Технымаха Ц. Хакасский героический эпос Айхуучен. Новосибирск, наука, 1997. Памятники фольклору народов Сибири и Дальнего Востока, Т. 16. 306. Шейкин Юве. Особенности развития музыки УД и других народов Преамурья, традиционный фольклор и художественная самодеятельность, народная музыка СССР и современность. М. Музыка, 1982. 307. Шейкин Ю и Никифоров. Алтайское эпическое интонирование Ц. Алтайские героические сказания. Новосибирск, наука, 1997. Памятники фольклору народов Сибири и Дальнего Востока, Т. 15. 308. Шейкин Ю и Ц. Йоханских М. Мазепус. Интонационная культура этноса. Опыт системного рассмотрения. Ц. Музыкальная культура народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1986. 309. Шорские героические сказания. Новосибирск, 1998. Памятники фольклору народов Сибири и Дальнего Востока, Т. 17. 310. Шуров М. Принципы жанровой классификации русского музыкального фольклора с вопроса драматургии и стиля в русской и советской музыке. Суббота. ТР. Педагогов Московской консерватории. М. 1980. 311. Эмсгаймеры. Варганы в Сибири и Средней Азии. Ц. Проблемы традиционной инструментальной музыки народов СССР. Л. 1986. 312. Эргиз Г. Очерки по якутскому фольклору. М. Наука, 1974. 234. Тувинское горловое пение. 313.
Юргенск, изменчивость диафрагмы полости рта авторов. Дис, Кант, Мед, Наук. Рига, 1961. 314. Юшманов и вокальная техника и ее парадоксы. СПБ. 2001. 315. Якобсон Р. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание, новое в лингвистике. 1963. ВЫП. 3. 316. Яковлев Е. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического музея. Минусинск, 1900. 317. Яцковская и образ коня в народных песнях монголов. Северо-западная Монголия. М. 1986. 318. Яцковская Н. Дерильд Н. Хархуугин Гундзен и его песни. Актуальные проблемы современного монголоведения. Улан-Батор, 1987. 2.9. Алексеев Е. Киргиз С. Левинтер Лайна Ноутсов Compact Disc 1900. Тава. Voices from the Center of Asia, C40017. Вашингтон, Smithsonian Folkways Records. 320. М. Шеймары, Preliminary Remarks on Mongolian Music and Instruments. The Music of the Mongols. Стачхом 1943. 321. Килановская М. Семенов В. The Land in the Heart of Asia. СПБ. Эго. 1995. Сокровища мировой культуры ВИП. 5. На Англ. Яс. 322. Леотарев, Этюд sur la musique Таова. Перес, 1998. 323. Астралский Чпи, С. Юба Даймасик инструмента дер Качинзен, Верхандланджен дер Берлинер антропологишен Населсат. Берлин, 1895. 324. Пекси. Mongolian Conceptualizations of Overtone Singing, Ксуми, с British Journal of Ethnomusicology. 1992. Часть 1. 325. Топы. Джемейн Самкейтен Зентраласиатис Черномоденлайдер. Акта Райнталя Академии Сайнтиарам Ханг. 1980. БД. Кскскскиф 1/3. 326. Топы. Тевенисч Лидерволк с Дичтенкаус дер Вестмонголы Кайпенхелер. Густав Кайпенхелер Виорлок. Лейпзигунд Веймас. 1980. 327. Танджорнем Ван. Ксумейн Тава, New Developments New Dimensions. Университет Ван Амстердам, Септембр, 1994. 328. Трэнк Вон Хай. Original Research and Aconsical Analysis of Ksumei. Musical Voices of Asia. Токио, 1980. Архивные материалы. 329. Анохин Аф. Народное песенное музыкальное творчество алтайцев, монголов и шорцев, Горно-Алтайский музей, архивный материал Аф. Анохина. 330. РФ Пнияле, Т. 299. Д. 2125. 331. РФ Пнияле, Т. 864. 332. Фат Пнияле, площадь номер 386. 333. Фат Пнияле, Т. 293. Д. 2125. 334. ФФ звездочка Пнияле, Т. 297. Д. 2125. Советско-американская экспедиция. 335. ФФ Пнияле, Т. 844 Л. 19. Фольклорный фонд. Оглавление. Вместо предисловия. 3. Введение. 5. Глава 1. История изучения горлового пения. 11. Глава 2. Историко-культурный контекст становления и Функционирование характер. 47. Глава 3. Основа звукообразования характер. 77. Стиль хюэний. 84. Стиль Борбаценадыр. 86. Стиль Сагыт. 89. Стиль Эзицегелэр. 89. Стиль Каргера. 91. Стиль Кацезып Кумзатаар. 93. Стиль Челандек. 94. Глава 4. Структурно-типологический анализ песенных
форм со вставками горлового пения. 96. Глава 5. Хорёк-тер и его ареалы, школы Хорёк-тер. 113. Глава 6. Развитие традиций Хорёк-тер в современной культуре Тувы. 129. Заключение. 140. Приложение. 143. Список литературы. 222. Научное издание. Кыргыз Зоя Кыргызовна. Тувинское горловое пение. Этномузыковедческое исследование. Редактор Н. Дерябина художественный редактор Л. Матвеева художник Из. Попов технический редактор Н. М. Остроумова корректор С. М. Погудина. Л. Анкушова оператор электронной верстки С. Рыжкович. ЛР номер 020297 от 23 июля 97 года. Сдано в набор 22 июня 02 года. Подписано в печать 12 августа 02 года. Бумага офсетная. Формат 60-х 901/16, офсетная печать. Гарнитура Times. УЕЛ, ПЕЧ, Л, 14,75 плюс 0,5 на мел. БУМ, УЧ, АЦ, Л, 16,5. Тираж 1500 эк. Заказ номер 788. Наука. Сибирская издательская фирма РАН. 630 099, Новосибирск, улица Советская, 18. Оригинал-макет изготовлен на настольной издательской системе. СП «Наука РАН». 630 077, Новосибирск, улица Станиславского, 25.